принес мне сосуд с вином и сосуд с молоком. Я выбрал молоко. Джибриль сказал: ты выбрал то, что соответствует фитрам, естеству фитрам. Потом мы вознеслись к высшему небу, и Джибриль попросил открыть его врата. Его спросили: кто ты? Он ответил: Джибриль. Его спросили: а кто с тобой? Он ответил: Мухаммад. Его спросили: а за ним присылали? Джибриль сказал: за ним посылали. После чего эти врата были для нас открыты. Там я увидел Адама, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись ко второму небу, и Джибриль попросил открыть его врата. Его спросили: кто ты? Он ответил: Джибриль. Его спросили: а кто с тобой? Он ответил: Мухаммад. Его спросили: а за ним посылали? Джибриль сказал: за ним посылали. После чего эти врата были для нас открыты. Там я увидел двоюродных братьев: Ису, сына Марии, и Яхью, сына Закарии, которые поприветствовали меня и обратились к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к третьему небу. Джибриль попросил открыть его врата. Его спросили: кто ты? Он ответил: Джибриль. Его спросили: а кто с тобой? Он ответил: Мухаммад. Его спросили: а за ним посылали? Джибриль сказал: за ним посылали. После чего эти врата были для нас открыты. Там я увидел Юсуфа, который был наделен половиной красоты мира дальнего. Да. И он поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к четвертому небу, и Джибриль попросил открыть его врата. Его спросили: кто ты? А он ответил: Джибриль. Он ответил: Джибриль. Его спросили: а кто с тобой? А он ответил: Мухаммад. Его спросили: за ним посылали? Он сказал: да. После чего эти врата были для нас открыты. Там я увидел Идриса, который поприветствовал меня и обратился к Аллаху с мольбой даровать мне благо. Всемогущий великий Аллах сказал: мы вознесли его на высокое место. Сура Марьям, аят 57. Потом мы вознеслись к пятому небу. Джибриль попросил открыть врата. То же самое, короче. Там я увидел Харуна, который поприветствовал меня и обратился с мольбой даровать мне благо. Потом мы вознеслись к шестому небу. В принципе, то же самое. Там я увидел Мусу, который поприветствовал меня и попросил в мольбе даровать мне благо. Потом мы вознеслись к седьмому, и Джибриль попросил открыть врата. Там я увидел Ибрахима. Он сидел, прислонившись спиной к обитаемому дому Аль-Байт Аль-Маамур, куда ежедневно входит по 70 тысяч ангелов, которые молятся там, после чего покидают это место и больше никогда туда не возвращаются. А потом он вознес меня к лотосу, крайнего предела. И оказалось, что по своим размерам его листья подобны слоновьим ушам, а плоды – большим кувшинам. Когда же по велению Аллаха его покрыло нечто, он изменился, и никто из создания Аллаха не смог бы описать его красоту. Затем Аллах ниспослал мне откровение и вменил в обязанность совершать по 50 молитв в течение дня и ночи. После этого я спустился к Мусе, и он спросил: какие обязанности возложил Господь твой на плечо твоей общины? Я ответил: он обязал их совершать по 50 молитв. Муса ответил: вернись к Господу и попроси его об облегчении, ибо члены твоей общины не смогут вынести. Я уже испытал и проверял израильтян. Тогда я вернулся к своему Господу и сказал: Господь, облегчи. И он уменьшил количество на 5. После этого я вернулся к Мусе и сказал: он снял с меня обязанность совершения 5 молитв. Муса ответил: члены твоей общины не вознесут этого. Вернись же к своему Господу и попроси его об этом облегчении. И я возвращался то к моему великому Господу, то к Мусе, пока Господь мне не сказал: о, Мухаммад, поистине это 5 молитв, которые мы должны совершать в течение дня и ночи, за каждую из которых мусульманину запишется совершение 10, то есть составит 50 молитв. Тому и измерится совершение доброе дело, но не совершит его, будет записано одно доброе дело. И если же он совершит его, ему запишется 10 добрых дел. Если кому-нибудь возмерится совершать дурное дело, но не совершит его, ему ничего не запишется. А если он совершит его, то за ним будет записано совершение одного дурного дела. После этого я спустился к Мусе и сказал ему об этом. Он сказал: вернись к твоему Господу и попроси его об облегчении. Посланник сказал: тогда я сказал: я возвращусь к твоему Господу столько раз, что мне уже стыдно перед ним. Дальше, 260. И сообщается со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха сказал: ко мне пришли ангелы и отвели меня к Замзаму.
после чего моя грудь была раскрыта и омыта водой Замзама. Затем я был оставлен. Далее, 261. Сообщается со слов Анаса ибн Малика о том, что посланнику пришел Джибрил в то время, когда он играл с мальчиками. Он схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусток крови и сказал: «Это удел шайтана в тебе». Затем он омыл ему сердце водой Замзама в золотом тазу, привел его в прежнее состояние и вернул на место свое. Мальчики прибежали к его матери, то есть к его кормилице или ее мужу, и сказали: «Мухаммада убили». Когда они встретили, он был изменившимся цветом лица. Она сказала: «Я видел на его груди следы от этого шлафа». Что за сказки? Что дальше читаю? Так, нужно сначала это переварить все, потому что это очень за душу берет, Я медленно старалась читать, как просили, с выражением, с толком, с расстановкой. Не, у вас дар, у вас талант. Здесь уже несколько человек шахаду сейчас примут прямо после этого. Я могу дальше продолжить. Тут еще есть. Вот комментарий ко всему вот этому. Как мы видим, вот это вот предписание молитв, оно было раскинуто между тремя. Это Моисей, это Мухаммад и это Аллах. И вот три персоны, да, которые, скажем так, предписывали нам вот эти вот совершения там вот этих молитв, да, намазов. И больше инициатива, больше всех остальных, как бы она исходила от Мусы. Да благословит его Аллах и приветствует за то, что он с 50 молитв, короче, настоял на то, что на 5 это дело, короче, спустили. Но когда он сказал еще меньше уменьшить количество молитв, то Мухаммад сказал, что ему стыдно, больше он не хочет просить. Уже получится, что наглеет. И вот там решается... عربن هو دو عربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عربي إز البراك لا تحون خدي خدر الله خدع الحون هو يتنونات يعني دعيلهم شيء شبابي إبوه كده هم просто прокомментировать, да его يشتقيرت كير ما كعربي جو ليش ما هو عربي قير هو سون زهير عربي بس طلع البراق تاع بايمر سيدمو نابت وجه الله هون هايزوت سسيه ناخذ يشار عربي صبرنا سزود الله خيو سزود الله خيو الله خيو سزود Ishayol pretenziyun zahu çaya şektam nedena şu şuna ya çekmişi iz ot arbo qahtnışı geçemega hiç var Daya var Allah satiye bosveg аж сатейше Allah бошнир сазуд Allah юшун асай наложница на Аллахах моя наложница Allah كان قال لك خلش دات كان قال لك شغل غير شوي دات كير شيء بيوه موات شيء دك شو عدك كير شو عدك بحكي هو كير تأكل وين سعني يتأتى كل يوت يتم بولي كل ريت هو هربوسو بدينا هرقوما ميل بالي در كيتش أنا بالي در قال نو كيتش أنا ويدوم دات كيتش كامنشت سهر شيء ميكش دو باقي سهر عدت نوخشي قوما بالي دالر هر دادا كيرش دو كوي Jokoji uman del reduke bali duish. Unta del lane. Sundel وين بالي ده كده unta del lane busal din bali undel don. سابردين قالتا ادم قيتي ادم واليري وهرشين ميجر دودات نو ادم قيتي نادوش بيتش يا داكوش
pitch ساوين ميل بالي دل وين قشتو هرادون هرم هون ميجي هر pitch ميجيون هر يامرتلو هنا حيزبر هرم شون ميجي تكشين ميجبا ميك شوية تسميك شوية قستو روكوي دو تام دو هر تسميك دولم مش دوه ميك دات بو دو تام ميجبا تونكي مش نيلم دوتر دات ونوك شو از دنيا ميك دولم مش دوي تسميك شر ده مس باوين 3% قيتم باش ناخ بو دوغلوش شو شتوي هر pitch boch bol nach weg solstur buch ich hit rask edel du ach shasha solstur boch bushun ach tsedel et arf halger yod dil shkelo gezri ter swam del sen halger I gezri توسي chan her din shah hadi daurdo shdur rask swam soti imach chu atam wal gher wo shwat chun is swet gaz ataplani et nach chu yach luriat chun tan qir wash min al awara nach ich chu yachs bu pitch chu qirem ta pitch ta chu yachs bu inach وين ديلخ تيشتم نو ويت يشر ديلخ قيرم تا تيشو يشوات بلغر دواق قروب وخش تيشو يشوات وين دال تورنش سديتنق سد بو ني باتيتن تامش سديتنق ون البوراك تيتن نا حيز بيتسال جيمبر دال وميجردو ويت يمش سديتن دال تاهم سديتن ادرا قيت عامل ملياردي جلاكتيك صوت ملياردي ويستخلو ادرا اقوى شي بوصل بيشناخ ليل شبوخ اتيرچاغ هو هاي الشي واساتيال ويستل يزا عربش لاقا ابوخ تبا هاي خلبرس دا اولا ويا اسا جوزن دا نه صبردين دو شو بايمر لالا اسا حسام نان يات سبير نان يو هيرزا بدرز هيرزا حبايمر هذا حبايمر يات بورشستغ هو بورشستغ تيرچر يوتا تيرچر يوتا صبر دالتا تيرچر يوتا وي شو ناخسليل شو توقميلا نعبوخت بالبوي هو بيدرازن ترتير خچو قريو هو بيدري هو تير خچو قريو تناخ يغاوة تريتا وعوتك بورشايلا تيرچر تسوازي والي شو بوصل بيشي شو يوع ناس ليل شو توقميلا بوخت بالبا هو تير تر خچ سيوقي ستق واتسخون هو بورشا تجلا هاي فاميلي تياقا هو بورشا تجلا هاي بورشا تجلا هاي فاميلي تياقا بيدرز عميريو هذا يات بورش هاي مر يات بورش شو أمتي يعتقد يات بورش شو تعمل يات بورش هو بيدرزن دايتن حديث دو صحيح مسلم دينوست حديث دو خلبرس دا أولاي خلبرس دا أول صحيح مسلم Если кто-то из вас оскорбит чужую женщину прелюбодеяние, то есть проституткой, не имея на это 4 свидетелей, то по шариату, по твоей пидорастической трусливой спине полагается 100 плетью или 100 палок. Это шаркия. А пидоразан нох 4 хочу корюша юаи, а нахслил шу алятун тикули, хай буэршат тагела, хай фамилия тияка. از خبر دادو آیتن نشتر شو هر شو بوسل پیدر ازی شو بوسل باشه شو بوسل بیش نخسلیل شو باش همش دوچی اله از خبر دادو وردون هاتک بویر شایلا های فامیلی تیاقانت هاتک بویر شایلا نوا ایستخل شنیر آیتون جواب دل دیشی ساعتون جواب دل دیشی ساقوسم نهیتش سبری نهنی پیدر هایرزن حالا دوشی از شو بوسا بیشو بو شو پیدرشی ها پیدرش های بوسا بیشن تیتسی قولشیو ها میلیو خواه تیتسی چر حونتیر خچیو قری ایت قوه میره بیتر بو وقت های قمیلن بوخت بالبا قیتو عربی تاری تیتنیت ای عیولریون آخچه آیقن گونو آمایریو
Як побилиш? Этот поп оказался каким-то извращенцем. Если есть другой, все имамы, проповедники, понтифики, попы, заходите в эфир. Бисмилля, мы будем сейчас обсуждать полет навигатора. То есть как наш великий пророк, согласно Бухари, Муслим, летал на 7-е небо, и как нам устанавливали 5 молитв, которые обязаны мы все совершать в течение дня. То есть, как я поняла, сначала было назначено 50, и со второго раза уменьшили до 5 молитв. И когда он в третий раз пошел, Аллах такой, типа, не борзи, 5 молитв, иди работай. Правильно я поняла, да? Просто я слышала, что они как бы постоянно уменьшали. Он 50, потом что-то 40, потом что-то 30. Ну, мне как рассказывали. А тут, оказывается, совсем все по-другому. Интересно. Там в режиме онлайн происходил торг, и там 3 персоны задействованы. Самая важная персона во всем этом, давайте вот расставим роли, да? Моисей, он, скажем так, тот, кто Заводила? больше информирован, чем все трое, чем остальные двое, потому что у него был личный опыт на сынах Израилевых. И он посылал назад молодого пророка. Но только, ну, как известно, там не было, вот если почитать Второзаконие и Левит, вот 2 вот эти вот книги, да, там не было никаких речей о том, чтобы совершать ту или иную молитву. Жертвоприношение? Да. Построение храмов? Да. Ниспосылание 10 заповедей? Да. Но про молитву там вообще ничего такого не было. Ну, то есть там 50, 10, 100. Интересно, откуда эта информация взялась? Тем более у Мусы. Вы слишком цепляетесь за нюансы. Нам нужно сначала, нам нужно сначала разобраться, вот кто там главный и на ком зациклено вообще сегодняшнее, скажем так, все вот эти ритуалы, обряды, которые предписаны, вот кто их автор, их количество, то есть кто за всем этим стоит и кто это больше инициировал, чем другие. Вот эти петушки, которые сюда залетают, там с матом, с клеветничеством, там, со всякими вот этими, ну, мелкопакостные вот такие попы. Вместо этого лучше зайдите и четко разъясните, что это вообще такое. Какая позиция Бога во всем этом. Вообще, вот эти небеса, 7 небес, вот этот осел. Кстати, там еще есть версии, да,
И вообще, по Да, мере, тут еще 263-й хадис тоже он расписывает да, все. по мере зачитывания, если сразу, либо это надо отмечать пунктами, кто свободный, там, с ручкой, я не знаю, как. У меня вот по ходу несколько мыслей, то есть несколько вопросов возникло, и из-за того, что все было слишком эмоционально, духовно, короче, аж через края начал переливаться, и все Вот, кстати, подзабыл, походу. в 263-м хадисе идет следующее. То есть Аллах ему обязал делать 50 молитв. Потом Муса ему сказал, возвращайся. Аллах уменьшил наполовину, то есть до 25 молитв. Не сразу на 5, как в первом самом хадисе, который я читала, а наполовину. Потом он обратно вернулся к Мусе. Муса ему сказал еще уменьшить наполовину. И вот тогда, короче, Аллах уменьшил до 5 и сказал, что это мое слово последнее, и оно неизменно. И потом они полетели к цветочку, к лотосу. Про 8 и 9 небо там ничего не сказано. Я слышал, что там секретный уровень. Так, куда делись все наши понтифики? Maşa dumasiaga. Ibrahim bez goza rum bo ayadosh. Diyorum işte ki sahabe akmadı bu için farmasa bir tanıksın. Контролировать вирвала, пожалуйста. Guzar halavale biyomuş mu değilsla kuçva. Absolut ma istiatum sarla diye.
Так, куда делась наша спикер? Так, кто у нас? Что у нас тут по теме? Human Bang, Bang, Bang. Цыгане чеченоговорящие. Так. Интересно, интересно. Human Bang. Ну-ка. Поднимайтесь. Берите в свои руки микрофон и объясните нам, что вы имеете в виду. Как живет родных, не родных. Чем дальше, тем роднее. Пословицу слышал? Кто вот эти хадисы написал, они, значит, не чеченоговорящие, не цыгане, не еще кто-то. А вот те, кто разбор полетов пытается сделать, кто хочет вот этот абсурд весь понять, они, значит, у тебя получаются самые плохие. Так, каждый живется вдали от родины. А как живется вдали от родины? Ни родных, ни близких. Ну, знаете ли, вдали от родины мы живем в нескольких поколениях. Вот чеченцы в нескольких поколениях вынуждены жить вдали от родины. И даже те, кто у себя на родине живет, они тоже, они даже больше урезаны получаются в своих правах, да, в своих правах, там, возможностях. И, естественно, да, они как бы, кто на родине, у них, ну, они, скажем так, более ценнее, да, то есть они, потому что они терпят это, и вот пытаясь просто сохраниться, да, как народ, там, выжить, вот они более ценнее и более важнее, да, вот то, что они из себя представляют, за исключением тех, кто стал в один ряд, или, скажем так, перешел на сторону своего обидчика и вот стал больше, чем свой обидчик, вот тем, кто его собственный насильник, обидчик является. Это как бы особые такие экспонаты, персонажи. А так, да, на родине, в нескольких поколениях, не на родине, без свободы, без возможности нормально на своей родине
практиковать свой самобыт, воспитывать там, подрастающее поколение в своем духе, приносить какую-то пользу своему народу, да, вот, вместо того, чтобы в местах проживания там, я не знаю, работать, вместо того, чтобы там, скажем так, вкладываться, да, и приносить там, ну, пользу, понятно, где бы ты ни приносил, это нормально, но вот вдвойне это лучше бывает, когда ты на своей родине и можешь работать, приносить пользу, развиваться, вот, будучи хозяином там у себя дома где-то. Конечно, это плохо, то, что люди не могут жить на родине, и в количестве там, скажем так, четверти или трети населения вынуждены ходить где-то по миру, утрачивать культуру, утрачивать самобытность свою. Это, да, очень негативно. Но при всем при этом эта жертва, она восполнена тем, чтобы не лишиться свободы, понимаете? Вот эта жертва, которая приносится ради свободы, да, чтобы она не была полностью отжата, вот эта жертва, она в то же самое время приходится жертвовать другим. То есть вот эта жертва в виде утраты там культурных ценностей, утраты самобытности и так далее. Но при всем при этом утрата такого, скажем так, фундамента, да, там, человека свободного, оно, ну, скажем так, наоборот, более сохраняется. То есть эта утрата, она менее происходит, если человек понимает, что он делает, как бы проживая не на своей земле, проживая где-то там в изгнании, где-то вынужденно вот так вот в других точках мира проживать. То есть, если человек понимает, для чего он это делает, какую жертву, для чего он приносит, то да, там есть много позитивного. То, что можно извлечь из его вот такого пребывания на чужбине, скажем так. Когда человек этого не осознает и преследует чисто какие-то корыстные цели, то, к сожалению, тогда его утрата вот эта культурная, там, самобытная, как бы проживая вот на чужбине, она как бы бесполезна, то есть тщетна. Да, там ради личного какого-то успеха куда-то переехать и продавать там арбузы, грубо говоря. Вот так можешь подняться я уже не знаю, где ты это, который писал, что как живется вдали от родины, ни родных, ни близких. А тебе это нравится, да? Что люди не могут жить на родине, не могут быть хозяевами на своей земле. Должны, жертвовать своей самобытностью ради вот свободы. Тебе это нравится, да? Ты рад? Куча выставила, ты вот внизу пишешь,
вот здесь выскажи, там можешь высказать свою позицию. Включи микрофон, говори. Ты лично рад? Чему ты рад? То, что ты на бутылке в русских сидишь, ты рад этому? Чему ты радуешься? Я вроде не вижу какого-то повода радоваться, чтобы имеется в виду во всей этой геополитической вот такой ситуации протекающей. Ганнибал, он почему уйти? Во-во, Ибраим. Ганнибал, он Да-да. 2005 год, 4-й, 5-й год. Освободил я. Пропадаешь, Ибраим. Да, интернет, дикятся. Сейчас через пару минут отключусь.
Муслим бьемуш мадиц. Как? Муслимик барас. Язуш бьемуш, мадиц бьемуш муслимати. Це поемар бол шныр маляли, буя мяли, юч леваш. Шай поемар зан шныры шмайо шай. Аллах вас унизил. Не знаю. Что хали ахкан юқи хачел ветеран. Просто есть контакт яцер. Униженный тот, кто инцест признает детей маленьких. Вот это униженный. Дал унизить. Винок изум хоусну. Hannibal, hints gezond. Хазон Ибраим. Интернет, дикий момент. Он дагиогы 2004-2005 год. Цанах массово из Европы хайош. Додер, Ибраим, додер. Что подробности шийцар ам цаба он и моменты вот, что, например, в пятом, ну соцажим со своим ходом муэрнистела массово на хайоша тига мудер цазудю байгар кишца цанохчи зуди цаная пласти, короче, типа через Брест, Польша, Диаду, лошун туда-сюда, Сикш как-то на хасия бокш, юг цаёш, короче. Вот кто эта деятельница? Асумбаун, вообще выдавление чеченцев, когда европейские страны выдавили, да, массово, оно непроизвольно как-то, неестественно произошло. То есть там именно по плану, скажем так, это по инициативе было, когда вот всех там массово что информационно пропагандировать, да, что Европе, через Брест, через Белоруссию, там туда-сюда. И, короче, толпами вот так. Просто молодой человек, так говорю, да, в момент, но я знаю, что там вот эта женщина фигурировала в основном. И она спокойно туда-сюда, короче, вот. Что это за персонажи, кие геч? Сега хагуч дол вот умышленные. Европейские страны массово ночью выдавить борьбы. Концы в одно место ведут Бога. Да, и спонтанно хилундацис. То есть нас надо было сюда выдавить, всех инакомыслящих, ну и заодно с ними и тех, кто просто хочет как-то выжить, да, там на ноги встать, не обязательно из-за инакомыслия, но они как бы побочный эффект это в основном. А так там нацеленность была инакомыслящих людей, да, вот их выдавить, потом закрепить там, скажем так, например, партизанские сопротивления, там вот ты гражданская какая-то личность, да, ты сам гражданский можешь быть человек, но ты сторонник все равно чеченского там государства, чеченской независимости, ты ведешь, скажем так, какую-то поддержку. Партизанское любое сопротивление без поддержки из числа гражданского населения, оно не движется. То есть.
И вот эти люди, все, которые инакомыслящие, да, вот, Alliance, за нас теперь тоже возьмутся Bosch, когда уже какое-то сопротивление иссякло, и все, кто сторонники вот этого, плюс еще поддержка вот этому партизанскому, то есть оно, вот эта вся среда была выдавлена. Ее выдавили, заодно и другие туда, и еще агентура сюда, и консервы сюда перекинулись, европейские страны. И после этого там они уже, скажем так, навели конституционный строй, установили русские обычаи полностью, да? Построили там 1500 мечетей, полностью закрепились. И начали аккуратно на европейцев, то есть тех, кого они выдавили, на них аккуратно ту же политику, что там вот так применять, оставили вот это вот черный ход, чтобы ты постоянно оставался заложником и не мог точно так же проявлять инакомыслие какое-то, проживая в западных странах. Вот это черный ход, по которому ты все-таки тебя будет тянуть туда, ты будешь время от времени возвращаться, и, соответственно, ты будешь связан вот этим, что ты как бы, ну, чтобы ты молчал. Маршал Думашерга, молодуш уже. Маршал. Да, Ибраим, совершенно верно. Вендетта, Окчауи. İbrahim, صديق درس شو كروتشي شقت بلا وشو تاع دعوش هذا تاع قحبر كذا حلدي شو تاع شيء عادل بالهوي اتكديرو شن ده بولا بشو يقول شيء شنو يهمش كروتشي دردل دي جوش تاع شو بدات كروتشي تاع ارنشن سونا همش تاع بالكي بوشن تاع Sogiç boğdu koçurda, soguşa boydunuz. Şalşuyor, bilgalıya şalşuyor. Tatsinin ella gön, igaya da ella göşün karoçı, as melloş guçyan karoçı. Sen nine el çun, tayız kan kadiru, suşun Musa baş, seyoş karoçı. Хазнеев санцинох калош начальник олш, короче. Это спот иша осличка, что сурт кусur, душун шадолома. Короче, шаер гучан, Вот так идите, смотрите, вот видите. Они сейчас заходят сюда. Шантеш бях, бадхом дарвежру, духовно, шантеш бях. Религию. Да, это специально делается, да. Религию сами те, которые там построили 1500 мечетей, которые нас здесь всякими атеистами, безбожниками называют. Мы просто пытаемся это делать. Почему? Это делается, чтобы доверие войти, хоть какую-то информацию узнать о Шантешбях, короче. Сумка, что Шантешбях, поверишь, халат мабириш, табариш, и вообще этих таких, короче. Там что научишь массу, и что не стар, хочу кричать. Короче, как прочедуешь массу. Ажа, уж бала, почур зритель, ой, слушатель, вот смотрите, слушайте. Вот эти люди, они заходят. Вот у нас как-то в телеграм-канале был некий чувак, который себя позиционировал атеистом. Ну, у нас редко кто атеист бывает. Но при всем при этом... При всем при этом атеист, он имеет право быть, если он атеист, если он безбожник. Главное, чтобы он не посягал на свободу других там и открыто какие-то там извращенные вещи или, ну, вот так вот обществу не мешал, чтобы. Но что тут важно, у нас вот вообще наши единомышленники там, в основном у нас нету вот таких вот понятий там с атеизмом. Брам, у нее брат родной, майор, короче, в России. Я мысль просто. Да, я мысль расскажу. Вот смотри, у нас там, наверное, пару человек за всю историю там, и то непонятные, то ли атеисты, то ли не атеист, такие, скажем так, в поиске какие-то люди. Но вот этот чел поднимается к нам
именно постоянно подчеркивает, что он атеист, что он именно в Бога не верит, ассоциируется с нами, четко проговаривает, что он атеист, то есть он не абсолютно без комплексов, не стесняясь. А потом что происходит? Идет в группу антиатеисты, которая нас называет атеистами, безбожниками там и так далее, да? Заходит к ним в группу, с ними вместе общается там, в этой группе, и участвуют в группе антиатеисты, то есть против нас там они что-то говорят. Атеист, то есть он к нам заходит, да, делает видимость, как бы полностью там постоянно вот открытую заявляет, что он атеист, с нами ассоциируется, потом идет в группу антиатеисты, и там вместе с ними сидят они и на нас, короче, накидывают, что вот видите ли, это люди атеисты, понимаете, что здесь происходит? И еще, знаешь, Бран, такое бывает, что они могут от себя ложную информацию сказать, а мы послушаем и потом скажем, что мы от себя это говорили. До комшли Елдоцар, они много чего делают сейчас, короче. Именно эатраш халятна, короче, асмаситник, элири, короче. Вечер, бушин ларлулошел, короче. А мне в личку начали писать, что выжинул, сам я не спал, меня разбудили, короче. Короче, це ваш майор Рушин, це ваш Москва, короче, главное, повышение, это майор Рушин, короче, именно я халялы. Це ваш Рушин, це теез канту майор Цасон, Муса баш, стрелш, короче, треб пришокач, короче, нахчу Рушин Кадырович тоже. Сурта душун шадол, он душун сюах, короче. И вот и гаеда и аллагюшин, короче. Та нохчу цаны общаться дешь, Кадырович цаны, шаешь, лариеш, шенк долуч, а вот яш бях бир большом шишуниш. И он царю и я нюшуниш, чухрес, да, чисто, чтобы нам что-то сделать, или информацию слить, или что-то чисто для этого они запущены, короче. Будьте осторожны. Вообще даже не поднимать. Увидите, просто блокируйте. Почему не поднимать? Почему нам осторожничать? Тут вообще никакой проблемы нет в Бадыге. Наоборот, мы можем их поднять и на эту тему поговорить, кто их там, кто у них там начальник или кто. Дьютер, надо, дьютер, они тебя не скроют. В принципе, просто чтобы знать, кто есть кто. Это понятно. Вот к нам зашел Аркадий, брат мусульманин. Аркадий, если вы здесь еще, маршал, приходите, будучи свободным, поднимайтесь, поговорим в рамках культуры общения. Если, короче, кто-то будет грубить здесь, тогда я как бы уже выхожу из вот этой дискуссии. После этого, короче, мне уже дальше неинтересно будет. А так, если другие дадут нам подискутировать, я вот лично хотел, не то что подискутировать, там пообщаться. Просто кое-какие вопросы там религиозные есть. Поднимайтесь, Аркадий, поднимайтесь. Сейчас подниму Аркадий, подожди. Так, Аркадий. Если он не ушел... Я тебя не вижу, да. Он пишет, поднимите, но я тебя не вижу. Значит, у него там приватное что-то такое. Вендетта, ты видишь Аркадия, нашего брата мусульманина? Запрос скинь по-братски, если хочешь подняться. Нет, там не видно, только админу будет видно, если у него приватный, по-моему, аккаунт. Админ, вот все. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, приветствую. Аллахи ва баракату. Прекрасно. Вы только зашли или чуть раньше вы присутствовали? Мы только зашли здесь, на этот стрим. Я только что с Фархадом дискутировал часа 2. Там сложный стрим был, 300 человек. Но ничего, вроде разобрались.
Аркадий, вот к вам несколько вопросов. Я даже не знаю, какой религиозно вам задать или политический. А давайте религиозно-политически сразу. Чего тянуть? Насчет вот палестинской темы, свое мнение можете поделиться? Ну, Израиль — это преступное государство, которое, в принципе, на тех условиях, как они образовались, не должно существовать. Но они продолжают нарушать все известные моральные принципы, человеческие даже понятия, не просто религиозно-нравственные, а даже человеческие. И уже сколько они государств атаковали, да, борются со всеми буквально, и, конечно же, против мусульман, получается. Это как крестовый поход евреев против ислама. Я думаю, что без того, чтобы умма объединилась, эту заразу будет сложно побороть. Вот. А у мусульман... У мусульман есть все силы, чтобы это сделать. И не делается это только потому, что нет имана, нет веры. Поэтому такая вот ситуация. Нужно работать над нашей верой. Подождите. Аркадий, перед тем, как вот продолжить, буквально вот чуть-чуть отойти вот в сторону, да, ну, тоже политический, такой религиозный политический вопрос. Вы как бы признаете вот право на самоопределение чеченского народа? Вы признаете оккупацию России, Чеченской Республики Ичкерия? Вы признаете геноцид, который проведен был над народом там, мусульманским, чеченским? Вы признаете, что все военные преступники должны понести ответственность? И что российское государство должно возместить весь ущерб, который вот наносится? Да, очень просто, потому что первое, что умма должна сделать ради Аллаха, это вести джихад и вести к образованию халифата. А что такое халифат? Халифат — это не сепаратизм, а наоборот, это тенденция к объединению. То есть, Аркадий, мы с вами обязательно эту тему тоже как бы поговорим на нее в дальнейшем. Просто вот не отходя от вопроса, который я задал. Да, это тот же самый вопрос, потому что сепаратизм и самоопределение какого-то народа есть противоположное тому, что должен делать мусульманин, то есть бороться за халифат, да, вести священное... Палестинцы, они сепаратизмом занимаются или чем? Почему? Кого от кого? Халифат устанавливают. Палестинцы халифат устанавливают? Они хотя бы восстанавливают ту территорию своего места жительства, которой они обладали ранее. То есть свое пространство... Чеченцы что делают? Чужую захватывают? Однако Хамас и джихадистское движение внутри Палестины все-таки говорит о джихаде. Да. А вот чеченцы, они не джихад вели, да, все время, и они не свою территорию освобождали, пытались жить по своим законам там, на своей территории. Вот у нас было много ваххабитов, в частности, Вторая русско-чеченская война, она как бы спровоцирована вот этими ваххабитами, там, Степашиным, директором ФСБ, потом дагестанскими муджахидами, которые работали вместе там со Степашиным, Багаудин там и прочие вот эти Хачалаевы, братья-мусульмане. Вы это как бы не видите здесь, что там как раз таки, в отличие от Палестины, да,
Палестина, насколько я знаю, она как вот Чеченская республика Ичкерия, да, скажем так, не религиозная сторона чеченцев, она поднимает свой национальный флаг, как палестинцы поднимают свой национальный флаг. А вот именно вот эта сторона, да, там истинного ислама, там, который вот в Дагестане, вот вторая война была на этом спровоцирована. Вот вы не видите, что эти люди устанавливают как раз-таки слово Аллаха, халифат, а палестинцы, они как раз-таки, у них там национальное движение, как у чеченцев. Вот, у чеченцев, которые не поддерживают. Насколько я разобрался в делах Палестины, все-таки Хамас выступает за джихад и не только за свое национальное государство. Хотя джихад для них что-то такое далекое, потому что они постоянно находятся в отступлении. То есть они даже территорию Палестины пока не могут вернуть. И мы возвращаемся к тому, что ума недостаточно крепка, чтобы это сделать. Так вот, относительно Чечни самой, я считаю, что нужно вести такую борьбу, которая бы оканчивалась халифатом на всю Россию, на всю Европу, а не какой-то национальной такой... Смотрите, Хамас, она ведет халифат на свободу. Специально выстрел. Смотрите, то есть Хамас, оно распространяет джихад и устанавливает халифат на всю Россию и Европу, а чеченцы как бы не занимаются этим, да? Я правильно вас понял? Я не слышу от чеченцев такое. Хамас, вы слышите, что они вот устанавливают джихад во всей России? Причем здесь Россия? То есть устанавливают халифат. Про халифат там не слышно. Да, не слышно. Это тоже неправильно, по моему мнению. Не, вот я видите, я как раз вот это меня интересует. Вот эти двойные какие-то исламские, либо там русские стандарты, да, которые как-то не вписываются. Вот если... Нет, нужен один мировой халифат. Вы знаете, что... Европой, Россией, Чечней. Смотрите, вы знаете, что эмир Джамаат Хамас Халид Мошель в 2006 году приезжал в Россию, в Москву, встречался с руководством Российской Федерации. И когда в Чечне шло сопротивление джихад, там муджахиды уже оставались в основном, да, потому что само официальное военное сопротивление государства, оно иссякло, и даже сам президент подпал под влияние исламистов, и, ну, в кавычках, да, для вас, исламистов, у которых была концепция Низам-2002, и там Масхадов с этим согласился, с вот этим вот Низамом, в котором прописано, что я могу даже вам скинуть, ознакомиться, что джихад на пути Аллаха, там, и обязанность мусульман, там, туда-сюда. И вот это вот, на тот период там борьба перетекла уже в чисто вот такой религиозный характер. Хотя она и изначально сам прецедент на этом же характере произошел, да, вот эти люди, они инициировали это, то есть создали прецедент, дагестанские муджахиды, и потом все разбежались, а потом чеченский народ, как бы он страдал, пытался отбиваться, там, отстаивать, там, гражданское население и так далее. И потом, как бы, уже государственное сопротивление, оно иссякло, да, там, финансово никаким образом не могли, ни вооружением, и пришлось вот подпасть под влияние даже, да, там, частично
какому-то руководству под влияние джамаатов и согласиться с вот этими исламскими уже стопроцентными там идеологиями. И не, я что хочу сказать. И в этот момент, в 2006 году, в Москву приезжает лидер джамаата Хамас и заявляет всему миру во время пресс-конференции, во время интервью, что Чечня – внутреннее дело Российской Федерации. Вот как вам такое? Совершенно неправильно, конечно. Вот в этом-то и дело. Если ума не крепкая, если нет имана, если нет веры, тогда о чем можно говорить? Если мусульмане с друг другом спорят, ссорятся и не находят общий язык. Просто вот чуть-чуть вот этих двойных стандартов не до конца улавливаю. Вот у нас, например, вот вы мусульманин, россиянин. У нас, например, соседи, дагестанцы, мусульмане, которые начали, послужили прецедентом для вот этого джихада, который потом чеченцы потеряли 180 тысяч гражданского во Вторую войну, в частности. И смотрите, вот эти дагестанские даже мусульмане, они и российские, они, которые не поддерживали чеченских муджахидов, вот сами дагестанцы послужили вот этому джихаду началу, они не поддерживали, наоборот, русским там, солдатам, военщине, там, российской полностью, арбузы, там, всякую еду носили. Эти видео, они есть, ролики, где там женщины в хиджабах там подходят к вот этим российским военнослужащим и говорят, чтобы навели побыстрее порядок там, и чеченцев, посадили там на место. И я не пойму, эти же люди теперь говорят, вот Палестина, и я что-то не уловлю. Палестина вроде бы вообще про джихад речи не ведет, никакой имарат. Ведет. Российский имарат не создает. Не, я не про Хамас, я вообще в целом про палестинское вот это движение. Так называемое Палестина. Они вроде бы, у них есть национальный флаг свой, государственный, кефирский, он не соответствует вообще, там нету ни шахады на нем, ничего. И этот флаг, поднимают те же дагестанцы, те же русские мусульмане, которые почему-то в адрес чеченских мусульман у них другое отношение, хотя там как раз-таки про чистый джихад говорили, даже собственное население, вот эти вот маджахеты, они, скажем так, репрессировали, да, и убивали, и чеченцев, которые против вот этого исламского государства, против этого, даже против них, шли, в отличие от того, что я вижу вот там, вот в хамасовцев, вот в этой системе. То есть там никто не говорит не отказываться от национального флага, от государственного, ничего. Даже приезжают в Москву и говорят, что Чечня – внутреннее дело Российской Федерации, когда там муджахиды, да, не национальное движение, не национальное освободительное, как в Палестине, а муджахиды, когда уже остаются партизаны. Мне вот я что-то не пойму, вот эти двойные стандарты какие-то непонятные. Да, если не будет веры, настоящей живой веры у мусульман, то постоянно вот эти распри будут, постоянно будут микрофон. свои интересы мощные. Дайте добавить, раз меня подняли, извините. Насчет Палестины, который их флаг не имеет отношения к джихаду. Я более того хотел добавить, придуман флаг англичанами, как и всем арабским государствам, а название Палестина римлянами. Да, все это выдумка на самом деле. Все это выдумка в глазах Аллаха.
Мне очень хорошо. Все-таки, мне все-таки ваше мнение было вот интересно, как мусульманинам, вот, например, чеченцы, там, мусульмане, это вот сейчас вот эти кефиры появились, которые пытаются глаза открыть, по их мнению, там, мусульманам, чтобы они не давали собой манипулировать, как бы не являлись марионеткой там в руках всяких там манипуляторов. А так, чеченский народ, он там все с бородами, в отличие от палестинцев, у которых и голубые есть, и разноцветные, и шииты есть, и христиане, и там много чего еще. То есть как-то мне непонятно, вот, почему такое отношение к чеченскому народу, почему не хотят признать геноцид, не хотят признать оккупацию, не хотят признать все вот эти жертвы, и что кто-то должен за них ответственность понести. Потому что эгоизм, личные выгоды ищут и находят. Когда мы поднимаем этот вопрос, нам сразу начинают говорить, что у нас слабый иман, мы должны... Нет, слабый иман – это другая тема. У меня вообще вопрос в корне. Обязано ли российское государство, является ли оно террористом в этом случае, да, именно вот с чеченцами, является ли российское государство террористом, является ли оно там, христоносцем или там, каким-то этим кафиром, которые умышленно уничтожали мусульман и полностью нанесли ущерб мусульманской стране, да, там. Ты заметил, что все арабы очень сильно любят Путина? То есть якобы потому, что он против Америки. То есть что тут получается? Интересы мусульман, они как бы... Интересы этих арабов, вот если в них интересах личных, да, неважно там, этот человек убивает других мусульман или нет. Главное, вот их враг – это Америка, Путин их враг, значит, вот Путин будет нашим другом. Они целые стихи, нашиды палестинцы сочиняют Путину. Это вот так действует, понимаешь? Очень любят Путина. У меня есть видеоролики, где именно Путину проявляют мусульмане Палестины особые чувства к Рамзану Ахматовичу, которого призывают вместе, наряду с Путиным, помочь, как бы и спасти всех мусульман там. Я вот не знаю, я просто попрошу всех участников, я вот Аркадия попросил подняться, да, и сказал, что с моей стороны я буду вести с ним нормально, ну, такую культуру общения, чтобы у нас не было каких-то этих агрессий здесь. И если такое будет, то я как бы уже отказываюсь дальше вести это дискуссии, буду либо сам выходить, либо предупрежу Аркадия, что у нас дальше разговор не идет. А так, у кого есть вопросы, кто хочет там общаться, может... Один чисто по исламу вопрос был. Аркадий. Да. Вот, я один хотел сказать. Жены Мухаммада, они являются матерями всех правоверных? Жены Мухаммеда... Я такой формулировки не слышал до этого. Как ты не слышал? Ну, все жены Мухаммада же являются матерью всех правоверных мусульман. Нет, это не тот человек, которому по исламу стоит задавать вопросы. Нет, я просто вот у меня один вопрос. Ты хотя бы, хотя бы ответ, как ты думаешь? Вот Зейд был женат на одной из жен Мухаммада. Ну, как это получается? Он был женат на матери всех правоверных, получается? Я не могу ответить на этот получается. вопрос, я не знаю. А что, как бы можно на своей матери, получается, по исламу тоже правоверной? Ну, как бы после... Когда его женой пророка стала только, как бы, становится матерью правоверных, но задним числом сегодня можно сказать, да, что он был женат на матери правоверного Зайда. Вот этот момент мне очень интересовал, короче, этот вопрос возник.
хотел мусульманам задать, как так получается, что с матерью правоверных может спать другой чувак. Ну, вроде бы, как бы, нельзя так. А Он ну тебе ответит, черножопые что она пошли, тогда... все метнулись, мне две в сырном скрутили, чурки ебаные, бля. Хорошо, хорошо. Крутили мне две в сырном, бля, шаурмы нахуй. Да. Так и сделаем. Белый господин, так и сделаем тебе. То есть мусульмане тебе так и ответят, что она тогда не была матерью правоверных. То есть вот и все. Как ни крути, получается, он знал вкус матери правоверных, а не пророк, получается. Ну да. Машаллах. Спасибо за ответ. Масанага. Ладно, вопросы, предложения ко мне есть какие-то дополнительные? У меня, брат, нет, ты особо видишь. Когда примешь, Аркадий, ислам? Когда ислам примешь? Когда на джихад пойдем? Джихадом она хочу, джихадом она. Кроме ты пару лет назад принял. Пару лет назад. А что сподвигло, если не секрет, если не спешишь? А именно это и сподвигло. Я вижу единственную силу, которая может побороть шайтанов в этом мире, это ислам. Шайтан это типа капитализм, банки, проценты, ипотека. В том числе, да. О. Ты понимаешь, что ислам это и есть протекторат, пролетариат, точнее, этой системы. Да. Вот этот ислам, он как бы, я понимаю, пропаганда вас обманывает, что этот ислам как бы приходит как некое явление против системы. Нет, этот ислам как раз таки есть самым удобным изобретением этой же системы. Более того, система хочет, система идет именно в том направлении, чтобы нас, людей, сделать мусульманами. Почему? Ну, тут ответ простой. Потому что мусульманство делает тебя тупым деградантом и стадом тупоголовым, который вообще не будет вякать, стоять на коленях. Ну, я не оскорбляю мусульман сейчас. Просто по-другому не могу, как бы. Я очень в русском языке мало грамотен, поэтому на том языке скажу. Никого не пытаюсь оскорбить, ничего. Тупоголовым стадом, которое, что бы ты над ним ни делал, будет стоять на коленях и просить Бога о каком-то спасителе, и будет ждать какого-то спасителя. Это самый удобный рабский инструмент для системы. Нет, я так не думаю. Потому что вера проявляется в действии, а не в бездействии. Какими действиями, например? Активными действиями. Ну, какими активными действиями, например, занимается шариатское государство? Вот гипотетически ислам идет против системы. Допустим, он победил систему, установился шариат. Дальше что? Прекрасно, нужно распространять по всему миру. Ну, я говорю, установилось все, шариат установился. Дальше что? Везде, по всему миру. Все прекрасно. Да, ну, твоя мечта, установилась везде шариат. Дальше что? Отлично. Все отлично. Чего дальше? Живем в райских условиях. Здравствуй. В райских условиях живем. Хорошо. Это у кого шум? А вселенский шариат. А вселенский Это у тебя шум шариат? Аркадий, да, это у тебя на шум? У Марс кого шариат. этот шум? А на Марсе У шариат. тебя очень грязный шум. Молчи, пожалуйста, секунду. Скажи, пожалуйста, Аркадий, райский, мир в твоем фантазии, шариат установился. Скажи, пожалуйста, за 1400 лет
какое место, какое время ты назвал бы, где вот этот шариат был, очень многих местах, которое ты мог бы квалифицировать как то самое гипотетически райское место в твоей голове, которое в будущем якобы будет? Всегда возможно сделать лучше. Подождите, я сначала. Аркадий, ассаламу алейкум ورحمة Я nach Швамболе бен Хамболе. Мы с тобой жамаат, иншаллах. Я не говорю тебе, можно сделать лучше или не лучше. За 1400 лет были шариаты. Был пророк, было времена пророков, его сподвижников, последующие его потомков правления, тюркских мусульман правления. Назови за 1400 лет, как Мухаммед принес этот ислам и устанавливался на землях шариат и ислам, где было вот в этом месте было тот самый райский мир, о котором я сейчас представлял в будущем и тебе сказал. Приведи этот пример. Под райским я называю нравственный. Такой мир, он, собственно, уже есть. Например, даже в далеких от халифата странах, в Пакистане, к примеру, люди верующие есть, в Афганистане. Достаточно, чтобы была нравственность. У тебя, извини за вопрос, пожалуйста, Аркадий, у тебя с мозгами все в порядке? А что такое? Ты когда-нибудь бывал в Пакистане вообще? Может, хоть какие-то видео там, городов, влог какой-то смотрел, любого города, любой улицы Пакистана? Рай не выражается в материальном, он выражается в духовном. Я понял, ты сказал морально, я понял. Переходим на моральное. Моральное состояние, тебе говорю, в Пакистане. Если мораль внутри есть, согласись, она и снаружи проявляется, правильно? Да. Если ты внутренне моральный человек, ты же не будешь снаружи обоссанным ходить, правильно? Да, конечно. Вот поэтому в Пакистане что ты, хоть видео, что-нибудь там, влог какой-то, может, ты общался с пакистанцами? Вот здесь, да. Я общался с теми, кто пошел на дават в Пакистан, проводил там время. Ты знаешь, что в Пакистане есть транс-деревни целые, где трансвеститы там, ну, свой имам у него есть. Да, и Пакистан это не идеал. Но ты спрашиваешь, где уже и так прекрасно было. Вот для меня в Пакистане прекрасно, в Афганистане замечательно. Даже если взять Киргизию, вы знаете, там у людей достаточно... О, Боже мой. Тут ты из ислама, Аркадий, не уходи, это как раз твоя религия. Спасибо. Коренными зубами держи, самое главное. Аккуратно, друзья, не грубите. Аркадий, у меня вот такой вопрос. Считаете ли вы... Один момент. Джудея, вы пришли помочь? Здравствуйте. Считаете ли вы, здравствуйте, что дагестанцы, например, вот весь Дагестан, он должен делать против России джихад, как это делают палестинцы против Израиля? И почему, второй вопрос, и почему Палестина не может быть внутренним делом Израиля? Во-первых, джихад он не против, он за. Он за то, чтобы у людей повышалась нравственность, они приходили к Всевышнему. Поэтому не против, а за, да, считаю. Ну, За. Смотрите, Аркадий, я подкорректирую. Вот палестинцы, они хотят выдворить кафира еврейского с территории Аллаха и установить там, по моему мнению,
у них обычное национальное государство, но вы все-таки вот сторонник того, что они там слово Аллаха хотят установить. Пускай оно будет так. Они хотят установить там слово Аллаха и там, ну, евреев, если надо, в море закинуть. И так далее. Это я так образно, да, вот, ну, короче, их как бы освободить с территории Аллаха, мусульман, вернее, их оттеснить. Почему оттеснить? Зачем оттеснять кого-то? Если мы все можем жить дружно в одном огромном мире, всем достаточно здесь. Ну, понятно, если... Ибраим, а джизю кто будет платить тогда? Алло. Не, смотрите, некому будет. Ахкамы зимние на кого будут распространяться? С дороги кого будете вы сталкивать? Если дружно в халифате будете жить с евреями и иудеями, то кого с дороги сталкивать вы будете, как сказал Мухаммед, пророк? Вот почему, например, вы, Аркадий... Это просто, позор какой-то. Менять религию, ни хрена не зная о ней. Это просто надо ж быть, Смотрите, вы все дагестанские муджахиды, казахские муджахиды, чеченские муджахиды, там, узбекские, туркменские муджахиды. Почему все вы не скажете палестинцам: алло, 29-й, вы внутреннее дело Израиля. Вы можете спокойно молиться там, вы можете спокойно... Зачем вы сопротивляетесь? Вот посмотрите, мы как живем здесь. Вот мы дагестанцы, мы живем под кафиром российским. У нас президент кафир, русский Путин. Мы при всем при этом мы нормальные, отличные мусульмане. У нас бороды, у нас усы сбритые, у нас и в хиджабах ходят. У нас все тут чики-пуки. Почему вы делаете там вот эти жертвы? Почему вы погибаете? Почему вы вообще сопротивляетесь? Вы внутреннее дело Израиля. Вот ваш Халид, вот этот Мошаль, который приезжал в 2006 году, он тоже чеченским там террористам, ваххабистам говорил, что вы внутреннее дело Российской Федерации. Вообще Чечня в целом. Вот по такой же схеме, почему вот эти арабы не могут быть, палестинцы так называемые, не могут быть внутренним делом Израиля и укреплять регион, сосуществовать с евреями, полностью молиться, поститься, соблюдать законы там. Нормально, короче, как вы говорите, не джизю, ничего не платить, наоборот, как бы усиливать дружбу, любовь, братство. Почему вот все вы не подскажете им? Вот по такой схеме делайте. Алло, арабы, палестинцы, делайте все как мы. Вот мы все то же самое делаем. Мы живем под кафиром, и все, мы мусульмане, ничего, мы тут любим друг друга. Нет, нужно Я бороться. могу ответить. Нужно бороться и против тех, кто ведет войну против мусульман. Это в особенности Израиль, как вы понимаете, и против тех, кто сеет безнравственность. А против Путина можно воевать? Я же говорю, в первую очередь нужно. Алхамдулилlah, брат, ты чистый муджахид, мой брат. Иншаллах. У нас еще есть ФСБ России, брат Игорь Шмаков, не забывай. У нас связи есть везде. Отлично, прекрасно. Может, с собой его возьмешь там фугас класть сегодня под трон этого муджахида. Вы мне дадите ответить, или у вас каждый будет по слову говорить, и время пройдет стрима? Бисмилля говорите, субханаллах. Спасибо, благодарю. Да. Я надеюсь, что вы умеете культурно дискуссию вести. Можете Я отвечу. коротко, друг, представить, Да. откуда вы? Ну, не точно адрес ваш там, а вот
какой страны? Я из России, я русский. Я русский мусульманин. Маша и Алла, Да. Сейчас, дайте я вам отвечу, да. Не будем, время терять, мы люди как бы взрослые, будем экономить друг другу время. Я отвечу по отношению арабов в Палестине, их положение и в каких они сложных ситуациях выживают. Чтобы вопрос такой задать, нужно понять, откуда вообще проблема и откуда вот это новообразование раковое, как под названием Израиль, существует на этой территории. Вот. Если мы возьмем с этого, а мы должны историю брать начало. Вот видите, вы не умеете дискуссию культурно вести, у вас есть просто программа, по которой вы просто ведете стрим. Просто нарушать все права, манеры общения и культуру. И вот прятать, выучить акцент кавказский, чеченский, выдавать себя за чеченца. Посмотрите, вам, например, тут внизу и пишут, так что вы подкалывать. На самом деле, подкалывать, перебивать, это не признак ума. врать, это наоборот. Можно? Врать в это исламе наоборот, можно? аморальность. С вами в исламе врать можно говорить? Аркадий ведет высокий темп общения. Аркадий отлично общается. Вот. У вас не хватает интеллекта, и вы просто снизу пытаетесь. Еще раз, Юдео, вы Что не еще считаете, раз? Что еще раз? Врать пытаюсь можно ответить, в исламе? Врать. Вы перебиваете В исламе и что-то врать еще можно? раз. И говорить, что вы с какой-то страны и какой-то национальности, кем вы не являетесь. В исламе вот так врать, это милое дело, да? Причем тут это? Я могу быть с Африки, я могу быть откуда угодно. Мы ведем сейчас, у нас есть тема, которую обсуждаем. Мы не обсуждаем сейчас. Понятно. Я же не спрашиваю твою гаплогруппу, чтобы ты доказал, что ты являешься Не, брат, не родовым главное, чеченцем. что ты мусульманин. Главное, Мы что знаем, ты что мусульманин. сегодня много жидов жили на территории Кавказа, именно Смотрите, Чечни. мы эту тему... Есть чеченоговорящие. Немцы в свое время перекочевали туда. Не да. спешите, я вам объясню, зачем мы вообще эту тему пытаемся. Это как бы чат, он открыт. Ну ты вообще кто такой животное, чтобы чеченские вопросы разбирать? Животное. Вот это ваш... Еще это раз ваша задаю тебе, взятка. животное, чмо поганое, чернь. Твое какое дело с чеченцами вообще? Мы сами разберемся, кто у нас чеченец, кто у нас не чеченец. Животное, блин. Иди займись своим бараном. Он зовет тебя. Как раз баран это твоя мать. Мать твоя родила тебя от барана. Понимаешь, это... Это, хадис пошел. Идешь нахуй, я тебе сейчас. Да, 5933 Сахих Аль-Бухари, 90 Сахих Муслим. Поношение собственного родителя, глава. Это Сахих Бухари. Читаем хадис 5973. Однажды у посланника Аллаха спросили: о посланник Аллаха, неужели люди будут поносить собственных родителей? На что посланник Аллаха ответил: да. О посланник Аллаха, как это возможно? Это же один из тягчайших грехов после ширка многобожия. На что посланник Аллаха ответил: кто-то из нас возьмется оскорблять чужого отца, а тот будет в ответ оскорблять его отца. Кто-то из нас возьмется оскорблять чужую мать, а тот будет оскорблять в ответ его мать. 90 Сахих Муслим. Если кто-то из вас оскорбит чужую женщину прелюбодеянием, то есть проституткой, не имея на это 4 свидетелей, то по шариату, по его вонючей мусульманской спине полагается 100 плетей или 100 палок. Ударов 100 палки. У меня все. Бисмилля. Вот сейчас этот человек пришел прямо в лицо плюнул пророку. Короче, Аркадий, благодарю за нормальную культуру общения. Я пока занят, я как бы всегда рады от дискуссии. Пойдем дальше. Пока слушать. Самого наилучшего. Благословений Божьих. Иншаллах, иншаллах. Аркадий, у меня тебе вопрос по сунне. Вот
В аятах Корана есть строки такие. 33 сура, 37 аят, 50 аят. Из той же суры, 33 сура Союзники. Что Аллах присылает нам уведомление, что мы можем... Куда он пошел? Себастьян, момент моды. Бежал паскуда. Добрый день, Машалу. Шалом алейхим. Марш, что приводите свободу. Шалом, шалом. Я извиняюсь, что перебил. Поднялся поговорить вот с обоими этими типами. Один вот этот Джуда, это киргиз, который самый настоящий подлец, интригант и негодяй. А Аркадию я бы задал вопросы по поводу Израиля. Кто-то что-то хочет поговорить с евреем, пожалуйста, я здесь. С жидом кто хочет поговорить? Или жидам моего маленького там, где евреи как раз таки, они свой язык засовывают туда, куда их пророк камнями потерялся, они как раз таки о евреях говорят там, где их нету. Понимаешь? А просто перед евреем сказать что-то, кишка тонка. Вы видели, как муфтия всея Чечни опустил Бел-Лазар двумя словами, опущенным сделал? Понимаете? Вот перед евреями кишка тонка моя. Там, где евреев нету, вот там пытаются обсирать, обозвать, оболгать евреев. А так кишка тонка, трусливые, поганые мрази, мудаки. Я вот слушал Вендетта, я слушал, ехал в дороге, я не мог подключиться, у меня люди в машине сидели. Я на работе. Вот сейчас буквально освободился. Я поднялся поговорить. Ну, есть желающие, опять-таки я здесь. Есть желающие, я обосную и расскажу, как что происходит. И как происходило. Может, по религии не отвечу, но отвечу как есть. Как сейчас находится Израиль. Арабы здесь в любой момент могут остановиться, выйти с машины, постелить коврик и молиться. Хотите, я араба русскоговорящего подтяну, и пусть он вам скажет, как они здесь плохо живут. Хотите, обозовите его кафиром или кефиром, без разницы. Ни одного, двоих, троих. И верующих, таких набожных мусульманов приведу. И приведу таких, которые живут в преступном мире, которые скажут, как они здесь плохо живут, как мы их здесь угнетаем, какой здесь апартеид. На каждой улице табличка названия улицы в 3 языках. Иврит, арабский и английский. Какой здесь апартеид? Кому здесь плохо? Пусть покажут. Газа сама себя довела, да и ее лидеры довели их до этой кондиции, что они живут. Так, как они живут. У них вместо Коранов, у них Майнкайф, Кам гитлеровский лежал в каждом доме на арабском переведенный. Плюс к Корану своему. О чем они хотят разговаривать? О каком они мире хотят? Сколько можно предлагать им мира? Сколько им можно предлагать цивилизованный образ жизни? Миллиарды в них вкачали, они в бетон закатали, паскуды. Миллиарды в бетон и в туннели закатали. Лидеры ихние. Какой народ, такие лидеры. Какой лидер, такой и народ. Вот суть любого народа. Это что за дела? Попутали все, блин. Сколько можно, чтобы наши дети гибли? Никогда больше. Никогда больше наши дети гибнуть не будут. Я вам больше скажу, что вот эти мудаки, когда ты с ними на человеческом разговариваешь, с ними иметь какие-то отношения, это они думают, что их боятся все. Они воспринимают твою доброту за слабость, за трусость. С ними нужно говорить на их гребаном языке, на понятном. Ставить их прямо на место, там, где вот ты перед ними находишься, прямо опускать там же. Они вообще не воспринимают твою доброту, человечность, вообще ни во что не ставят.
Понимаешь, их нужно в опущенном состоянии держать, прямо на своей вонючей пятой точке. Вот тогда вот милые, добрые, хорошие мусульмане. Да. Вы знаете, я вам расскажу одну историю из своей юности, которая проходила в Махачкале, в Дагестане. Здесь есть в ТикТоке немало с Дагестана евреев. И каждый может подтвердить мои слова, что не раз были стычки. И было время, что они даже боялись заходить на еврейские улицы, потому что мы стояли за себя. Мы ничем не отличались от горцев. И в понятиях, и в менталитете, и в традициях тем более. Но вера у нас была одна, иудейская. И мы ее пронесли сквозь века. Если бы мы были трусами, нас бы уже давно не было на этом белом свете. Я вам расскажу такую историю. Днями я с аварцами, с даргинцами бился. Просто за то, что они меня пытались оскорбить тем, говорили джуд или жид. Бился. Я этого не стесняюсь, и попадало мне, и сам отрывался. Зубами рвал, как мог бил. Я знаю, о чем ты говоришь, Вендетто. Я знаю, и здесь такая же петрушка. Мы им здесь показываем зубы, вот так они на пятой точке и садятся. И те же арабы, и не только в политике, да и по улице, если взять сказать. И это не просто слова. С сегодняшним днем нет, завтрашним днем могу подтянуть арабов, русскоговорящих. От врачей до преступного мира, которые скажут, как им плохо здесь живется. Это натура такая. Слабинку показал. Вот в Чечне, я просто извиняюсь, вот в Чечне, когда они начинали, они вот в халатах вот это начали ходить, чеченцы к ним относились как, вот не знаю, больным. Ну, больные, что ты с ними сделаешь? Их оставили просто так. Да, они в обществе ходили, но у них свое такое, свой круг был, общение, свой круг, где они общаются. Они в мечети даже, между обычными мусульманами и своей вот это сборище, вот это какую-то веревку вязали, и свой у них имам был, они за обычным имамом не вставали, потому что говорили, что он заблудший, и так же даже их оставляли. Но потом, когда вот их спонсорнули, им оружие вот, и деньги дали, они начали нас убивать просто так, представляешь? Мудаки, блядь. Которые, блядь, ниже травы, тише воды, блядь, ходили мудаки, блядь, начали убивать обычных чеченцев. Им нельзя давать ни силу, ни власти, ни слова, блядь, в обществе. Их нужно держать опущенными. Это 100%. Постоянно держать опущенными. Страхи, блядь. Чтобы они нахрен рот, блядь, свой открыть боялись. Вот тогда они будут хорошими, послушными мусликами гребаными. Почему же мы так себя ведем сейчас? Я сейчас обращаюсь ко всем. Я говорю за нас, за израильтян. Почему мы так себя начали вести жестко? Хватит, сколько можно? Сколько можно быть мальчиками для битья? Сколько детей у нас погибают в терактах? Сколько детей погибало от этих ихних болванок с сектора Газа, которые нас забрасывают? Я живу в городе, который по воздуху 3 километра от сектора Газа. Если я на крышу дома своего залезу, я вам могу показать руины Газы. Ничем я не стесняюсь. Дети погибли. Вы уж извините, война есть война. Мы потеряли из-за них все. 42 тысячи детей, 300 тысяч населения, 30-40 тысяч без вести пропавших. По российским тюрьмам в обвинении по статье терроризм, экстремизм сидят десятки тысяч невинных людей из-за этих мудаков. Мы потеряли все из-за них. Вообще практически все. 1,5 поколения, бля, быдло нахрен. Вообще не умеет ни с одним народом общаться, разговаривать. Полное быдло нахрен. Кроме этого, балбалай, блядь. Балбалай. Пророк этот педофил сказал, блядь, педофил это сказал. Педофил то сказал, педофил это сказал, блядь.
Вообще в каких-то обезьян нахрен превратились. Меня еще вот с ума сводит так, знаете, мне вот бросается в последнее время, ухо режет. Как они взахлеб, они Мухаммада больше благословляют, чем Аллаха, чем Всевышнего. Вот чем они кичатся, чем они бравируют. Они истину свою ищут. Чё? Вы что здесь? Молодец, а выстрел, петуши цецедешь, а выстрел, а хлеборез, так, Вендетта, я отвечу. Дружище, я отвечу. За мной не заржавеет, пусть говорит со мной, если он человек. Вендетта, нашу радио, Егорги партии, делдал. Шупаймар юк абючек, шупаймар был шныр хлык. Ваш пророк был этим шнырем, тем, кто ты сейчас назвал, и вы являетесь шнырями арабов. Шныри подзаборные. Под русские, под арабские проститутки, шныри. Одноразовые мудаки, бля. Вас используют во все щели, а вам нравится. Вы добавки просите. Идите нахрен на джихад, петухи, блядь. В Украине джихад, Палестине джихад. Идите, петухи, блядь, на джихад все. Что характерно, арабы мусульман, вообще русскоговорящих, сам мусульман не считают. А чё? Я не понял. Вот видите, насчет своего врага хлеборезку открыть боятся. Но видишь ли, из евреев хотят сделать врагом чеченцев. Алло. Один вообще факт, один исторический. Приведите, что еврейский народ сделал плохого, подлого, варварского по отношению к чеченскому народу. Но как раз таки я и вам приведу мудакам, что арабы творили над чеченским народом, что ваши братья русские, что ваши братья арабы, что ваши братья, вот эти соседи, мудаки, блядь, сброд гребаный, которых туда в 729 году, блядь, привез ваш вот этот гребаный ислам. Вообще, блядь, непонятные, вообще рожденные по 4 суре 24 аята ублюдки, блядь. Сброд 20 тысяч голов, которые в Дербенте оставили. Вот ихнее потомство, что с русскими творят над нами, вот, что имам Шамиль, вот этот вообще царская наложница, шнырь, блядь, сделала с чеченским народом. Что она там устанавливала, и куда он переехал, получал пенсию, жил в царской вот это, усадьбе в Калуге, мудак, бля, получал царскую пенсию. Тот, кто, блядь, нам имамат строил, мудак, блядь. Что Рамзан, вот это Ахмад Хаджи Кадыру, который на тракторе призывал всех к джихаду, что женщина должна выйти, умереть на пути джихада. Потом то же самое, лег под Путина, блядь, поехал в Сочи, лизнул Путину на квартире в Сочи. Присягнул, баят сделал, раком стал перед Путиным. Вот чем вы все шлюхи исламские занимаетесь. Все вот все муллы, вы проститутки, вы сегодня боитесь рассказать про чистый ислам чеченскому и ингушскому народу. Подожди, да. Только и говоришь. Подожди, я сейчас разговариваю, что хлеборезку пиздит ваш пророк и ты. Короче, вот вам, муллам, как бы вы это не скрывали, это аморальную фашистскую идеологию, сутью. Этот чеченский народ, мы доведем до всех ушей правду про настоящий ислам.
а не про сказочные, по которым вы, мудаки, по ФСБшным методичкам из Лубянки. Вы рассказываете вот это в гребаных базах Аллаха, потом, которые вы построили. Уничтожил весь потенциал, вы все фабрики, заводы, научные институты, нефтяные институты, все разрушил под фундамент, там построили базы Аллаха. Вот это учат арабскому Камасутре, вот это детей, вообще школьное образование 0. Чеченский язык 2 часа в неделю максимум. А арабский бесплатно, бля. Представляешь, вечером вышел, бля, у тебя база, ну, арабского бесплатно тебя учат, арабскому дерьму, бля. Иди ты нахрен со своим арабским и русским миром, бля. Вы уже задолбали всех чеченцев. Так, у нас здесь есть кто-нибудь из имамов, чтобы прочитать суру Фатиха? Немного зачистить надо эфир от джиннов, бесов, от кикимор, да, от вурдалаков, от всяких этих леших, от домов на курьих ножках. Марина, если ты здесь, поднимайся немного, надо чакры почистить. Салам аршалдуши гохчу, товарищи ФСБшники. Маркойл, Мурат. Her nob sabotuar milor. Hanachshu ubaria. Лагаён и микрофон, тепек табай, халатияй микрофон. Лагаён значкиш. Царнюк. Вы сами здесь, блядь, проститутки, блядь, ФСБшные, ФСБшные, нахуй, блядь. Петушиную общину вступите, блядь, черти ебаные. Сам нахуй, у вас кол, блядь. Вы не чеченки, блядь, пидорасы, вы, блядь. Короче, за метлой следи, паскуда. Ты с людьми разговариваешь. Таулим, как у тебя совпало, что мы бичкирийцы и мы с русней заодно? Мичалай, Яхтаулин. Аккуратно, межнационально, моя вот хочу. Определенно, на определенный круг. Пожалуйста. Так, моего друга вы выдавили отсюда. Надеюсь, он придет еще в мой эфир, там, в ваш эфир. Нормально, как бы соблюдая культуру общения, пообщаться. У меня много вопросов было, я просто занят был, и у меня как бы инициативу тоже перехватили. Надеюсь, в следующий раз еще поговорим.
с русским братом мусульманином. Поковырять немного вот этих исламских тараканов в голове. Просто вот это противоречие, их на противоречии, да, там Палестина. Даже какой-то русский мусульманин, это даже немного другая тема. Вот эти вот постсоветские коренные народы русских, потом постсоветские государства, вот эти, которые наоборот стремятся назад и вообще получили свои независимости, не понимая, как бы из-за побочного действия. Вот представители вот этих регионов, вот, хотелось бы нормально пообщаться. Кстати, сюда заходил вот этот, который наврал, что он русский мусульманин. Там внизу Нина, по-моему, писала, что это киргиз. Вот киргиз. В Киргизстане шариат установлен. Интересно. Киргизы есть здесь? Киргизы, казахи. Вы у себя шариат установили там? В Туркменистане, вот в частности. Уже есть у вас шариат там? Есть там шариат, только гибешный шариат там у них. Представители этих регионов, поднимитесь, просто вообще хочется понять, что у вас вот, можно, наверное, такой диагноз уже новый какой-то поставить. Палестина головного мозга. Просто я не пойму, чем вот эти люди думают, куда они вообще лезут, кто им мешает. Или что они вообще хотят? Так, ладно, все эти имамы, попы, понтифики, папсы, проповедники и так далее, и вся и подобная нечисть. Заходите, короче, поднимайтесь. У нас чуть раньше была тема по поводу летающего зверька, на котором пророк взлетел на 7-е небо. Нам нужны ответы. Не матершинство, не всякие вот эти там, короче, агрессия, не вот такое, да, там, не петушинство там террористическое, а конкретно вот ответы. Давайте, заходите. Если есть у кого ответы, либо мнение. Вот говорите, приветствую. Да, приветствую вас всех. Мне интересно, если Коран не способен для всех людей, люди, которые живут на севере, как они читают намаз во время полярных ночей? Ну, намаз это только полбеды. Дело в том, что поститься там вообще сложно будет полгода. Как вот Аллах планировал, какой план он подготовил для людей, которые на севере? Ведь читать надо намаз до
Рассвета же, правильно? Да, там ориентир по солнцу. Кстати, интересно, что намаз, у него ориентир по солнцу. Если все остальное там по лунному идет, вот, намаз, он именно по солнечному. Потому что это спутиниженный, вот этот религиозный обряд из зороастризма, как раз таки. Полностью спутинижен оттуда, потому что в Коране нету ни одного слова про этот религиозный обряд намасты. Как его совершать, сколько его делать, что читать. Вообще даже слова такого нету в целом Коране. И в Коране есть аят, в котором говорится: поститесь от рассвета до заката. То есть Аллах или не знал, или не фартануло, или ошибается, с кем не бывает, ошибнулся. Как нужно на Чукотке, в Норвегии, на Шпицбергене поститься. Надо, там вообще не вариант. Как раз таки прямое указание Аллаха в аяте, это есть насчет поста в месяц Рамадан. Нужно поститься от рассвета до заката. Тут, короче, Аллаху не фартануло чутка. Вряд ли Аллах не знал про полярные ночи. Такое ощущение, как будто Коран не писал Аллах, а просто араб. Ну вот внизу пишет, что в 7 веке географически не знали. Вот Аллах в 7 веке не знал географию. Алхамдулилля. Может, тогда не было полярных ночей? Другое время было, может, тогда. Да, потому что и девочки тогда в 2 года уже были зрелыми. 2 метра ростом бывали. 2 метра. Девятнадцатилетние девочки в куклы играли еще, да, тогда? Да, это как бы игра в куклы, она, даже бабушки там играли, беззубые, в кукол, это развивало их, короче, на тот период, да, там, так они развивались, самообразовывались. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мика, ламаста дния. Вон внизу пишут, во времена динозавров. Ну, динозавры, я не думаю, что были тогда. Я не знаю, соответствует ли это Корану и Сунне. Ну, тогда и физика была и иной, несколько иной. Я тут загуглил, как мусульманин-космонавт должен читать намаз в космосе. И оказывается, принц Саудовской Аравии там был в космосе. И он, оказывается, себя привязывал к полу корабля, а потом все время должен был смотреть на Землю. Это забавный процесс, мне кажется. Чтобы связаться с Аллахом, он должен смотреть на Землю, будучи в космосе. Вот мне еще интересно, во время каких-то военных операций, да, специально военная операция, когда были там при пророке СВО, и почему там Аль-Бураков немного не подкинул Аллах? Вот этот Аль-Бурак, он же не один, все-таки у него какая-то родословная своя должна быть.
И если они размножаются, то их как минимум стадо должно быть какое-то. Представьте, если бы асхабам на тот момент аль-бураков стадо подкинули бы, вот, тем более, которые быстрее скорости света передвигаются. Короче, сейчас ислам был бы не только во всем мире, а еще в соседних галактиках. Так, он внизу босс спрашивает, модеры есть? Есть. Я так иногда на экран смотрю Машу. Деревья то Машу, что ты тихо зло. Куда что муду что? Помоги, меги арда хатса. Садил Кур'ан'sı вала. Okul enşuru kutsa. Salam alaikum barasam. Kуда что муду что? Хази. Машу, хаз. Değerler Marcel. Aşı Elburak gelsin. Hudak denir ha. İşe kılatiye может говор хилите до мультик шо. Гайтар та говорят. Сагина шон теми стиху и теми олки. Может это не ишак? Этот зверек, он чуть больше осла и меньше лошади. И голова женская голова. Да, им нормально вариант. Это женский голова. Это самый главный. Самый квартик женский холод нормально. Представь, если бы в высокогорном каком-нибудь аварском селе были бы альбураки, там никто бы... Там все бы на альбураках двигались туда. Да, блудничеством никто не занимался бы. Да, 100%. Это бы их спасало. Там бы все, короче, на арбураки, на них ездили бы. Да, верно. Ты хума дуй хушу, худят хушу, мудушу. Матищинаю, так оно, чувак. Аварцы, если слушают или будут там повторе слушать, я это не от себя там что-то придумаю. Не, я тоже. Аварцы опасные, от ела до да. Там у вас есть этот труболет, опасный, не опасный, я не знаю, я просто не хочу никого задевать. Там у вас есть труболет имам Шамиль Маликов. Он как раз рассказывал, что аварцы нет со слами там занимались. Давай, я видел видео, где он пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тем самым, принес его. Да, тем самым вот там со слами они дружили, и поэтому у них не было вот этого прелюбодейства, там, блудничества, короче. Нет, как бы это их спасало. Да. Вы что скажете, зрители? Я реально это говорю, если кто-то не верит, я сейчас могу даже аудио здесь включить. Не, прикинь, в то время, ну как ты говоришь, если они на альбураках даже, там же стрелы были, копья были, нет? В то время, если бы даже им много арбураков дали бы, они вот на арбураках, а что бы они делали бы? Что-то кидали бы вниз, да?
Не, просто когда ты сказал, да, если вы подкинули бы, я просто представил эту картину. Там смотри, подожди. Там абсолютно ничего кидать не надо. Dzień dobry. O, witam. Dzięki bardzo. Подожди, с поляками там потом поговоришь. Не. Да, смотри, там не нужно ничего кидать абсолютно. Вот ты всадник, да? Какой-то в халате, там, воин. Да. Ты садишься на ты в военной какой-то обстановке. С 3 камнями желательно. Когда? Подожди. Когда авиация, Почему маршрут все должны освободил? ждать, когда ты говоришь, Ибраим, Все, выключаюсь. Все. Ибраим, смотри, Наконец-то. Ибраим, ты говоришь, потом поговоришь. Да, вот я 2-й раз человека вижу, поляка солидного, клянусь, он меня увидел, 2-й раз я увижу. Подбежал ко мне, поздоровался, говорит, мое ушанование, типа, мое уважение к себе, и пошел дальше. Веришь? Это, брат, ишь, тамаштук куза, да, это был, что, валлахи, да, сун хаски, тарк, что шадек, дикхальк, массера, что хашай, бурак, шамцаха, сун хашай, зудри бахкин, хашай, ях, куга, юш, моуш, хасада, аблюч, да, хасбел. Что ич дари хаски тарпсо. Что хазаиш так хазаир мадар. Что пример ветер майор охо. Ничего себе, это тот самый урок зашел. Короче, насчет альбураков, я знаешь, что говорю? По-быстрому сейчас выскажу. Если ты в военной какой-то обстановке был бы, ты видел, что сверхзвуковая вот Ар, брат, тут нормально, бурашка двигай. Ассаламу алейкум, ахи, братьям, мусульманам, салам алейкум, передай, салам. Салам алейкум, братья, как ваши дела? О, красавчик, молодец. Я говорю, ар, бурак, хохкарёлш. Например, есть вот эти самолеты сверхзвуковые, он просто может пролететь, да, низко вот так вот, дав форсаж. И там крыши из домов слетают, перепонки, короче, лопают, короче. Понимаешь? Там даже ничем бомбить, ничем не надо. Просто альбурака, вот, стаев над каферами пролетели, раз, и все, их полностью, халаты, не халаты, все разлетелось бы там, чертова мать. Тем более, там, не то, что сверхзвуковое, а быстрее скорости света. Ты представляешь, какую волну бы это бы создало? В атмосфере, да, вот нашей, на уровне какой, на высоте, скажем так, с метров 100, да, если пролетит объект в виде альбурака, с размером альбурак пролетает предмет со скоростью света, ты представляешь, какую он волну там, наверное, вообще с орбиты даже Землю бы скинул. ميك حيا عريري البوراك ده سيدمانه بديو باي مرت يا اتنخون حليول ال Знаешь, что-то есть человек хочу там социолог. Вопрос, почему Мухаммеду нужен был Аль-Бурак, когда он мог просто телепортироваться? Или он не мог этого сделать? Не, хлеб и зрелище нужно, чтобы паства. Хлеб и зрелище просит народ. Нам, простолюдинам, это не понять. Аллаху алям, как сказал Белокуров. Не, приход твой, хорошо. Звайдаешь, бать, уж болчу. Труболев, театр ваган, пойму рыбу, ишак, и нахакать чок.
Представляешь, даешь плохо, арчаль. Башня шеш, короче, от сопротивления, от сооружения шеш, бах. О, вовше, что бурах, видишь, ты имеешь. Что ж, короче, архум шуда ящуешь. А видишь, короче. Отсюлешь, бишем, был центр, он лечу. От сооружения шеш, чула. Иш дойба, и Аллах, цаны, шеш, ты летер дачу, нали, буйсан, да, биши. Летер, ты лечишь, функция дождь, бог. За поэмасу, даешь амбиаш, мы приходим, вери. Представляю, что там было бы потом. Не, вообще, сценарий, хватит, лохош, хараршный ряд, даешь какой-то ключ. Даешь кист, хочешь, это рархокш. Да, опущенный ящик, картина, хватит, лозга. Да, что угодно, что амир, да, дить, والله, сразу, да, жур мой. دوق دي وقروت أجن قلبياتش من رابو تشالو مجي شو عادش جهليز كدوي شو نيس ده شو دايش قلبو شو دايلهم شيبو شو داتيولو أرشنير وقتك جويش حوا تسوي شيء بس ده دايش هر بيرش كيو داس هيشتولو اشتر بيرسون الله هو مجي نسونا بويا تياتي وقرير يري بيتوخ Вендета от Малорис. Фатхивац шу адаташ. Вей адаташ. Не говорил же он? Шу адаташ, да? Странно, да? Эця гуч болкуш нохчу боце. А чу бахча молца шу нохчу оле. И алла соже адайл дон. Хочу ста евро доллар бошек ишт гучело. Цолало е энвож. As короче Дагестан, цанохчи цеяха, но Дагестане эншу Дагестаншан дин дуч волаж. Дук бу эл цант ца yok, давон ца ор иза иш гучвел ор. Нохчи мот, налдик буйта, де дат их дерут. Пользуясь случаем, хотел бы кинуть респект Прометею. Очень крутой мужик. Не знаю, он здесь или нет. Слушал его дебаты. Просто раскатывает и по фактам, по логике фанатиков. Молодец. Огонь раздал он людям, да? Да, ему евреи помогают просто. Это Нетаньяху, 9 шекелей, короче. Там 5 миллиардов Америка выделяет, чтобы он ислам, короче, искажал. Деньги есть. То есть, короче, интернет, спецслужбы ему помогают, евреи, кафиры помогают, поэтому. Особенно понравились его... Сделал так. Особенно его дебат понравился против этого Закарии. Есть такой один апологет. Просто уничтожил его. Как сказал, как Путин наш Халиф говорил, как орех из щелкает. Как говорят украинцы, як семечки, да? Тут вообще вот эти обычные муллы, им Лубянка дала приказ уйти под шконку, под плинтус там. Ушли, спрятались, как будто ничего не происходит. На вопросы людей обычно даже не отвечают. Просто говорят, не слушайте их. Вообще, даже если вы их будете слушать, это все уже. Побойтесь Аллаха, вы можете выйти из ислама, в который вы еще не заходили. Представляешь, как можно из ислама выйти, если ни один чеченец туда не зашел даже? У форточки стоит просто.
выйти из ислама. Как из ислама выйти, если туда никто не заходит? Да, все-таки возвращаясь к Аль-Бураку. Вот недавно вот эти 3 объекта, по-моему, да? Там первый я не помню, потом Омуамуа. И вот этот 3i Atlas. По-моему, он 3i Atlas что-то такое в секунду 50 километров, что ли, или... Я уже не помню скорость, но конкретно у него скорость. И представьте, сколько он летел после того, как вошел в нашу звездную систему. И еще он, по-моему, не вылетел, насколько я знаю. Уже сколько это там? Год, полтора, где-то вот так длится все. И представьте, если вот этот объект, он тормознуть хочет. Сколько ему энергии надо, какие у него тормоза должны быть. Вот у этого Аль-Бурака там ручник конкретно был. Представь, со скоростью света, который летел. И когда к Земле уже подлетая, даже быстрее скорости света, подлетая к Земле, чтобы... Представь, даже реально Аль-Бурака, если пульнуть в Землю со скоростью света, он бы весь этот земной шарик, короче, в один ядерный такой взрыв превратил. Но чтобы этого не произошло, нужно четко тормознуть вовремя. Представь, вот этот тормоз, ручник там какой крутой должен быть. Интересно, там ручные тормоза или дисковые, или что там вообще? Там, наверное, термоядерно-атомные какие-то должны быть, Ибрахим. En zijn zo afgesproken, dus ik wist dat het ene was verschillend. Ik heb gehoord hoor ze. Het ene was verschillend kerbof. Hoe is deze zijn? Dus is maar het eenmaal wel is echt ja. Zou net niet zit mooi galactische waterbos. Of ze belen afweer moes. Daar her dirmo muu iets boom had zo kijk. Her dirmo ook nog die schwarz nog schwarz boog olde. Zo بدش her muu iets der dacht de arbeider. غد آمل ما نشو قوم شيء ده اشتياق دارش ميجون شو شيء نعمله شو حيولين مال نش ده أشراد فول شو ميتشادو شو انت حدول خياتش دوينز نوخش قوم ميتشادو شو بانتيفيكش حدول ده خياتش دو نوخش قوم شو خياتش قولدلا حدول جوي بشلوهن شو أيلم ناخدات شو Папа римский حوالي мастила. ودير والويق بيلا زار والويه Папа римский меч сохер ушел мекшдой. حوالي لا تنوخش ديكم هرورتيجا تنوخش ديك هرورتيجا
Что хватило с Папой Римскими, да? Да, чеченцы, бурячи, Буэл, пускай заходят к чеченцам, бурятам, нам насыгу сделают. Adovle слишком дух гулде лошон, сам бензин туардас, Red Bull туардас, адов, атир, мехтир. Yani представляете, общее, ночью так, гулбе, лать, хятаж, дэж, ночь, дол жвап даться, мол, шубо, мудаки, шатцы. У меня к этому, Вистлберг была, интернет подвисает. Атир, давай, атир. Молно шабале, надо, ты я маузерца хватываешь, ты я раска, эскер, надо, ар молно шубо, шныри, шатцы, сюле. Хая, лен хаярзе ше. Hara hopayamar volilni bosh xayatrsh da bulbelch. Polne dayal положение юкте. Но архаяташ да иш сянят. Оган ти алач нут бу. Это от это лучше, гад послать. Я что дуешь, могу-ка. Ты позволь, что. Иш да хватваш мадуар бусобден. Иш да хиттина мадуар қиеч қамнашти. Сирия, Ирак, я Ливия, Египет, я. Это массуд метар, иш да хватваш маду бусобден. Страхом, террором. Не то, что хавиду, ханах, да. Короче, да, у меня один шейтек вие, шейтек сет вие. Это, что у меня один шутаган, что жиндали, шутак, у меня иблиси, у меня один деджали, эскари, они жукт шавах, либо, что я поймар бош, ниру, сам я до так дыч. А по факту, что там не дал жуах, да, ночью хома. Так я там не чули лилшик. Her hom duyo, чуа дег дистуитен, дег оранжер эйч, и адишт и хучик, тагят бохас. Шикапяк мах батса, нохчим хатти яти тага яти. Молоч qomi o tag hulq обычно так. И даже и тагали яц шига. Бра, вистула. Показания, товар. Сам просто почувствовал. Вот Аркадий, брат мусульманин, которого я пригласил, который сюда заходил, вот главный вопрос. Ну, там много вопросов, но один тоже из главных, которых я хотел задать. Почему у него имя кефирское? Я не пойму. Аркадий, это кефирское имя. Ибраим, а мое имя что значит, по-твоему? Оно кефирское или нет? У тебя чисто по сунне имя. Не, Аль-Мика, Аль-Маймун, Хализ. Аль-Мика, Аль-Маймун, Тилиян. Вендетта, у меня тебе вопрос. Ахник Ахмад, что? الله خلي انشينا Я думаю, это будет скоро. Иншаллах. Аллах дает отсрочку, рассрочку и в кредит, кому пожелает. Аллах способен на всякую дичь. Альхамдулиллах. Тебе точно он дал хорошую рассрочку. Айша Цмайл, я вижу, что Аллах спешит удовлетворить твои потребности. О, посланник Аллаха. Pression, Vendetta, so пригласите его, не кардеш. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا دار. وعليكم шалом, православные, Вашалом, индуисты, вашалом, голобранисты,
Иншаллах, иншаллах. Мазохист. Иншаллах. И всем Яхве остальным. придет, порядок наведет, иншаллах. Иншаллах. Только Яхва же не будет, будет имам Махди, Мессия, утешитель. Имам Махди будет вот этим, все равно, Аиса будет там, смотрящим, старшим, алейхиссалям. Махди там, никто звать его никак. Пока Аиса не придет, Махди будет там, короче, под шконкой, как пророк, прятаться. Подглядывающий. Думаешь, мне генерала дадут? Нет, Вендетта, как думаешь? Мне, тебе? Но я сразу начальником охраны Деджила уже иду. Меня короновали начальником охраны Деджила, нашего брата Ибн Деджила Люциферовича Иблисовича. А я знаю, что я себе попрошу. Знаешь, что я себе попрошу? Я бы Американское хотел бы... гражданство. Не, Американское гражданство. оно у меня есть. Я хочу чуть в этот раз чуть меньше хочу. Ты уже полностью отрекся от ислама Аллаха, да? Я в этот раз совсем чуть-чуть хочу. Это нет, от Аллаха я не отрекся. Я бы взял бы себе в подчинение всю Чеченскую республику, сделал бы ее свободным государством и правил бы над ней. Вот ты должен Путину, халифу Путину нужно обращение написать. Маршал, Дунадар, саляму алейкум. Алейкум, маршал, брат. Смотри, тебе вопрос. Ну, я думаю, ты думать же ты не боишься, да, как бы, ну, мы вроде бы взрослые. Взрослые ребята, там, не проблема, да, там, скажем так, рассуждать над вот этим мирозданием, над религиозными писаниями, там. Вот смотри, Даджал, аузу билля, по-твоему, он заслуживает ада или нет? Вот как ты считаешь? Я не считаю, я знаю, что он никак ничего общего с адом не имеет. Ты хочешь сказать, что он не будет гореть в аду? Не будет нести наказания за то, что... Нет, конечно. Нужно быть полным глупцом, чтобы верить, что ангелы падают. Нужно быть полным глупцом. Ну, это мое мнение. Даджаль, я в этом уверен почему-то. Речь идет о Даджале. Ты понял или не понял? О Даджале идет речь. Какового Даджаля нету. Есть система, есть Творец. Есть, конечно же, тот, кто делает свою работу здесь, то есть Иблис. Даджаля нету никакого. Если... Согласно достоверной сунне, короче, в преддверии там, конца света появится вот этот вот... Да, одноглазый, у него на лбу будет написано «Куфр». Да, я понимаю, о ком ты говоришь. Это сказки Петерсона. Окей. А вообще, вот даже по сказкам, да, по мотивам, там, скажем так, братьев Грин, или не знаю, как угодно, короче, братьев Бухари и Муслима. Вот смотри, даже если такой сценарий рассмотреть, по-твоему, это Даджаль, он негативный, получается, персонаж или позитивный? Вот в этой сказке. Сейчас. На самом деле, Даджаль, о котором говорится, я не говорю, что вы должны и обязаны согласиться со мной. Это аллегория о том, что есть в каждом из нас животная сторона. Мы дуальны. У нас есть как духовная, так и животная. А выбор делаем мы. В какую сторону идти. Смотри. Вот это вот животное, Никакой выбор мы не делаем. У нас есть Подождите. Вот смотри, Дунадар, извини, что перебиваю. Я понимаю, что у тебя как бы ты там 37%, вот так примерно. Но я сейчас не об этом. Я тоже сам 71. Ну смотри, я имею в виду,
Вот достоверная сунна, там сказано, что некое существо с руками, ногами, с одним глазом, оно вот появиться должно. Даже вот некоторые тут предрекали, что родился какой-то одноглазый ребенок, и евреи сразу его вот это уволокли. Уже еврей, да? Да, чтобы подготовить. Да, чтобы подготовить против мусульман. Вот такие слухи тоже уже ходят давно, еще лет 25-30 назад. И смотри, именно по вот этому преданию там некий персонаж, некий вот такое вот существо, которое в одной руке у нее будет там, оно будет показывать чудеса, с одной стороны там будет огонь, в одном рукаве, в другом там еще что-то. Потом он будет за собой толпами уводить людей, в основном женщин он, за собой поведет там каких-то. И там сказано, если он даже появится, куда нужно бежать. Это спасение будет в Мекке, насколько я помню, в Медине. Или в горах, по-моему, такая версия тоже есть. Или же на вот этой арабской горе, я могу ошибаться в этом моменте. И вот смотри, вот это существо, оно даже будет супер шахид мопед там какой-то, которого этот даджал, он не поддастся ему и не произнесет шахаду даджаловскую и не сделает ему байат, и тот его будет расчленять, потом опять оживлять, расчленять, и вот так этот шахид мопед, он, не поддастся. Это самый крутой шахид мопед за всю историю человечества. Несмотря на все эти пытки, он, не поддастся, не произнесет вот эту шахаду. Вот так вот нам описывают этого персонажа. И вот по такому описанию этот персонаж, он негативный или позитивный? Он вообще никакой. Наши в Голливудах, не, Голливуд я высоко взял, наши в российской кинематографии сценаристы и то дальше ушли. Он вообще никакой. Он вообще никакой. Ты сам же видишь, понаписали. Чё ты вопросы задаешь такие? Ты лучше задай... Видишь, ты циклишься на самой сути, да? Ну хорошо, плохой. Ты хочешь, чтобы я танцевал Ну я просто не танцую ни под чью дудку. Ну хорошо, ладно, я могу это сделать, это несложно. Ну да, плохой, да, заслуживает ада, Ибрагим. Продолжай, что дальше? На первый взгляд, для меня тоже он, казалось бы, плохой. Но там у нас открывается то, что он будет делать, оно предопределено. То есть получается, это... Творец плохой, да, он, сценарий этот написал. Получается, творец, он какой ему по кайфу, а даджал, он просто беспрекословно исполнял просто приказы Творца. Ну да, это получается так. Ты к этому вел? То есть суть в этом была? Да, я вот эту просто, понимаешь, саму вот эту философию или концепцию, да, вот эту идеологию. Ну, я больше это называю как это самое, здесь материться нельзя, но я так быстренько, наебкой, нас тупо всех просто поимели. И все. Взяли нашего пророка, мы цензурим взяли Творца и превратили из них. И называем его наиб. Наиб есть такой. Есть имам, бывают наибы. Важнее не то, что ты сейчас говоришь, важнее то, что я говорю. Система просто не позволяет. А важно сказать, что наш пророк, мир ему, ничего общего с этим бредом не имел. Тем более Творец, который не вмешивается в наш выбор человека. Как выберем, так и пойдет. Захотим, вообще уничтожим все знания. И так ни хрена не осталось, в принципе. Можем тупо уничтожить все знания, как каляка, просто тупо балаболить друг на друга, делать, что хотим, Можем каннибализм вести как легальное что-то. Что за
делаем. В выборе мы свободны, абсолютно свободны. Когда написано, что мы там подобные, людей путают, они думают, что мы такие великие. То есть Нет. мы не подвластны воле Аллаха. Да? У нас есть выбор. Плюс свой давным-давно сказал через своих посланников. А то, что мы с этим уже сделали, Аллах и посланники в этом точно не виноваты. Мы трусы. Нас взяли, напугали, нам заплатили. Вот и все. Нам власть дали. А мы продали за это свою жопу и своих детей. Смотри, значит, мы не... Все, говорить правду. Да. Правильно, Ибрагим? Я надеюсь, Да, ты не брат? боишься, да, размышлять. Я все-таки надеюсь, что ты, такой нормальный парень, смелый. Не боишься ни такфиров, не боишься не размышлять там критически. Такфира нельзя бояться, ибо такфир только Аллах может вынести. Никому это право не дано. Да, но смотри, Аллах тут будет у нас отвечать. концепция тогда подхрамывает. У нас получается, что Аллах всемогущий, который все предопределил, и все по его вот этому сценарию проходит, да. Потом он вдруг каким-то образом наказывает адом людей. То есть Я скажу либо- тебе, что происходит. Я скажу, в чем концепция заключается. Мыслить это очень хорошо. Сам Творец нам дал мозги, чтобы мы мыслили. Ты человек, который не побоялся увидеть, что что-то не так. Это явно в тебе есть. Но такие люди, как ты, опасны для системы. Но и система не дурак. Она просто, первый самый простой лабиринт, в котором ты жил, ты из него просто-напросто, ты даже не стал там бродить, чтобы искать выход, ты просто стал выше этого лабиринта. Но и система не дурак. Когда она видит, что человек освобождается, она ставит ему лабиринт второй, который еще посерьезнее. И вот здесь человек попадается на том, что он верит, что там обман, как ты поверил, и все это обман. Один из самых простых, то есть система, она не такая сложная. И вот ты в этом втором лабиринте застрял, Ибрагим. Вот твоя проблема. Ты боишься признать, что твои... из твоей концепции, из твоей философии, на минутку представил даже фильм в виде матрицы, вот такое. Знаешь, дело не в матрице. Дело хорошо. Я говорю, я быстро. Интернет тебя не Потому слышит. что Для того, чтобы понять... Говорите, ребят, у меня интернет плохой. Говорите. Сейчас тебя уже получше слышно. Я пока занят, я слушаю. Ну хорошо. В принципе, все понятно. Для того, чтобы полностью освободиться от этих лабиринтов, нужно понять, что сейчас Ибрагим это, вот самое простое, то, что вот действительно доказано, это чистая правда. Ибрагим состоит от 30 до 40 миллиардов клеток. Маленьких, очень-очень маленьких, глазом их не увидеть. И вот эти вот ничтожные клетки сейчас собрались в одного взрослого человека, видят, слышат, разговаривают со мной, как единый организм. Создатель есть. Для начала это. А потом нужно принять, что... Смотри, вот этот мощный механизм, о котором ты сейчас сказал. Ничто по сравнению с возможностями... Сколько миллиардов или триллионов ты сказал? От 30 до 40 миллиардов. Вот смотри, вот этот весь мощный цех, да, он
которого вот так вот запустили, который еще сам там, скажем так, преобразовывается, поворачивается в сторону камня и начинает бить себя лбом. Хорошее замечание. Хорошее замечание. Кто в камень, кто в дерево, всякое есть. Это очень хорошее замечание. Дело в том, что это говорится о том, что человек выбирает. Но я не о человеке, не о его выборе сейчас. Нужно понять второе. Каждая из 40 миллиардов клеток, если ты увеличишь его до размера Манхэттена, до Нью-Йорка или Москвы, это будет выглядеть так. Ты соберешь все вот эти вот цехи, производства, компьютеры, вот все, что есть на Земле, все вот эти вот заводы, все закинешь туда, в этот город, и все это будет работать без единого, повторяю, без единого человека, само по себе. И в течение 20, это одна из 40 миллиардов, и в течение 24 часов она создаст себе подобную копию. Технологии, которыми мы сейчас обладаем, ничто по сравнению с просто вот строением человека, материального. А мы в Писаниях видим, что говорится, что Аллах, Он велик, настолько велик, что сознанием познать Его невозможно. А потом еще говорится... Это где сказано? Я без проблем тебе приведу немало аргументов насчет этого, действительно говорится, и не только в исламе говорится. Я ж не знаю, как ты, но я и в одну книгу не уперся. Помимо этого говорится, что сознанием его не понять невозможно сознанием понять, насколько он велик, что сознанием понять его. Подожди, Аллах настолько велик, что он не знал, что в Чукотке, Норвегии, на Шпицберге солнце не заходит несколько месяцев и не восходит. Когда присылал аят, как нужно поститься от рассвета до заката, Аллах настолько велик. Вот, второй лабиринт, в котором ты застрял. Аллах не писал эту книгу. И пророк Мухаммед, мир ему, не писал эту книгу. Ты зря хулишь на Творца. То, что сделали твои предки, поверь мне, Аллах и посланники в этом не виноваты. Да, ягуды подтасовали. Те, которые тасуют, у них, в отличие от нас, примитивных людей, нету нации. Они не настолько глупые, чтобы делиться. Они объединились и имеют нас. И имеют за это все. Они, в отличие от нас, продали свой зад не за бесплатно. Шалом всем. Я не знаю, кем мне сегодня быть. Всем шалом. Вендетта, Ибраим, Олег, Ханнибал, Дуниадар. Мажо. Кем мне быть сегодня, Вендетта? Джихадистом или кефером? Я не знаю, что-то сегодня какой-то день такой. Сегодня можешь в роль Даджаля войти, потому что его, оказывается, нет, этого персонажа. Его сейчас только выяснили. Это одноглазый этот? Он есть, но не такой, как ты себе это представляешь. Если интересно, ты спроси, кто такой Даджал. Я тебе скажу. По национальности кто он? Дунядар, смотри, ты сейчас аяты достоверности как бы под сомнение поставил. Хадисы ты вообще насмехаешься. Откуда ты питаешься светом вот этих вот вахи? Ёлки, покажи твою книгу, которую можно прочитать. Зороастризм, индуизм, буддизм, ислам, иудаизм, христианство, логика, мыслители прошлого. Дудиадар, у тебя, ты же Амар Хайям. Сообщество, правильно? Там сообщество как бы. Все сообщества мира, начиная от... Я люблю даже атеиста, такого, которого вы знаете по имени Жак Фреско. Наполовину турок, наполовину еврей. Замечательный человек, очень необычный. Эйнштейн. Я могу перечислять долго. Я могу очень долго перечислять. Дуниадар, можно я тебя перебью секундочку? Это знаешь, как у тебя вот сейчас получается? Это мое мнение, не знаю, может, я
неправильно тебя понял. Все, говорит, смешалось в доме Волконских. Но, по-моему, я так просто взял и выкинул бред из всего этого. Оставил все хорошее, и картина, она целиком открылась передо мной. Она не сложная, она красивая. Все зависит от Ты нас. для меня знаешь, что ты? Вот только, ну, я не знаю, я ничего Картина в этом плохого. называется «Все зависит от нас». Вы Ты, не братан, слышите? ты, братан, как засланный казачок, знаешь, как христианин, который, короче, внедрился в ислам. Нет, не засланный. Я тот, который говорит правду. Вот И- сейчас Ну, сидят... хорошо, три но это с исламом чеченца. ничего общего не имеет, то, что ты говоришь. Все, проценты у тебя тают на глазах. Такие многие люди, В разы Ладик, быстрее, чем мои. когда говоришь слово «ислам», вот звездочка, она здесь сидит, она меня вот за это ненавидит, потому что она вышла из ислама, а когда Я вас ненавижу. А когда Я я не ее поняла, спросил, а какой у что меня такое- повод есть вас ненавидеть? когда Вы мне я лично ее- ничего не сделали, перебивай, Дуняда. звездочка, я выключу Ну вы микрофон. ты оговариваете скажешь. меня здесь в эфире. Нет, ты показала свою ненависть, поддерживая всячески сторону кого угодно, но не меня. Это понятно, может А быть... почему я должна вас не для поддерживать? всех. Я не поняла, вы что, Нет, а мне не нуждаетесь в нужна была женской помощи поддержка. или в А я поддержке? не за мою поддержку, я сказал за поддержку тех людей, которые спорили со мной. Поддержали ее всех. Ну, Я, точно, вы ну, знаете, точно не я мою. женскую солидарность всегда держу. Я женщина. Не знаю, как вы можете говорить, можете даже оскорблять. Меня это и не поддержит. Меня это не Послушайте, вы в тот день эфир, тот денежный день? эфир, зачем сейчас вы этот Он эфир был не сейчас один. суете? Он был не один. Не, я вот твое не мнение понимаю, да, знаю. вас? Вашей А логики я- не понимаю. Все очень просто. Нужно просто дать договорить, может, тогда поймешь. Ну тогда не оговаривайте меня, не говорите за меня. Я точно не говорю Мне за вообще тебя. Я плевать, вы говорю на этом то, что свете живете произошло. или не живете, вы существуете или не существует такой Ну, я человек, как понимаю, вы. что- Мне что вообще я не просто интересно, поверьте, Дуняда. Я просто аватарка на телефоне или на компьютере. Я понимаю для тебя. Это нормально. А вы бот, которых я здесь по 1000 человек вижу в день. Все, Всё нормально. ничего там такого особенного. Ну, как бы я это знал, ничего нового. А вот когда ты меня не Здравствуйте. понял, тогда... Да, привет. Я хотел пару слов сказать. Второй раз или первый раз слышу вот этого Дуниадара. Ну, я, в принципе, согласен с ним в чем. Ну, тут уже будет не гипотеза, а факты. Мир доказал же, что человек состоит полностью из атомов. То есть 70% воды, остальное... Степан, не спускайся до атомов. Поверь мне, они на уровне клетки понимают лучше. Если ты уйдешь в атомы, это человеческое сознание почти не может представить. Не почти, а оно не может представить себе эту сумму. Ты представляешь, Да. сколько атомов в человеке? Из скольки атомов состоит человек? Ты представляешь сумму? Человек Действительно, остаемся на уровне клетки. ставить эту сумму. Это Ну, в хадисах ислама было же написано, что весь мир создан из нура Мухаммада, из света Мухаммада. А американцы, немцы, Германия, японцы, ученые, атеисты, доказали, что весь мир состоит из черной антиматерии. То есть основа атома – это черная антиматерия. То есть свет. А мусульмане, ну, мудрые мусульмане, доказали, что это и есть свет Мухаммада. Вся Вселенная, 18 тысяч миров, состоит из света Мухаммада. То есть ваше тело из атомов. Что-то я запутался, да. Что это было? Нет, давайте на вашем уровне мышления. Как это Давай на моем уровне мышления, хорошо, давай. Да, на вашем уровне мышления, да, потому что мышление могут не принять. Я Слушай, брат. столько стой. фильмов перелопатил, Нет, Ибрагим. чтобы понять, что такое черная энергия. Ну, черная Ибрагим, ты энергия. А тут признаешь, всё что у тебя оказывается тело... на поверхности. Ибрагим, ты признаешь, что у тебя тело состоит из 70% воды H2O? Степан, признаешь? Степан, сделай мне одолжение, подпишись на меня, Степан. Я немножко помогу тебе. Будем дружить, будем общаться. Вместе будем изучать это. Подпишись Я на просто меня. не совсем понял, как мы стали потомками Мухаммада, как мы стали. Нет, Владик, мне, знаете, другое интересное. Этот человек как никогда выходит, говорит, что он мусульманин. Ибрагим вот здесь тоже заметил, что нету там у него такого ислама. Когда вы ему задали вопрос, он ответил, что говорит... Вот она, это ненависть. Не, ну я Дуниадара знаю, я к нему, я Ненависть, Дуниадару очень оставьте хорошо свои- отношусь, я вам скажу так, У вас звездочка, это, смотрите. я к вам хорошо отношусь, Дунядар.
Вы меня никогда не оскорбляли. Я не вижу ничего Я вас не хорошего, оскорбляла. и У меня ваши никакой отношения личной мне ненависти не ко нужно. мне Ни нет. хорошее, ни Поверьте плохое. мне, я Вы уже вам сделали опять говорю. вывод. Нет, Вы звездочка. человек, Вы сделали вывод. подождите, Я пожалуйста, отнесся дайте к мне вам, только я отнесся сказать. к вам Мне хорошо, да. звездочка, Я я как же отнесся. Да, отнеслась, конечно, говори. поверьте на слово, я не оскорбляю вас. Нет, звездочка, Мне, точно не вот так. вы есть на этом свете, нету, мне буквально по нулю. На этом свете нету, мне буквально по нулю. Я просто... Зачем вы такие вещи говорите? Вы оговариваете? я просто... Я объясню, звездочка. Я Я вам просто не адвокат, я не должна вас ходить защищать в каких-то стримах. Вы знаете, у меня есть свое мнение на этот счет. Меня не нужно защищать, но и Ну а осуждать что вы только тоже не требуете? спеши. Я вас не осуждала. Ну как не осуждала? Каждый раз, А в когда чем у я тебя вас появляется осудила? возможность поддержать тех людей, Вы которые перебиваете. осуждают меня или мое мнение, ты обязательно не пропустишь возможности запрыгнуть туда в эту лодку. Подождите, Потому что вы пожалуйста. знаете, зачем я начинаешь вам Подождите, вы Зачем опять начинаешь повторяете свои Нет, личные давай отношения. Зачем ты начинаешь обвинять Личные меня в этом отношения, всем? пожалуйста, пожалуйста, в другом месте. Подождите, было У меня сделано нет два никаких личных утверждения. отношений, Харма. с этим Хорошо, человеком. хорошо. Я имею в виду. Хорошо. Совершенно чудовищных, дебильных два утверждения, а потом еще и было накинуто, типа, я вообще умный, где-то летаю, давайте я на вашем уровне что-то скажу. Так вот, насчет того, что наука доказала, что вся Вселенная сотворена из антиматерии. Ну, бред. Ну, Он этого не говорил. Вообще, как... А что он говорил? Нет, я сказал, Даниадав, что... Материальный мир состоит из Нура Мухаммеда. Вот его тезис был, не из антиматерии. Слово такое не произносил он совсем. Ты вообще дебил, иди выйди отсюда. Еще раз повтори, что ты сказал. Наука, ученые доказали, что Вселенная сотворена ребята, из сначала начнем с антиматерии. Шахара. Говорил так, ты слушаешь Всё, или Прометей, нет? я отвечаю на Что твой ты в вопрос. унисон говоришь? Я отвечаю на Ты твой в вопрос. унисон говоришь, пока я вопрос задаю. Говори с ним. Жди, пока я вопрос не закончу. Ты сказал, что ученые доказали, что вся Вселенная сотворена из антиматерии. Было такое? Из Нура Мухаммада, на вашем языке. Из Нура Мухаммада ты сказал, исламские ученые доказали. До этого ты сказал, что ученые мира доказали, что вся Вселенная сотворена из антиматерии. А исламские ученые доказали, что она из Нура сотворена. Ты даже, блин, не запоминаешь, что говоришь, а еще о каком-то Слушай уровне дальше. тут говоришь, блин. Слушай дальше. Вы же знаете, Было что самый большой такое, грех я это тебя многобожие. спрашиваю. Ты говорил, что ученые мира доказали, что Вселенная сотворена из антиматерии. Прометей, ты успокойся, я тебе сейчас отвечу. Короче, пошли отсюда. Давай, дуйте отсюда, блин, вы два... Блин, свою шиитскую вот эту, так ее идите делайте где-то в другом месте. Придурки, блин. Я на вашем уровне скажу. В дупло себе свой уровень. Блин, такого имама еще нужно поискать. Ёлки, ты плохо, зря ты прогнал. Там такие идеи были, там, на целый Сейчас фильм. будет целый аншлаг, блин. Слушать этот аншлаг, эту клоунаду, блин. Ученые уже целый век ни хрена не доказывают. Нету никаких доказательств науки. Антиматерия сотворена, наука доказала. Что за дебилизм вообще? Исламские ученые доказали из Нура Мухаммада. Это он, шиитская вот это... Дуниадар со мной спорил, блин, вот эту... Как... Я не знаю, я говорю, ты шиит, сидит... Нет, я не шиит, понимаешь? Ты рано делаешь выводы, понимаешь? Вот ты шиитский хадис тут, шиитская догматика, что Вселенная сотворена из Нура Мухаммеда. Это шиитская догматика. Ты прям сейчас это доказал, блин. Идиотина. Не, а вот знаете, мне Хармат, мне что бесит? Человек, когда лицемерит. Почему он лицемерит? Ну ладно, если он даже шиит, да Потому что в его это. шиизме это дозволено. Потому что в его шиизме это самая практикуемая вещь. Как и я. Скрытие своей веры. Потому что если он скажет шиит, достанут его временный брак, проституцию дозволено. И ему прямо в лицо будут макать.
Иди свою жену пусти по всему городу, свою дочку по городу целому пусти на 2 часа брака с каждым, блин, скажут. Чтобы ему это не говорили, скрывает свою шиитскую догматику. Чтобы ходить тут по группам и пердеть, блин, хороший мусульманин, я вообще самый умный на другом уровне вселенной. Почему вы остановились здесь? Идите дальше, там 8 уровней толкования, короче. Вот этой каббалистикой заниматься, блин. Вася тебя очень хорошо понимает. У тебя очень много понимающих тебя людей, но у меня больше, Прометей. Добрых людей больше, чем плохих. Я Потому что тупых людей на земле больше. Я знаю. Я знаю, вы побеждаете, можно, да, я но скажу? все равно победа будет за нами. Недар, а вы Прометей. по каким расценкам себя оцениваете хорошим, а Прометея или Как нас за вами плохими? может быть победа, если у вас нету духа даже свои убеждения отстаивать и признавать их? Как может победить идеология, которая не имеет духа в себе и стержня, ни чести, ни совести, говорить прямо, кем он является? Как вы можете что-либо победить? Вы будете вот так, как шакалы по всему миру, скрывать свою шиитскую религию, вот так, как шакалы по всему бегать миру. Вот это униженное ваше положение шиитское. Не лги, не лги. Я в суннитской семье родился, и я тебе серьезно говорю, твоя ложь, она может только глупцам покажется. Суннитская. Покажи мне, пожалуйста, в суннитской догматике, что Вселенная сотворена из нура Мухаммеда. Это шиитская строгая догматика. Это фундамент шиизма, что Вселенная сотворена из нура Мухаммеда и Али. Ты только что ее подтвердил. Какого хрена ты имеешь отношение к суннизму, блин? Ты еще и слушать не умеешь. Я этого не говорил. Суннизму вы никак не Слушать я относитесь. прекрасно умею, тут есть запись, если у вас есть сомнения. Этот дебил, который с тобой рядом сидит, не помнит, что он говорил. Что ты, дебил, не запоминаешь слова, которые сам используешь. Может, тебе сначала лучше собой заняться, прежде чем ходить по группам и там людей наставлять и учить какой-то высокой философии, блин. Можешь собой заняться чуть-чуть, не думал об этом? 5 минут назад, что ты сказал, ты не способен запомнить. Прометей, а получается, японцы приняли ислам, они Подожди-ка, тоже шииты? Султан, помолчи. Таких, как ты, они ищут. Подожди-ка. Подожди секунду. Прометей, 2 льва отправляю. 2 льва сразу отправляю, если твои слова правда. Не надо мне никакие 2 льва. не Что тебе. слова правда? Можно Что дальше шиит ты? отправлю Что кому ты шиит, угодно. пожалуйста, не вмешивайся. Нет. Что ты Недар, шиит? вы не суннит. Это точно. Вы отвергаете хадисы Аль-Бухари полностью, то, что Аиша Не вышла обращайся замуж ко в мне. 9 лет. 9 Звездочка, лет. Да, я знаю, вас это тебе очень нужно к LA расстраивает. пойти. Но Там вас, кандидат. смотрите, оставьте LA в покое, его здесь нету. Смотрите, а берете то, что как относиться к матерям с Бухари вы берете, а остальное все Звездочка, но у тебя опровергаете. интеллект, я Это не могу с сколько тобой общаться. лицемерия надо быть в человеке? У меня У тебя достаточно недостаточно интеллекта, интеллекта. чтобы понять вашу Звездочка, молчи. логику. Молчи. В шиизме женщина это животное на уровне осла. Молчи, у тебя интеллекта нет. Может быть в шиизме, но не у меня в голове. Это 100%. Абу Степан, За себя я меня подпишись, ты хороший имам. А вот в сущность, пожалуйста, к женщине как к Прометей, животному можно скажи, относиться. Прометей, Да, почему? да, давайте. Может, ты ответишь Показывайте, на- какой вы есть. Может, ты ответишь на Пожалуйста, вопрос? не говорите все вместе. Да, Прометей, может, ты ответишь на вопрос? Я думаю, что здесь 2-3 человека, как минимум, есть умных в чате, которым интересно, почему ты так сильно боишься общаться с Дуньядаром, который не оскорбляет и разговаривает. Если боишься, я с тобой общаюсь, просто ты меня выбешиваешь своим тупизмом, что не запоминаешь слово, сказанное минуту назад тобой же. Вот слово «клянусь», Дуньядар не каждый раз используется. Я тебе клянусь, я этого не говорил. Прометей, Ты не говорил, я и не говорю, что ты это говорил. Ты подтвердил своего брата Степана, где он высказал шиитскую догматику. Ты это подтвердил. Более того, мы вместе друг друга поймем. Подпишись на меня. А потом Сказал, еще к тебе перезашел и подтверждаешь, что меня многие люди лучше понимают. То есть у двоих одно понимание. Вселенная сотворена из нура Мухаммеда. Это у вас двоих понимание, а это шиитская догматика, фундамент шиизма.
Значит, не знаю, кто он, шиит, не шиит, но я не отношусь ни к тем, ни к другим. Хочу сказать, что я не подтвердил, мои слова были. Это тоже Ты можешь неправда. не повторять каждый раз, не относится к тебе шиизм. Говори Это тогда твоя правду. такия, дозволенная Говори твоей правду, что ты религии. нагло лжешь, что я сказал вот так. Сокрытие своих религиозных направлений. Это шиизм, фундамент шиизма. Мы понимаем, что ты это скрываешь. Понятно, можешь не повторять это каждый раз. Но ты, чувак, полностью шиит. Ты это доказал сам. Ладно, Прометей, я выйду. Спасибо вам за то, что вы это... Но я напоследок... Да, больше никогда, Степан, среди нормальных людей... Среди нормальных людей больше никогда не говори, что ученые доказали, что Вселенная из Нура Мухаммеда сотворена. Извини, Прометей. Просто я недавно ислам принял, да? Но я единобожник. В отличие от многих мусульман, которые думают, что он существует и Аллах существует. Степан! Я же говорю, что ничего не существует, только Аллах существует. Поняли? Степан! Прометей. Многобожие – это страшный грех. Ничего не существует, только Аллах есть. В смысле многобожие это страшный грех? Ну ты же думаешь, что ты существуешь и Аллах существует. Это и есть... Нет. Многобожников он, вы знаете, Ты он думаешь, что все планета религии существует рассказал, и принял. Аллах существует. О, Господи, блин, ошалеть просто. Это что такое вообще, блин? Помнишь, ты помнишь, что я тебе сказал? Я сказал, подпиши, приходи, Слушай, я вместе будем я разбираться. подписался. Да, вместе будем искать. Нет Ладно, проблем. просто вот ребята все спокойные, но вот что-то Прометей, Джункот, он что-то слишком агрессивный. Давай, Джункот, удачи. Я не агрессивный, Меня выбешивает, когда человек не запоминает слова, сказанные им же. Ты сказал, зашел и сказал. Вот ученые же доказали, что вся Вселенная сотворена из антиматерии. А исламские ученые доказали, что вся Вселенная сотворена из Нура Мухаммеда. Вон Ибраим тогда ха-ха поймал. Какой антиматерии? Что ты там сказал? А я тебе перезадаю вопрос, ты уже забыл, что ты сказал, блин. А как с тобой после этого разговаривать вообще? Ты настолько тупой человек, ну, я и понимаю, ты же принял ислам, это понятно, что ты тупой человек, что ты не запомнил то, что ты минуту назад говорил. Вот такие, люди принимают ислам, там вам и место, блин. Я надеюсь, что ты забудешь читать и писать еще, как раз полный мусульманин будешь. Альхамдулилля. Я забыл, я здоровался сегодня или не здоровался? Все, слава богу. Здравствуй, кстати, Прометей. Шалом. Да, всем здравствуйте. Что приветствую? Да серьезно, как бы, да, вот заходит такой, знаешь, такой прямо от него прямо и прет, знаешь, вот это вот все, вот это любовью и так далее, и такую хрень несет. А я не знаю, что он злится, он должен благодарить. Я злюсь, потому что... Я злюсь, потому что ты, будучи таким глупцом, считаешь себя еще самым умным. То есть ты заходишь к людям и вот ты на полном серьезе в это еще и веришь. Вот что меня бесит, что ты умен, что ты умный, что ты некие тайны познал. Ты настолько сильно доверился несовершенному своему мозгу. Это же надо быть таким глупым человеком, который настолько сильно доверяется своему разуму. Разум – это несовершенная вещь, она вводит такие в дебри. Вон, РЕН-ТВ, открой, посмотри на этих людей, которые там рассказывают истории, блин. И ты просто высокомерничаешь, понимаешь? Вот что меня выбешивает. Ладно, понятно, ты, если бы как-то скромно говорил бы, мое мнение так-то отличается там от суннитов, от этих, у меня как бы свой ислам, свое представление ислама, мира и так далее. Нет, ты говоришь, не каждый поймет эти уровни. Я спущусь сейчас на ваш уровень и буду на вашем уровне разговаривать. Меня понимают многие люди, потому что я на правде, я на добре, я на истине, я. Вот что меня выбешивает, блин. Понял тебя, правильно. Это как в религии вроде учат быть их невысокомерными, они этому изначально не учатся. Они изначально учатся говорить «это я», к сожалению. Какой-то
течение Иблиса. Прерываешься. У тебя чуть подвисает. Правильно. Сейчас меня слышно, ребят? Слышно. Я сказал, что насчет сознания ты говорил, просто хочу сказать, что я просто сел, скажем так, взял в свои руки свое сознание, сел на него, и это сознание ведет меня ко мне домой. А вот если я ему позволю, чтобы он сел на меня, тогда я отвезу его к нему домой. Ну это понятно, твое сознание, твое мировоззрение, это твой мир в твоей голове. Ну, никаких претензий. Ну, понимаешь, что у других свой мир. Не, а к миру исламу какое отношение его мир имеет? Вот это давайте разберите. Да, он так считает, что имеет какое-то отношение. О чем Опять он же, говорит? пускай считает. Не, мне Прометей, знаете, что интересно, как можно отвергать Аль-Бухари, обосрать его изначально, сказать то и потом привести пример с его же книги. Вот это мне интересно. Когда я его назвала двуличным человеком, он это принял за оскорбление. А как называть таких людей? Может, я неправильно сказала что-то? Нет, ну я тоже такие могу бывает. высказываться, а чужое мнение, оно и остается чужим мнением. В отличие от людей, я сейчас скажу от тебя, у тебя как у быка на красную тряпку просто это самое, это сработает сознание. Не, А вы просто скажу, у ошибаетесь. людей есть такое понимание, что если они не соглашаются с чужим мнением, то этот человек либо глупец, либо идиот, либо, короче, двуличный лицемер, и пошло-поехало. Понимаешь, вот что происходит? Например, вот о тебе я могу сказать очень многое. Ну в таком жанре, как ты высказываешься о моем мнении, о моем понимании мироздания и всего как окружающего Пожалуйста, меня. приведите примеры, говорите. Ты не отличаешься ты не сильно отличаешься от животного. У тебя нету Бога, ты просто вот клетка как-то разделилась, потом в процессе эволюции вот так произошло, что вот пукнули тебя. Сначала съели, а потом все это переработалось. То, что не ушло, то, что не вышло из жопы, вышло из писюна, и получилось ты. Ну вот ты. И все вот эти оскорбления вы сейчас создателя, сказали ничего в в мою сторону только из-за того, что я не верю в Бога. Твоё А вы знаете, я вам могу твоё сказать, мнение Дунядар, я могу до я утра вас говорить, услышала, ваше я просто оскорбление. Вы ни один пример не привели, вы показали свою ненависть, как вы ненавидите атеистов, как это бывает у мусульман. Вы истинные, вот это, ваши чувства мусульманские. Вы, знаете, не притворяйтесь волком беззубым. Все мусульмане – это волки, и знаете, вот именно кровожадные, которые всегда хотят напасть на женщину, унизить, принизить, оскорбить. Ну, такие люди, как вы, не могут унижать женщин по одной причине. Вы не мужики просто, понимаете? У вас ничего мужского у вас нету. У вас просто лицемерие. И все вот это остальное вы принимаете, вы думаете, вы считаете себя мужиками. Вы когда говорите воспитанно, вы считаете, что ой, какой я воспитанный, и со стороны я кажусь таким прям очаровательным и миловидным мужчиной. Нет. И я вам скажу больше, когда вы все время говорите, я вам пример привела, почему я о вас так думаю, а когда вы мне говорили обо мне, я вам одно скажу. У вас просто ненависть к женщинам, вы же женоненавистник, женщина-ненавистник, маленьких девочек. Смотрите, Дунядар, если у вас маленькая дочка, вы точно отдадитесь замуж это в 53-летнему мужику, или согласитесь на ее мутаниках, который будет, я не знаю, он меня перебивает, он столько про меня сказал. Я тряпочку молчала, слушала все его оскорбления. Кстати, я считаю, что это оскорбление. Он никакого примера мне не преподал, чтобы я взяла с этого урок. Дунядар, а зачем ты так себя ведешь? Я не понял, что с тобой стало? Ну, не знаю. Вот он показал просто свое лицо. Вот 100 человек, все увидели его лицо нормальное и адекватное. Вот поругайся, допустим, с Арматом, он тебя
Харма тебе недавно идиотом назвал, там вообще выдахлен тебе выкинул как мусор отсюда. Что ты докопался до женщины? Вот поругайся с мужиками. Нахрена ты такие вещи вообще говоришь? Не, если мужик с мужиками будет равняться, у него героизм в другом состоится, ребят. Это мужики так себя не ведут, а это не про него. То, что когда говорите он мужик, это не про него. Ассаламу алейкум всем. Ассаламу алейкум, сестра. Рахматуллахи ва баракату. Рахматуллаху баракату. Вон американский кефир к нам присоединился. Угу. Я думала, кисломолочный разбавить продукт вашу всегда кефирскую компанию хотела иностранным кефиром. Можно? Можно, нужно. Шалом, сестренка. Привет. Шалом. Смотри, как он заговорил сегодня, Герда. Кефиры собрались. Тебя поверил. Кто? Дуньядар. Я его не материла, на его личности не проходила. А он там весь внутри горит. Он не только Элеонору Что с тобой такое сегодня? Я не понимаю, что с ним такое. Ну, у Дуньядара точно там очко горит, и там на каком-то месте, где его там с перцем обрабатывает. И все это искрами из глаз выходит. Бедный человек. Да мне его от души жаль. Ой, Лолочка, ты видела, как в Иране машинами Кораны топят? Видела? Да, я аж прям удивилась. Вау. Неужели люди начали умнеть, а? Мусульмане Вау. умнеть начинают, смотри, а. Ты какую прелесть поставила. Идите ко мне Ты меня все, удивила. посмотрите видео. В Иране подвозят просто машинами Кораны и скидывают в воду, топят. Ты, кстати, говорили на фарси? Да. Да, это братья тоже вот этого Дуньядара, я думаю. Он обиделся, что я его можем закрыть этот разговор. Неважно, кто бы не был, какой бы ни был звездочка, какой бы ни был бы мусульманин, не мусульманин, еврей, будь он, христианин, если он так разговаривает с женщиной, если он так разговаривает с женщиной, то он просто не мужчина, как бы, и все, давайте за это закроем. Евреи такие тоже у нас бывают, как бы, я их лично знаю, и вы их лично тоже знаете. Давайте на этом закроем. С женщинами так нельзя разговаривать, это однозначно. Просто идиот, скажем так, да, что тот, что этот. Не, я скажу больше. Может, даже он, то, что говорит, у него жена, дети, это может даже все это, может, он обчекрыженный там. Бывает же такое тоже. Сейчас мы не будем обсуждать его там личную жизнь и так далее. Лазик, почему-то этих идиотов превалирует в исламе. Не подскажешь, почему? Почему превалирует? Потому что их больше. Их же 2 миллиарда, а нас поменьше. Поэтому... Но если брать соотношение... То есть это не потому, что им их религия так заставляет уничижительно разговаривать с женщиной. Это совсем не так. Ну опять же, тут вопрос такой, что появилось яйцо или курица, как бы, скажем так. Или идиотом рождаются, или идиотом становятся. Нет, там я думаю, что рождаются. Думаю, что рождаются. Послушай, пожалуйста, насколько там в религии, вот это все это воспитывается в них. Я сама с этой религии вышла. Лазик, о чем ты говоришь, брат? Я же видела такую ихнюю сущность, можно насквозь переглядеть. То, что вы вышли хорошо, я не об этом говорю. Я говорю, человек склонен, допустим, к тупизму. Это может, я не знаю, как это объяснить. Я хрен его знает, генетически, я генетики тоже не разбираюсь. Если человек идиот, то он идиот. Или как иногда говорят, как бы вот с возрастом умнеют, как бы, да. А я считаю, что это не совсем так, это не совсем правильно. Нет, просто дурачок, как бы, у человека совести нет много чего признать. Лазик, у человека нет совести много чего его признать. личность. Мы обсуждаем в общем, как бы, это имею в виду. В общем я вам говорю, то, что он сказал, то, что он показал, в общем я говорю. Это в общем, человек есть, у человека есть, допустим, какой-то там возраст, допустим, да, вот как там мозг, как губка, там воспринимать какую-то информацию, как бы ее перерабатывать и так далее. Если мозг как бы не создан, как бы он не работает так, что он может перерабатывать, то человек идиот. И все, и будь он идиотом свои 18-19, когда он уже, по идее, должен быть уже человек развитый, как бы, да, существо разумное, скажем, да, это Homo sapiens, как это. То если он таким не стал, он не станет такими 50 и 60, как бы, я в это не верю.
Просто когда он лицемерит, показывает из себя там хороший пример, это не ему показывать этот пример. Я просто это хотела сказать, ребят. Да, ребята. Я извиняюсь, можно вопрос задать. Здравствуйте. Здравствуйте. Не хотел никого тут перебивать, выжидал момента. Вот вы... Я уже всех перебил, все нормально. И сейчас тебя тоже перебил, больше не перебиваю. Здравствуй, шалом. Шалом алейхим. Да. Вы только что обвинили человека, ссылаясь, так сказать, привели причину, да, что его поведенческий характер как раз-таки отражает его вот это религиозное восприятие типа ислам. То, что человек себя повел так плохо, причиной является ислам. Я правильно понял? Вот, Да, Дима. менталитет, вот это то, что учение, то, что им говорится, что женщина должна стоять ниже, а мужчина выше. Вот это все понятия. У этих мужчин развивается как-то так. Когда женщина говорит, это уже, знаете, а когда еще умная женщина говорит, и нельзя привести к аргументам, тогда уже переходит на личность. Как-то так я это понимаю. Угу. И вы считаете, виноват ислам, да? Что он как-то пагубно влияет? Они же что, на они же поведенческий книги не характер? читают другие, понимаете? Они исламские книги проповедуют, учатся оттуда. Вот, например, я зашла в один этот мусульманский сайт, я сказала честно, что я атеистка. Так они начали меня называть наджисом. И я у них спрашиваю, а почему так называете? Они говорят, это их не на религии их этому учат, понимаете? Что вот человек наджис или нет, кафир или нет, это эта книга учит человека, понимаете? Я же не виновата, что их не на книга этому учат. Угу. Ну, вы так уверенно ответили, как будто прочитали эту книгу-то. Я прочитала эту книгу, конечно, я читала. Я до сих пор читаю, по сей день я читаю. Это очень долгая религия. Мы сейчас Тема говорим религии, про она Коран, да? нескончаемая. А? Мы сейчас говорим про Коран, да? Да, и про Коран тоже. А вы так говорите, потому что ее читали или не читали Нохчи? Так я не говорю, что я извиняюсь. Я же не привожу какие-то примеры. Не, ну вы только что Там заявили девушке, можно, вы так нельзя. говорите, как бы, Нет, подождите. я утверждений не Вы делаю, я только что Я спрашиваю. привела пример. Я Герда, утверждений подожди, не делаю, пожалуйста. Герда. Нохчи, я извиняюсь. Я привела пример со слов мусульманина, который мне это сказал, который в эфире встал и сказал, что их книга учит говорить, кто из людей наджис, кто из них кафир. Это мусульмане говорили, понимаете? Угу. Я не оговаривала их. Понятно. Любому Можно мусульманину, вот если спросить? сейчас зайду, который будет знать, что я из религии вышла, будет мне писать, муртатка, туда-сюда. Я пишу им прикалываюсь над ними. А что мне в наказании надо делать? Что, как меня надо наказать? Мне просто смешно становится, да, что вот этот древний век по сей день у них в мозгах в 21 веке. Вы представляете, сейчас 21 век, а люди еще в 7 веке застряли. Это же кошмар. Можно вот Нохчу вот этого спросить? Это что за языческий знак у вас на аватарке? Это не языческий, это орсхоевский знак. Вы националист? Ну, можно и так сказать, да. Что касается моего народа, да. Я ярый националист. Что этот знак означает? Это символика. Чего? Ну, если тебе интересно, погугли. Что здесь Почему это... ты не можешь объяснить, я не пойму. Ну, это долго рассказывать, долго объяснять. А это мы целая никуда не история. торопимся. Мы не Это торопимся. целая история, да. Ну давай послушаем, интересно же. А тебе первый раз задали этот вопрос, да? Ну Это да. наш флаг вроде в тех времен. Это не флаг. Военных. Не-не, это не флаг. Это символика. А символика харам, это точно. В исламе. Ты в исламе, Нохча?
Не, я язычник. Ну, слава богу. Да здравствует чеченский народ без ислама. Альхамдулиля. Аминь. Машаллах, машаллах. Ай, нохче, как же нам всем жить, а? И при этом не повредиться. Вот ужиться все вместе. Как? Нет у тебя случайно рецепта? Вижу, что нет. Нет, такой пилюли у меня нет. Ну вот. К сожалению, больных много, чем здоровых. К сожалению, да. Это ислам на них влияет. Самое Ислам. обидное, да, когда человек становится в религии фанатиком особенно. Сегодня, ребята, можно расскажу коротенькую историю? Вендетта можно? Если позволите. Сегодня захожу, никто не ответил, значит можно. Сегодня захожу к барону Эльдару. И он играет, значит, игру. Ребята, просто вслушайтесь, Лола, ты сейчас вообще обалдеешь. Играет игру, короче, и там выходит парень, у него написано Али Араб. И он его спрашивает, ты араб? Он говорит, я, говорит, узбекский араб, слышишь? Узбекский. Короче, он узбек, написался араб. Да, ну смотрите, вот как люди прогибаются под арабов, да, под бедуинов. И он ему говорит, а ты, говорит, Палестине, говорит, почему не помогаешь? Он говорит, а у меня деньга нету. А он, знаешь, очень плохо говорит по-русски, Лол, слышишь? А деньга нету, у меня деньга. Он говорит, ой, говорит, ну что, говорит, почку продай, говорит, и помоги Палестине. Он говорит, не, у меня один почка только, другой не работает. Слушай, дальше. Он говорит, эй, брат, ты не прав, говорит, вот, говорит, одни, говорит, там, ваши узбеки, говорит, один узбек или таджик, я не помню. Говорит, продал свою почку, говорит, и нам, палестинцам, говорит, послали столько черешни, говорит, мы за его почку, говорит, черешню кушали. Я чуть не упала, а то, говорит, эй, вам зачем черешня, слышишь? Ай-яй-яй, это, ну, блин. А теперь он, знаешь, что говорит? А как ты Палестине помогаешь? Он говорит, я переживаю за Палестину. А как ты ей помогаешь? Я дуа делаю. А он говорит, слушай, а можно я тебе вопрос задам? Он говорит, да. Вот смотри, ты пошел, говорит, работать на хозяина. Ты работаешь, теперь пришел день зарплаты. А он говорит, у меня зарплаты нету, я тебе дуа сделаю. Ты так примешь? Он говорит, да, хорошо. Он половину даже не понимает, ребята, чтобы вы понимали. Ты знаешь, многие не понимают русский язык, вот я не понимаю, каким интеллектом они вообще поднимаются, что-то хотят сказать. Я вот удивляюсь над такими людьми. Ну, не понимаешь, да, скажи, да, не понимаю, давай потом или как-то разобрать, или пусть он это, или вопрос ему поставят, хотя бы изучит, что, ну, не знает человек, да, как бы не судят же, все же люди не могут знать обо всем на свете. Есть, это как бы так работает. Но если то, что человек не знает... Да-да, говори, Герда. Сюзанна, он пишет, что в Узбекистане есть арабские районы в Узбекистане. Это правда, Лола? Да, есть арабы у нас, но это они не узбеки, ничего, они арабы. Просто, да, ну, узбекские арабы, а есть и арабы, и иудеи, у нас же многонациональная страна. Арабы тоже есть. Уже не один век, я тебе так скажу. Они на уровне цыган живут у нас, как бы так. Не знаю, вроде того. Ну, они хорошо, у них гражданство есть Узбекистана или как? Да, у цыган даже есть гражданство Узбекистана, паспорт, я имею в виду. Нет, да, а у этих конечно, вот арабов есть. именно у арабов, да? Есть у них тоже, да, есть. Подожди, а эти арабы, они в основном откуда? Арабы откуда приезжают? Ой, там они рассказывали, я потом, сейчас я забыла, я потом вспомню, я посмотрю еще раз, перепроверю, я потом тебе скажу. Вау, это вообще... Их в свое время как бы Амир Тимур, что ли, вот так как-то привез. Вот так и они остались, мне кажется, вот как они рассказывали свою историю. Вау. Ну, это, ребята, чревато очень нехорошими последствиями. Я надеюсь, что
Главари, ну как, не главари, как правильно по-русски сказать? Президент Узбекистана, он как-то это понимает? Как можно вот непонятно кого запускать в страну? Слушай, никто о религии не может пикнуть там в открытую, потому что их за это, ну, ты поняла, да, сейчас сажают. Скажи, вот а с какой Смотри, целью вот если он арабы... еще тем более салафит, это вообще пипец. У нас это, знаешь, как это быстренько все А ты не регулируется. понимаешь, это, Лол, с какой целью арабу приезжать в вашу страну, да, когда у них там все насижено, они все знают, понимают, язык знают. Я не знаю, Вот смотри, зачем им они приезжать в твою страну? Вот для чего ты думаешь? сейчас в основном приезжают арабы, я не знаю, и арабы, и палестинцы, смотри, и эти есть, афганцы, пакистанцы, Индия. Ну, Они афганцы, приходят ладно, по у нас это разным. как бы рядышком, как бы, да, это понятно, это хорошо. Но арабы ж Есть. палестинцы еще какие-то. Не, ну, Я не во-первых, знаю, палестинцы там по не- какой это приезжают. Ну, у нас там в Какой кошмар. телеграм-каналах начали писать, аккуратно детей одних не оставляйте, то все. Ну, так предупреждения бывают. Разные случаи бывают, говорят. Как так? А скажи мне, пожалуйста, а вот криминал поднялся с того момента, как они? Во-первых, сколько они времени там находятся? Это какой срок примерно? Я не знаю, но я еще в Израиле как бы была на тот момент. Мгм. То есть это не 1 год. Думаю, да, уже года Да. 2-3. Может, они приезжают учиться, ну так скажем. А, понятно. Учиться, кто бизнес свой делает, как-то так это. Всем добрый день, Здравствуйте. Маша. Шалом. Шалом, Лазик. Шалом, алейкум. Леон, шалом. Машо, Лазик. Комитет ты видел? Тут уже Лазик сказали, и я тоже. Как стадная вот это вот, Лазик. Леон. Привет, привет. А мне интересно, это вот эта девушка, которую паспорт просила тогда, вот, да? Это она по голосу? У кого кто Не, просил паспорт, Леон? Это не Кто у она? кого Когда просил у паспорт? этой... Ладно, он сейчас сам придет, узнает. Интересный у Леона был вопрос. Ему интересно, кто Да. просил паспорт. Какой интересный. Короче, ну, я что тебе хочу сказать, Лола, это Я как бы... по-другому скажу. Это та, которая меня фашистом назвала. Фашистом, а нацистом. Это я. Она... А ты меня антисемиткой назвал и спустил. Я тебя не называл антисемитом. А во-вторых, послушай меня. Ты приходишь к человеку, просишь паспорт, да? Какой на каких-то паспорт? основаниях. Слушай, Какой паспорт? Ты о Ладно. чем, какой Леон? паспорт? О Вот чем и ты, что Леон? мы уже поняли. А ты, Герда Коликова, молодец. Еврея называют Куликова? нацистом, фашистом, сидишь. Да. Леон, я Продолжай так, очень все, плохо все. знаю иврит, но я бы хотела тебе что-то сказать. Ну, в силу того, что я его плохо знаю, у меня не получится. Но дело даже не в этом. Ты Дело в спроси- том, что ты еврея спросил назвали у женщин, нацистом. ты спросил у А. женщины тот вопрос, на который она не хотела отвечать, но ты от нее не отставал. Я была в том эфире. Нет, он перешел на мою личность. Все, Леон, ты здесь оскорбил меня на давайте тот не момент. будем твои хорошо мусульманские, твои просто. мусульманские штучки здесь не пройдут. Нет, Всё, нет, тебя смотри, зажали ты в угол, сказал, как а ты тебя просила муж твой паспорт у человека. мусульманин, тебя И тут я кефирку тебя... терпит, А ты что здесь сказал. такого? А что здесь Я такого? не Ты говоришь, поняла, что а ты твое ты какое говоришь, дело? Не, а подожди, какое а дело? мы всегда Моя спрашиваем. семья, мое личное. А какое тебе твое дело имеет спрашивать паспорт у отношение? человека? У кого? Не- Я у тебя какое лично твое паспорт дело спрашивать спрашивала. человека, который вышел из Я ислама? у тебя лично Ты спрашивала. спалилась, короче, все нормально. Я у тебя лично какой-то паспорт А еще я спрашивала. фашист, да? А Брейк, еще я брейк, фашист. брейк, брейк. И нацист. Бля, Всё. я вас, знаешь, на километр чую вас всех, блядь. Леон, Цветные, Не блядь. нервничай, Леон, не Ну, ты так ругайся, не разговариваешь. нервничай. Еще я и фашист, бля, еще и нацист стал, Успокойся, бля. успокойся, оставь. Как Это ты шмара просит, разговариваешь, Леон? это шмара просит, слышишь? Леон, Ты Леон. второй раз человека, уже который меня рассказывает, оскорбляешь, что хотя я такое тебя ни творится. разу не оскорбила. Леон, Она урод. ему кричит, давай Ты тогда паспорт. мою мать тронул, сейчас называешь меня как только не называешь. Ты чё? Леон, тормози. Голова. да, И я Хокман. И доктор Гадарафты Азер Мисурманаи. Ай Варасыра. Джурады Пун Мисурмора Пара Сохта. И Ай Варасыра. Нека Шугуштирага.
Да, не надо было. А где она? Куда она ушла? Не Поднимите. знаю я. Мэра не его иста Аурова Дженгюрум, потому что Джури Муни мэра не его иста. Хофман, агил джур гопцох, это гилеврицу. А кик Джорумуни? А, Леон? А, да. А, Лазик тоже здесь? О, блокните его. Пришел, тебя увидел, зашел. Из-за меня... Лазик, даже если его блокнуть, он может разблокировать. Он тебя равно поднимется. Ты свою картину когда уже порежешь там на части, как поделишься с пацанами? У Лазика есть секретный вход. Он туда идет. Леон, братишка, не ругайся с девушками, тем более так, перестань. Давай не здесь это разбираться, все, это. Ты даже не знаешь, о чем говоришь, лезешь, давай, оставь. Нет, ну не надо, тебе говорят, не надо, тебя попросили. Не надо, все, здесь эта тема умерла. Она умерла там. Мы поняли, кто она и что она. Как она подгорала, когда говорили про ислам, как она орала на человека, не буду называть его имя, пока он придет, а потом просил его паспорт. А тут я зацепился, а зачем тебе его паспорт? Меня назвали фашистом, нацистом, кем только угодно. Вот эту сказку, блин, вот вашу мусульманскую, там оставьте, там, за углом. А если евреи сидят, слушают... Все, закрой эту тему. Если евреи слушают, принимают, что евреи оскорбляют нацистам, фашистам, молодцы, продолжайте в таком же духе. Подожди, она что, все это время такие, по-твоему, делалась? А что ты думаешь, блин? Там она взорвалась. Он придет, он сам расскажет. Что ты думаешь, просто так я цепанулся за нее? Может, она реально сейчас как другого? Так я ее спросил, вот ты же не мусульманка, да? Когда вижу, что она подгорает, у него пятак горит конкретно. Я говорю, а твой муж не мусульманин? И это настоящий нормальный вопрос. Мы на эфирах всегда спрашиваем, да? И тут вообще уже понеслось. Я говорю, а как ты, он мусульманин, а ты не мусульманка? Как вы так вместе живете? И тут вообще я уже стал нацистом и кем угодно. Но до этого она просила паспорт, и он, по-моему, придет, он сам расскажет. И ты его очень хорошо знаешь. Кого? Подняться, если хотите, я не знаю. Брайм, я выйду. Он сказал, все, я там был, я это слышал. Она попросила паспорт, и я спросил, зачем тебе его паспорт, да? Начала, говорит, что он не врет, что он не оттуда, не с родом, он оттуда, он все назвал. Потом я спросил, как бы зацепился за меня насчет паспорта. Олег, по ушам не буду. Можно, да, я скажу, если Сейчас я договорю, я извиняюсь, звездочка. Дайте я договорю со своим братом. Леон, תעצור את זה שנייה, אתה אולי היה לך קטע איתה לפני זה, אבל פה היא יושבת, היא מדברת אחרת והיא חושבת אחרת. Вы не знаете, רגע, Олег, למה לא? מה הבעיות פה? איזה בעיות יש פה? Я не хочу это. Здесь. Вы не знаете, много всего сейчас происходит. И я не хочу вот эти вещи здесь поднимать и эти вещи говорить, кто я, она, мы уже определили. Давай продолжим. Ты можешь... Не будем с тобой здесь все. Все. Ты уже себя позначила. Человек, который подгорает насчет ислама, говорит, а потом просит... Ой, бля. Можно, да, у него модера пока что взять, чтобы он меня не скидывал в Вендетта? Во-первых, он нас скинул, зачем он это делает, непонятно. Нет, зачем он это делает? Голова. Можно я голове что-то скажу на своем? Мабирама у эфир. От шина умара. Мадама туз гуфтира. Аз доктор пересери. Ту мисурмуни и доктор гуфтира на мавадер марам. Шувар мисурмуни ари. Шувар мисурмуни. Да чутам зи статуя шувар. И доктор гуфтири. И кормени, и зиндагуни мерам. Маране его иста. Ты нас выкидывал, Леон. Маране его иста гуфтира ира. И это мое личное. Что? Ичиш забонino гуфтири. Герда, когда была там, да. Дай договорить мне. Кук джури могу втори, ту зачини ту парашмандовка и не уни. Ма бирама унджа, ма дугуш марошина устамингофа. Ну это неправильно, конечно. Конечно, слушай, он меня не знает, оскорбил, и мать мою, и меня оскорбил. Пой, я секунду одну гов. И доктора Истамбул джурирова гюрда. Йоршалаим не ишти гуфтири. Ту шуверова био вегри джурира.
Шувера нивен на воист, шувер гуфтеритура войстенинга тусох. Мара не Подожди, да и говори на Поэтому- русском языке, не надо вот это здесь. Кто оскорбил тебя, твою мать, и это? А ну-ка, что ты здесь говоришь? Я Ты сейчас меня попрошу оскорбил, запись. этому Давай мы сейчас свидетелю поднимем запись. Башир. Давай, подожди. Шеф поднялась, она тебе стала высказывать. Ты меня ее называешь- спустил, меня спустил, Я не назвал собираюсь- антисемитками. Тихо. Давай, Тихо, Леон, успокойся. вместе не говорить. Подожди. Здесь не надо базар. Закрывай мне мой Тебе микрофон. человек Мне рассказывал всегда про говорят, ислам. модуль есть, и тогда у меня тоже был Тебе модуль. раз- Я человек не пользовалась своими привилегиями, в отличие от тебя. Слушай, Будь тебе мужчиной, человек пожалуйста. рассказывал про ислам. Тебе человек рассказывал про ислам. где Смотри, он человек живет. говорил Правильно? не про ислам, я тебе еще раз говорю. Человек говорил про мою страну. Отдельные люди, Все- которые там находятся и вытворяют что-то, ты знаешь, это не говорит о моей нации, о моей стране. Чтоб ты понимал, Леон. А у тебя есть нация? Да, Твоя страна? представляешь? Да, моя А что страна. тебе так подгорело? А что тебе так подгорело, что он когда рассказывал про мусульман? Он говорил, смотри, он говорит, что он с Узбекистана. Я говорю, хорошо, окей. Если ты с Узбекистана, покажи свой паспорт. Это ты подгорел на тот момент? Не. Я ты эти показала сказки- свой паспорт. Подожди, стой. Я Давай по показала очереди. свой паспорт. Ты эти сказки там оставь, вот им. Я там был, Зачем я ты был мой там. микрофон закрываешь? Лён? Потому что ты тараторишь. Оставь Давай свое вместе по модераторство, очереди. то, что у тебя сейчас есть Давай по привилегия. очереди будем. Ну я же Подожди, не по очереди. досказала, ты столько говорил, Не, я потому тебя что ты уже слушала. врешь. Потому что Я ты не уже вру. врешь. Ты смотри, это я не вру? аферистка, в отличие от тебя, у Мне меня попросить есть совесть, я запись, могу не мне попросить клясться. тебя опозорить окончательно, А ты пройтись по поклянись тебе своей полностью, книгой святой, пройтись что по тебе если я полностью, вру, кто ты и что ты. Ты скажи, что вот то, что мы тебе сказали, вот то, что вышли и сказали, поклянись Послушай своей меня, книгой я сейчас святой, сделаю, что поставлю в твоим Абдулашку. Богом, что Наш ты этого не разговор- говорил. Подожди, послушай, я поставил наш разговор в Абдулашку. Человек не должен быть таким двуличным. И все Лён. вот слушают, какая ты балаболка, понимаешь, что ты идешь такие. Потому что он рассказывал про ислам именно в твоей стране. Что там происходит. Он И не ты говорил подгорала про очень ислам, сильно. он говорил про женщин. говорил Мне про это ислам. вообще не интересно. Он Ну, не г- слушай, про ислам я каждый день говорю. Что ты мне Что хочешь мусульмане сказать? вытворяют? Что Алён, мусульмане я тебе вытворяют? говорю. Я тебе говорю, В я сама мечетях, говорю с про детьми, них. с женщинами. Я сама в Оставь, эфирах ну. говорю про них, Лён. Да, Что да, ты да, мне да, хочешь да. сказать? Этому свидетель, Прометей, Виндетта свидетель. Каждый день я выхожу, говорю об этом. Что ты мне хочешь, погорела, кому ты сейчас потому здесь что что-то тебе, хочешь там, доказать? ислам. Об этом свидетели Герда и Потом ты многие сказал другие четко, покажи люди. свой паспорт. Паспорт я Поэтому попросила. А зачем по паспорт какой причине? показывать? Ты Я не одно понял. Я с спросил другим тебе то же самое. путаешь, потому Зачем что. паспорт показывать? Да Что ты мне сказал? успокойтесь вы, Леон, Леон, Узбекистан, Что я Казахстан нацист? не является таким Лён, человеком. Оставь, ладно, И все. он оскорблял мою страну, а не то, чтобы просто Что мусульман вроде, отдельно. Леон? Атамацкик это проституток кола каких-то. Леон. Тистомшния. Таргет от смеха, маешь лиха Леон. Атамацкик это кола Олег, ты там был, подожди, Олег, что ты лезешь? Ты Я был? там не был. Но Всё, немножко ты разговор лезешь, свой, ты пыл мне- умерь. Что? Пыл умерь свой. ушам Леон. лазит, Олег. Короче, Подожди, потом тебя поговорим. Поднимите, пожалуйста. С тобой потом Тебя поговорим. устраивает, что тебя назвали фашистом? Я спрашиваю тебя. Я тебе Тебя не устраивает, говорю, что тебя что меня назвали? Я его Я тебя нацистом назвала, спрашиваю. потому что он мою И нацистом, Я тебе фашистом. немного разговор свой, пыл свой умереть. нацистом. Ты с девушкой Ой, разговариваешь. Олег, все. Какая девушка? Кто? Это? Вала котами А чего она просит? Вала котами Всё, ладно, всё. לא שומע אותי, אני אומר לך, תרגיע עכשיו, הרגע הזה. Может быть, тебе надо успокоиться? Я спокойно, в отличие от тебя, ты вышел на эмоции, ты знаешь, хотя ты мужчина. Не, просто должен здесь сидит, держать себя в рассказывает мне, руках. какая ты не мусульманка. А когда тебе А в этом рассказывают, весь знаешь, ТикТок подведем знает, что по-другому. я Мы не поднимем это мусульманка. видео. И что? Да, И да, что? да, мы поднимем Зачем это ты видео. переходил в эфире на Мне мою до сих пор личность? интересно, Как мой почему муж ты мусульманин? просила у человека Лён, паспорт. Лён, послушай, Мне так пожалуйста. интересно. Лён, А для чего ты просила послушай, паспорт? Послушай, Ответь пожалуйста, мне, для чего потому ты что он просила сказал, паспорт? что он с Узбекистана, и этот человек врал, что он с Узбекистана. Поэтому я Как это, попросила Узбекистану? паспорт. Он тебе на узбекском говорил, он тебе показывал, он Он не рассказывал, где говорил какая на улица. узбекском. О чем ты говоришь? О каком узбекском ты говоришь? У вас, мусульмане, там в Узбекистане классные ребята, У да? нас в Узбекистане, я тебе одно скажу, любая национальность может говорить и на узбекском, Не-не-не, и на фарси, Женщина, вы и можете, на женщина, вы русском. можете остановиться секундочку, женщина, Да, пожалуйста, конечно. остановитесь. Леон,
אתה יודע, אני אוהב אותך פה יותר מכולם אח שלי. Не-не-не, אתה Рома, נראה- Рома, вот эти вещи сюда. אחי, אתה не נראה за- не- מלמטה טמבל, אחי. נכנסת לא לשידור, אתה אומר משנה, לבחורה, Рома, вот эти вещи ваши, Рома. Вот там на אתה эфире, אומר пожалуйста. לבחורה, אתה מקלל אותה בתור לא שלום. משנה, בחורה назвали меня нацистом, алло, Рома. אבל תעצור, אתה כמו איזה כוסית רב עם בחורה, עצור. סתם. אמרת פעם, פעמיים שלוש, זהו, תפסיק. Ты мог ответить мне. Женщина, вы И ты можете... начал оскорблять меня. Женщина, вы можете оставить этот разговор? Звездочка. Мы с нашим братом поговорили, он был нервный с другой эфира, все, простите. Я прошу прощения вместо него. Он, Спасибо, во-первых, что сказал там извинили. одно-два слова, он не имел в виду. Он обычно с девочками так не ругается, я прошу прощения. Хорошо, спасибо, я принимаю Всё. извинения. Рома, Всё, оставьте это, Рома, к вам кто- никаких Рома, претензий. Рома, сколько раз таких мы видели в эфире? Приходили и рассказывали, что они не там и не здесь, а потом увидели... מיליון раз, רק לבחורה, она אל תגיד, показала שמע свое לאח שלי. лицо, Рома, она אבל два אני раза מסתכל показала עליך свое лицо. מלמטה, אתה התחרפנת בטיקטוק. לא צריך להסתכל, אני שם פס, я был там. меня אני אומר назвали לך, нацистом. הטיקטוק חירפנו לך את המוח, אחי, תירגע, אתה בן אדם טוב, מתורבת. ладно, בסדר, ладно, טוב, בסדר. אתה בחור עם חינוך, Что вы עזוב את лезете, не הדיבור помню, הזה. вот вы что, вы там были? מה זה вы что что, лезем? Я с что? тобой в личной жизни Не по надо телефону лезть. общаюсь как с братом, ты говоришь, что лезешь? Вы Ты знаете, дурак, что ли? вы знаете Мамацав? Вы знаете Мамацав? Какой Мацав это будет у человека? זהו, תרגיע, אחי, אתה לא מדבר עם גבר. משנה משהו, מאיזה תירגע, מצב בסדר. היה, אבל תרגיע. Он надо תרגיע, уметь זהו. успокаиваться, ты не прав, я не прав. Все, остановись, брат. שאנחנו Это נראים люди עכשיו. пишут, вот посмотри, почитай, твои же еврейки пишут, которые меня знают еще не год и не два. Все нормально, я прошу прощения еще раз. Мы Все не так нормально. просто Роман, бывает от нервов спасибо, иногда. Даша. Это... Сколько у Я тебя мы с специально. вами раньше общались, по-моему, Роман Исхаков, мы знаем друг друга изначально. А, да? Окей. Да, да, Очень приятно. мне взаимно. Можно Герду и Тому поднять? Они хотят подняться, Вендетта. Я не модератор. Леон, тарим таранышим, ахи. Я тоже полчаса хотел подняться, никто не поднимает. Рома, ты это, как там, наука жизни или как это, вот это ник? Тоже Рома, что ли, если я не Азбука. ошибаюсь? Нет, это Альберт, Альберт. Не, я не про Альберта говорю сейчас. Я про другого. Я потом вам напишу в личко. Я подписана на вас, нет, не знаю. Короче, мы оккупировали Рома, Вендетту, здрасте, Рома Рома. Шалом. Написали, кстати, интернет нехороший. Кафирский эфир сделали, Вендетта. Сидел тихо, проповедовал ислам. Нет, Нина, я ничего не делаю. Хармов подключился, и тут забегают вот эти вот кафиры. Ребята, жизнь и так тяжелая. Иногда нужно уметь останавливать. Между прочим, сегодня зашло время Бен Амецарим, который окончание ее будет Тиша Б'Ав, тот день разрушения храма в Иерусалиме. Наши мудрецы говорят, в сегодняшний день люди вообще даже из дома в обед, особенно в обед, не выходят с 2 часов дня до 6-7 вечера, пока не темнеет. Это у нас называется очень отрицательное время, в которое люди становятся более нервные, хотят спорить, ругаться. В эти времена мы сделки никакие не заключаем, мероприятия, свадьбы, ничего такого не делаем. Это очень такое время, которое мы, как еврейский народ, ведем себя очень осторожно. Плюс, как взять к тому, что 2 раза, когда был уничтожен храм, был уничтожен в одно и то же число. Тиша Б'Ав, это в одно и то же число храм был уничтожен спустя там очень большой срок времени, да? Как это тоже объяснить, что из всего года именно в этот день у нас был уничтожен храм? Поэтому именно в Бен Амецарим, в это время, когда я вижу, что люди ругаются, спорят, я пытаюсь остановить, потому что люди начинают спорить, те люди, которые никогда при обычной реальности просто не могли поспорить, поругаться. Поэтому нужно Герда, быть я осторожным. твою маму ебал. Когда кутабы с Джинджелимом сделаешь? Так, Кушинчик, Кутабы с Джинджелимом, кутабы. Кутабы с Джинджелимом. Слушай, Кутабы иди с полей Джинджелимом, маме когда вы могилу свою, сделаешь? Кушинчик. Я твоей мамы могилу Мамину раскапывал и могилу ебал иди своей ее. полей, ей Раскопал сегодня 40 могилу дней. твоей матери и Сначала выебал у нее ее. ножки отнялись, а Кутабы потом с она зеленью, там когда молодец. вы Можно, да, спустить этого человека? Дебилоид бегает за мной везде, дурак.
случайно с другого скинул. Можно Имя ручку Романа поднять? скинул Она случайно. хотела Я думал, подняться. это Подними, я он. хочу у Ромы что-то спросить, пожалуйста. У меня вопрос к Роме. Можно поднять его, пожалуйста? Нечаянно, Ром, тебя нечаянно выкинули, он хотел дебила этого выкинуть. Рома, у меня такой вопрос. Да-да. Вот ты сейчас сказал, что я знаю, что на Тиша Б'Ав были оба храма в один и тот же день разрушены. У меня теперь такой вопрос к тебе. Я познакомила одну пару, они поженились, да? Сделала шидух, они поженились. Ровно через год в день свадьбы у них большой скандал, дети развелись. Теперь скажи мне, почему это вот, как на это вот смотреть именно вот с религиозной точки зрения? Именно в тот день, вот как ты сейчас сказал, в один и тот же день было это сделано. День свадьбы, и вот они разошлись в этот же У день. нас на Через духовном год. уровне, Да. почему у евреев это не называется религия? Во-первых, мы никого не призываем жить нашим образом жизни. Во-вторых, у нас от первого человека до сегодняшнего дня, до 2000 лет назад, который был последний пророк, у нас есть определенные традиции, которые люди на духовном уровне для нас оставили. Именно вот эти времена, это времена, которые шайтан, как говорится, больше владеет ими. И когда мы берем задними временами, 2 храма были уничтожены у нас в один и тот же день. И поэтому у нас в эти времена капельку нужно быть осторожным, закрывание сделок, там, не ругаться. В это время люди могут поругаться, которые обычно никогда не ругаются. Понимаешь? Поэтому уметь друг друга вовремя призывать, потому что по нашему Писанию Всевышний больше всего не любит, когда люди ругаются. И здесь нету никакой разницы, какая у тебя религия или национальность. Мы все под созданием Всевышнего. У нас у всех один Господь, один Отец, один Творец. И поэтому мы не имеем права кого-то притеснять, ненавидеть или там что-то такое. Люби ближнего как самого себя, это вся Тора. Скажи мне, а раз я познакомила этих детей, и вот у них такое произошло, я как-то себя имею право винить в этом, там, что, может, я там не Если хочу, между знала. ними была реальная свадьба, Да, они поженились, хупа. там не было никакого блуда, Хупа и потом была, да. между ними случилась какая-то неприязнь, а ты при чем? Ты здесь ни при чем. Это уже зависит от той пары. Ты сделала правильный поступок, ты познакомила, дай Бог тебе Сделала здоровья. мицву Да, сделала, мицва, конечно, это. познакомилась. Потом то, что случилось между ними, к тебе уже никакого отношения это не имеет. Алло, сак сохет носера, сак сохет гофойшмара. Здесь не та тема эфира, ребята. Надо уважать Окей, хорошо, хозяева. все, молчу. Здесь тема каферов, правильно я сюда зашел? Нет проблем, нет проблем. Я зашел как кафер. Кафир это кто, мусульмане? Не, я кафер. Зачем мусульмане? Рома, я кафер для Ни мусульман. один мусульманин не хочет подниматься, говорить. Так, о чем говорить? Да мы их всех выкинули, нахуй. Мы их оккупировали мусульмане. Мы, я буду. сейчас. Мало что, как бы, да, Вендетта уже не хочет у меня деньги брать, как бы, да. Сейчас еще скажут, что все, пипец, как бы, да. Всех выкупили. Вендетта, я недавно вот Вендетте предлагал, я говорю, давай, говорю, этот. Говори хорошо за евреев, говорю, давайте бабки дам. Он, нет, ты что-то мало платишь, такое, как бы. Все, нет. Я теперь захожу как просто кафер, как бы, да, и все. Иногда джихадист тоже бывает. Харма, твою тему эту с этим придурком, как его, Абу Закари до сих пор мутузит, да, прям как легенда. Короче, они сейчас, походу, до сих пор бегают, короче, и отмазываются, да. О, как он Харма-то там нагнул, загнул, блядь. Весь стрим он скулил там. С Абу Закари записано Он видео. жестко обосрался. Он больше никогда не придет ко мне. Потому что я ему буду это напоминать каждый раз. Привел иснад другого хадиса, блин. Идиотина.
Не знаю, кто точно. но Олег, не тебя тут хотят на место поставить, вон просятся наверх. Давай, я ему дам больше, чем 6 секунд. Могу На спуститься, место если поставить. надо. Я бы Нет, сейчас сказал, что ты останься вместо вон. свою ставишь. Просто не хочу Если вдруг грубить. если вдруг место надо Я будет, могу могу спуститься, я могу спуститься. спуститься, ребят, я спускаюсь. Не сидите, Рома, я спущусь. Рома сидит и тоже. Ну, кто не говорит, ребята, можете парня поднять нужно? Я не говорю. Иногда. Эрдавадара. А, ну все, вот же Рома ушел, давай. Хорошо. Поднимите. Ну идем, герой Машлаховской войны. Идем, поставим его. Я тебе так поставлю, блин. Кини. Нет, не тот. Приветствую всех. Может, он Нашел. приватный, его, может быть, может только ведущий поднять. Ведеда сейчас не здесь, походу. Он даже не слышит. Если ты приват, открой приват свою, это, чтобы тебя модеры могли поднять, потому что ведущий не с нами сейчас. Евреи, добро пожаловать в мой мир. Какой у тебя мир, я тебя Ну, умоляю? мы попали в твой мир, поэтому ты сегодня плачешь. Ужас. Леон, видишь, Не просто плачешь, а скулите, скулите. О, европейцы, христиане, спасите нас. Нас, евреи, нас иудеи убивают. Все, нам капец. Христиане. А кому побежали? Побежали в Европу. Убивают. Ау, спасите, помогите. Такое. Что-то какие-то вы там слабенькие джихадисты, я скажу. Самое интересное, что в кафирские страны, в тавхидовские страны. Не, ну так все, ООН, они приходят туда, там подают там, этот Гаагский суд, как бы и все такое, да, и они не подают шариатский суд, они подают Гааговский суд, они едут в Европу и подают на нас как бы там заявление, да, скажем так, и ходят там, ой, нас убивают, и христиане, спасите, посмотрите, что эти евреи там 6-миллионные как бы, да. Израиль, ну, насколько получается здесь евреев? 6-7 миллионов. А остальные там арабы, там их тем братья мусульмане, которые, в принципе, и служат в армии и так далее. Ой, помогите, спасите. Пожалуйста. Не можем. Умираем. За какую ты справедливость? Убери с привата и поднимись, объясни. Какая у тебя справедливость? Справедливый ты наш. А вот это вот, Пхарма, что скажешь, Пхарма? А вот это вот подача, там, вот это вот жалобы и все такое, там, в Европейский суд. Это тоже джихад? Не знаю, он про Бхармату спасибо говорит, потому что он его победил. Прометей, он нашел тут ошибки, нашел. Всем привет. Алло. Слышно? Ты не по телефону звонишь, ты... По кому звоню? Может, ты не разбираешь, как бы... Еврейскому аппарату. Успокойся. Ты меня слышишь, да? Нормально? Все нормально? Слышу, давай, говори. Иштор? Алло. Ты понимаешь меня? Я по-русски говорю. Слышишь меня? Объясни меня. Он недоразвитый, да? Ты казах, да? Ты недоразвитый еврей, блядь. Ты вроде умный еврей, должен быть еврей. Все придумал. Деньги и терракот. Слышь, клоун, ты чё, блядь? Он в себя поверил. Ну давай, 6 секунд идут. Микрофон его научите, да, открывать. Он же мусульманин. Да, бедный. Я не могу. Он эти 6 секунд промолчал, кстати. О чем он? Он не говорящий способный. О чем он может говорить вообще? Как он собрался обнулять, он даже микрофон не может открыть.
Дурачок там этот, придурок. Без Придурок, интеллекта же, ау, видно же. алло, придурок, алло. Придурок, алло, До него не дозвонимся сейчас. алло, придурок. Дебил, отвечай. Вот так вот даем. Ну, смотри, как в дверь стучался, а? Мелкая воришка такая конченая, скотина. Таким болванам дают Хотел что-то спиздить, сука. Хотел спиздить, типа, да. Что, у тебя там ничего не пропало, Олег? Бабки все при кармане, как бы, все нормально? Вам пишут, смотрите, включи баран, вам пишут. Это, как вас зовут? 3 семерки. 3 семерки. 777. Алло, алло, вы здесь? Это он так умеет людей на место ставить. Да. Они все вот так Как это грозятся, собирался? Да, не говори. грозятся, а потом раз. И замолкают, да? При виде Бхармата они замолкают, мне кажется. Они своего пророка видят в нем. И все-таки вендетты, Герда, что ты думаешь? Я не знаю, но он сказал, что... Я не думаю, но он сказал, что он хочет Прометею сказать спасибо, что он его, типа, уму-разуму научил, не Ну, знаю. значит, смотри, Бхармат — это его пророк. Вот, скажем так. Поэтому спасибо. Понятно. Зря только Рому отпустили. Все дружно микрофоны закрыли. Никто ничего не хочет сказать. Не, ребенок развел, чтобы на улицу идти погулять. Сейчас я договорюсь с ним. Герда, попроси ты, может, он тебе с тобой будет разговаривать, слушай. Не, вот он всё. ушел, видишь, он слился. Все, Аллах не захотел, чтобы он дальше сидел с нами. Он ушел, Алхамдулилля. но обещал вернуться. Да. Там кто-то просит тоже, чем мне 2 с сыном? Меня поднимите, есть вопросы по исламу, говорит. Ну, поднимите его. Ребята, кто здесь эти модеры? Поднимите человека. Ну, правильно сделал, что его выкинул. Может, это говорящий способный сублиминал. Попробуйте поднять их. Сублимат, подними парня вон на это. Мне 2 с сыром. Подними, пожалуйста, у него вопрос есть. Сублимирал. А нет запроса, ну так это, ну запросите его сами. Приватный, наверное, приватный. Не, если приватный, он это самое. Это никто же не поднимет. Ну что он приватный, все. Да. Иди, ты, наверное, приватный или... Вот, он пишет ты лифт, или- он пишет лифт. Да, ну он, если приватный, пусть откроет свой Да, приват, тебя чтобы его модеры не модеры видят. видят. Да, Ну, модеры без не сыра, видят. тебя модеры не видят. Окей, он сейчас уберет, ребят. Убери и запросись. Не, мы уже вас не можем поднять, вы не говорящие способны, вы просто там Ну, можете значит, даже не писать. слышите, ты не говорил, ты сидел с закрытым микрофоном. Ты даже микрофон себя открыть не смог. Ужас какой. Здравствуйте. Микрофон открывать харам. Нельзя микрофон открывать. Во-первых, это надо Слышно нажать меня? там, Слышно где меня? не халяльно. Тебя? Меня слышно? Раз. Кого тебя? Все, меня слышно.
У меня такой вопрос. Герда, а вы мне когда кутабы с Джимджилимом сделаете? Кувшинчик, пойди полей Я мамину твою могилку. маму ебал, Пойди полей сука. мамусину Я твою могилку. Могилку мамусину пойди полей, у нее сегодня 40 дней. Что ты здесь носишься со своим кувшином? Своим кувшином нужно ли сраку грязную ждать очередную в туалете, где ты стоишь, где тебя поставили? Или мамой цветочки поливать на могиле? Мы же договорились. Можно сделать и то, и другое, скажи. Ну, А, и то, и сначала другое можно, тоже, да. конечно. Да. Сделать сначала омовение, а потом Ну, пойти на мамину немножко будет могилу. накладно, слушай, столько, понимаешь, дел переделать. Ничего, Одним пусть кувшином. постарается, гусуль сделает, а потом пойдет к Вот, мамину вот могилу. бегает за мной человек, бегает везде, меня вылавливает, чтобы сказать эту грязь. Ну зачем? Дебилоид, у тебя твоей маме ноги сначала отнялись, потом мы ее похоронили. Цветочки выросли. Иди поливай. Следи за могилкой. В чем проблема у тебя? Ужас какой. Спасибо, Светлана. Слышь, Кригер, ты такой мужчина. Ну, поднялся, пасть заткнул хером ослиным, а теперь снизу пишешь, как прошмандовка. Поднимись, ты же хотел стойло кого-то здесь поставить. Бык траншейный, блядь. Кригер, да тебя бить не надо, тебе по губам один раз дать, и все, и хватит, чтоб ты знал. Спасибо. Да фофан ему один хватит. А чё ты их так обидела, Герда? Чё они такие обиженные забегают сюда? А это на другом эфире, видимо, у них терки были. Вот они и бегают за ней. Прометей, там есть две вещи. Чатики найду. Первое. У меня такой вопрос. А настоящий мусульманин, он матерится? Ему можно материться вообще? Они матерятся, если их разозлить. Не, ну по исламу как бы, если он походит, получается, я могу такфирить его, не, после этого? Ну, смотрите, если они могут спокойно обнулять, что там для них мат? Я не понимаю. Короче, ты, получается, ты кригер, хрен тебя там знает, как тебя тут зовут. Мама с папой там языки, походу, твои ломали, когда называли тебя твоим именем. Ты, походу, не мусульманин ни хрена. И ты, твой подельник, там, брат-близнец. Точнее, инкубаторский. Что, у вас война еще идет, да, я вижу? Хоффман, ты, походу, с кем-то поделился все-таки своей картинкой, нахрен. Вот сидят здесь треповые какие-то придурки. ЛСД нажались, заходят сюда, забегают. Не говори, ногу не гена. Я когда у тебя просил, братан, ты ни хрена этим придуркам раздал.
Что Леона? А кто Хоффмана выкинул? Слышишь меня? Наверное, Аллах не захотел. Алло! Ты меня говно слышишь, забежало. ты, блядь, животное? Ты ебучее? воняешь, блядь. Слышь, ты воняешь. Вот животное поднялось, да. Слушаем. Кто его скинул? Разбегаемся. Ты меня слышишь или чё, сын шлюхи? Ты кусок дерьма ебаного. Ты, Я блядь, ты звонишь, блядь, оттуда, откуда у тебя нет связи, придурок. Ты нормально разговариваешь? Освобожусь, я здесь сам напихаю, подожди, сейчас. Кто ты, воин? Что-то муджайды сегодня какие-то вообще опущенные пескарики. Что там у вас, муджайдов, нормально не осталось? Все опущенные какие-то чмошники. Штрафники и штрафбатников сюда загоняют. Патрушев, Бортников, Бен Салман. Алло, что-то посерьезнее, рыбу посерьезнее пришлите сюда от пескариков. Курсанты, ба. Дугин, ты меня слышишь? Алло, Дугин, на связь выйди, мы сейчас по полочкам твою дерьмовую идеологию фашистскую там разбираем. Этот Шевченко, Дугин, Гельдар Джамаль, правда, на концерте Кобзона уже с райскими путанами совокупляется. Что-то у вас осталось, идеологи, в Лубянке, религиозный отдел идеологический, посерьезнее. Майора сюда, полковника. Каких-то петушков присылают разных, Дуниадара, какого-то вообще непонятного мусульманина, резинового. Завуалировано под хорошего человека, самое главное, вендетта. Да, американская наложница, русский мусульманин. Бля. Назик, здорово, бро. Не кажется, что какая-то курица дохуя пиздит, много на себя берет. Я раком поставлю тебя дома и твою жену, детей перед глазами, твои выебу, еврей. Вот я маджахет, говори, сука, что хочешь. Я тебя раком поставлю, выебу весь твой роднюк, бля, в Израиле. Алексей, храбрости выпили, что, Да. блядь, страх потеряли, Ну блядь. там выебывайся, А там ты не что там так, блядь, пахала, ты ебучий, есть, бля, клоун, бля. что, блядь, ты что, блядь, алло? Завали ебал, я не с тобой говорю, петух. Ты Бля. малохольный рот закрой свой, блядь. Я тебе маму раком. Я тебя сейчас завалю, блядь, Я тебя сейчас так завалю, блядь, что ты охренеешь, блядь. Как ты его выкинул? Их Аллах не хочет, наверное, не могут долго сидеть. Воины армии Анубиса.
Мумия кино видели? Знаменитый актер, Да, да. еще и хирургом был. Там один момент есть, этот правитель их убегает от джунглей, от вурдалаков. И там этот правитель этим слугам говорит: стойте, вы, говорит, должны умереть, и вам воздастся на небесах. Те на него посмотрели, и как дёру дали. Помню этот момент. Ханнибал, шалом еще раз. Ты понимаешь, почему мы их не понимаем? Они потому что они что делают? Ну как, что с ними произошло? Не что делают, а что с ними произошло, что с ними сделали, скажем так, да? Вот и прогресс потихонечку как бы ты шел, ну, мы идем вперед, идем, человечество, да? Идем. И тут они вот берут, как бы, да, вот со всей этой херней, которую им принесли, как бы, в их голову. И они вот все время, вот сколько мы стремились идти вперед, как бы, и они падают ровно буквально там за 30 лет, скажем так. Да? Это я говорю о русскоговорящих, да, это я не говорю о арабах, там, то, что происходит там у нас на Ближнем Востоке и так далее. И мы же общаемся, получается, с русскоговорящими. И они падают ровно в течение 20-30 лет. Они падают нахрен вниз. И мы их не понимаем. Их, Леон, понять тяжело с них. Ну, все, нет, я теперь я их не оправдываю, как бы, ну, и они вот на нас смотрят, как бы, да, вот, и говорят, ну, и, в принципе, как бы, да, тем же прогрессом пользуются, но в голове у них получается вот тот, там, я не знаю, там, когда этот пророк Мухаммад родился, когда он стал пророком, не когда родился, когда стал пророком. У них тот век, они проживают в голове в том веке. Но при этом они с тобой разговаривают через телефон, через прогресс и так далее. Как. И он тут такой сидит, тебе рассказывает, как бы, да, послушай, ты кафир, ты хуяфер, я извиняюсь, и так далее, как бы, да. Ректор Академии Джихада, мы должны платить жизнью. Приди, возьми у меня жизнью. Ты ее так возьмешь, ты ее только ощутишь в глотке своей, без кадыка. Вот такую жизнью я тебе готов заплатить. Базару нет. В любой момент, любой заман. Кто ко мне подойдет или к моему брату, собрату моему, что-то попросить. Там не получали от меня дань, и от моих родителей, и от моих отцов и дедов. И здесь вы хрен что увидите. Ни дань, ни жизнью и ни тому подобное. Ой, они, дебилы, Олег, проживают в европейских странах. Ну, я знаю, что не только в европейских, в кафирских странах они проживают и жрут там как бы за деньги налогоплательщиков. Понимаешь, в чем дело? И он тут сидит, хвастается, что он просто как бы, да, вот там, такой, на Кавказе, на Кавказе, в Казахстане, где бы ни было, там мы вам не платили, ломились вы, ломились от евреев духовитых. Что думаете, духа не хватит на таких паскудников, как вы? Был дух и будет дух у нас, и есть дух. Это адресовано не кавказским, а адресовано именно к вам, этим манкуртам, конченным исламистам, твари конченые. Мне похрену, кто бы ни подошел и не подходил там. Нет, разговор не об этом, как бы. Мы с соседями, именно с кавказскими, хорошо, нормально жили, да. Я помню, у нас соседи были, ну, и Нальчики были, бабуля мне рассказывала, там, и отец мне рассказывал, он родом с Бунарска. Что за дела? Хозяева жизни, хозяева положения, хозяева людских судеб они стали.
Вы кто такие? Кто вам такие полномочия давал, чтобы вы хозяевы чьей-то жизни могли быть? Вы перед Всевышним можете только ответить за взятую жизнь у человека. Кто вы такие, чтобы вы решали судьбы людей? Негодяи, безбожники. Как звали этого, который выиграл Евровидение? Бородатый в платье. Кончита. Вот, Кончита, вот все. Ну, в принципе, бородатый в платье. Бородатый, ну, такое, как бы, да, арабском платье. Вот кто. Кончита, короче. Спасибо за эфир, я внизу буду. Я послушаю вас снизу. Всего доброго. И вам всего. Мира и добра вам. И приветствия, и прощания. Мир Божий вам всем. Вам тоже шалом. Да, я с Украины, я не поддерживаю агрессию, и ислам тоже не поддерживаю. Ну вот, коли уверовал я в Иисуса, вот, есть такое ощущение, что всем, кому нравится ислам, либо просто тянет их к этому, это как бы вот... Как давай, можно я извиняюсь, что я тебя перебью, как бы ты просто, извини, брат, обрезал я перебиватель, как бы, да, здесь я перебиваю постоянно всех. У меня тебе такой вопрос: Иисуса кто убил? Не торопись, давай я скажу. То да. и это нет, как скажи, бы идолопоклонство, их скажи, тянет к я понимал, дух. с кем я разговариваю. Иисуса кто убил? Иисуса убил кто? Кто? Не знаю, люди нечистые. Кто? Ну, иудеи сказали, что кровь его на нас и на сыновьях наших. Все, с тобой физическую все, казнь... давай. физическую казнь римляне, кажется. Хорошо, давай, балаболь дальше. Давай. Почему? Ну, говори, ну... Хорошо, ты говоришь балаболь, я думаю, может, для меня ты балаболишь сказал, теперь. Для меня ты балаболишь. Я просто хотел понять, с кем я разговариваю. Давай, продолжи. И для таких, как и ты, тоже есть место. Ну, так смотри, что, я как читаю, так и понимаю. Ну, некий то, нечистый дух... То, что ты не понимаешь ни хрена, я уже понял, что ты ничего не понимаешь. Видишь, ну, ты, хорошо, давай, в тебе что-то возмутилось недоброе. Нет, я не возмутился, я решил понять, с кем я разговариваю. Как бы, я понял. Пускай, Лазик, я сейчас делаю буду, да, пускай до конца. Все, говорю, пускай говорит. Давай. Да, некий нечистый дух возмущал их против народа иудейского, против праведности, против их традиций. И они, думая, что они защищают дела Божьи, намеревались убить человека безвинного, без вины. Приговорили его на смерть. Вот ну, так я понимаю. Подожди, что ты понимаешь? Где написано? Давай вместе почитаем. Ну, можем открыть там Матвея, например. Что, написано, что евреи замочили Иисуса? Написано, что они сказали, что Пилат сказал, что он умывает руки и как бы не видит вины на этом человеке. И назвал его праведником. Что ли, я не понял? Ты с мусульманами, что это? Нет, я говорю, как учит Евангелие, Новый Завет. Я тебя спрашиваю, написано, что евреи замочили Иисуса? Ты не понял. Я понял прекрасно, это ты не понял. Я тебя спрашиваю, написано, что евреи замочили Иисуса? Леон, а вас как зовут? Леон. Леон, а меня Василий. Смотри, Леон, я не еврей, но ты как еврей должен иметь некое знание, что не дают ответ, не выслушав. Не обижай меня, не убивай своим. Я не убиваю тебя, не обижаю. Не обижайся, успокойся. Просто Иисус говорит, кто гневается на брата безвинно, тот уже как будто убийца. Где гневается на брата? Кто ты? Какой брат? Что ты несешь? Видишь, а я тебя не считаю братом, но не считаю тебя человеком. Скажи мне, человеком не глупым, либо неразумным. Скажи мне, а что написано, что... Мне просто интересно, я не знаю там, что... У христиан написано, что евреи замочили Иисуса? Скажи, а ты читал, что иудеи должны были получить царя? Я спрашиваю, я не читал, я спрашиваю тебя серьезно, без сарказма. Написано, что евреи замочили Иисуса. Ты читал, они ожидали Мессию. Боже, ты ожидаешь Мессию или веришь, что уже нет? Да или нет, все. Вот я тебя тоже спрашиваю, да или нет? Что да или нет? Ты хочешь меня поймать в какие-то рамки, цепи? Да не хочу, я тебя спрашиваю, я не читал христианство, ничего, я спрашиваю тебя. Так вот я тебе даю наводящий вопрос, чтобы тебе ответить... Надо наводящий, давай. Чтобы тебе ответить и зря не болтать. Значит, ты не уверен,
Подожди, ты не уверен в своем вопросе и ответе? Я не понял. Нет, ты просто начнешь на меня свою русофобию, либо исламофобию наталкивать. Вот Зачем мне просто. зачем мне твое неверие, понимаешь? Подожди, стоп. Давай разберемся. Мне твое мнение... Вот, я тебя спрашиваю, иудеи ждали приход Мессии или нет? А кого мы ждали? Какой Мессии? Ну, а в Даниила ты читал, что вот должен явиться Мессия? В Захарии, в Малахии. Моисей говорил, что даст пророка, Господь пошлет пророка из среды братьев, как он. Мы ждем Машиаха. Машиах, он вообще не относится... Хорошо, а ты знаешь, что по признакам. Должно было умереть Машиаху до разрушения храма? Храма уже нету. Ты же меня братаном назвал, правильно? Братан, мы уходим от темы. Нет, я тебя не называл братом. Ленчик, всем привет, здравствуйте. Ленчик, дай мне 2 слова, и я выйду, пожалуйста. Максим, добрый вечер. Да, привет. Вот вспомнил только о вас стих, что женщина пусть молчит в церкви. Да, хорошо. Я буду молчать буквально через 5 минут. Буду больновато. Смотрите, Макс, я единственное, что хотела вам сказать по поводу Иисуса, да, мы как иудеи, да, прекрасно знаете, мы его не принимаем как Мессию, а по поводу его казни, то, в принципе, он сам на эту казнь шел добровольно, и вы это принимаете, потому что если бы он не был распят на кресте, на который он пошел добровольно, он когда вошел в Иерусалим, он уже знал об этом, да, подождите, пожалуйста, он уже знал о том, что он будет распят, да, и этой казнью вы получаете свое спасение, да, то есть он взял все грехи ваши на себя, и тем самым вы спасены. Поэтому я считаю, да, если логически размышлять, то никаких претензий не должно быть. Вот. А у меня и нету претензий к иудеям. Логически размышлять, Вика, извини, Вика, если логически размышлять, то они должны уверовать в это и сами пойти повеситься. Нет, просто вот меня единственное, что как бы, ну, я единственный момент я не понимаю, но сейчас, конечно же, христианство современно поменяло свою риторику, претензий сейчас быть в принципе не должно, почему? но старая риторика была о том, что вот вы, евреи, да, Бога нашего убили, окей, что вообще никакой логике не подлежит. Не вот, вы евреи, а некие нечистые люди из народа, которые должны были ожидать пришествия. Вика, вот такой вопрос. Перекрикивать не могу, я в офисе. Извиняюсь, моя дорогая, извини, секундочку. Если Макс сегодня повесится как христианин, упадет на самопожертвование, кто сказал, что мира не наступит на этой земле? Вот пускай Макс испытает... Просто давайте, отойди от меня нечистый. Лазик, Максим, подождите, пожалуйста. Ибо ты для меня соблазн. Лазик, смотри, вы просто, у вас подача, да, сразу же с наездом. Хотя человек не зашел с наездом, он зашел с миром, да, но вы вот почему-то у вас, либо вы просто так разговариваете, либо у вас голос такой, такое ощущение, будто вы наезжаете. Кто наезжает? Лазик просто не там лазит. Почему я наезжаю? Чуть-чуть сглазит. Смотри, Вика. Давайте помягче, неужели? Хорошо, нет, я максимально мягкий с ним. Я наоборот, я с ним говорю, послушай меня. Человек спокойно зашел, спокойно разговаривает. Он просто пытаясь очистить землю ногти, немножко запачкался. Вика, я когда задал ему вопрос, слышишь, что он ответил? Хоффман, не провоцируй. Ты слышал, что он ответил, Вика? Что он ответил? Он сказал, что, слышь, вы его убили, как бы, из-за вас его убили. Он сказал, что некоторые из народа вашего, да, но у них такое верование, Ну все, так, если у него такое верование, теперь... Он же не сказал, если мы общаемся уже на религиозную тематику... Он же не сказал, что ты лично его на крест повесил, правильно? Хорошо, да, он так не сказал, что физически я его распял, хорошо, это не я. Ну все. Девушка, мир вам... Я был, как бы, он в это признался, как бы, я к тебе... Вообще распяли его римляне, начнем с этого. Окей. Во-вторых, он должен был быть распят, он знал об этом, он шел на это добровольно. Я уже повторяюсь, он зашел в Иерусалим уже с намерением на то, что он будет распят, он об этом знал. Да, амен. Но он говорит, что но горе тому, кто как бы предает его. Да? Иуда его предал. Непонятно, кто там его предал, кто его не предал, это уже ваше христианское... А как можно Бога убить? Как можно Бога убить? И еще где написано, что мы убили... Вы не убили Бога. Бога не убили, подождите. Это бы убили его человеческую природу.
Окей, не божественную. Это эти как с точки зрения христиан. Написано, да, что он как в другом уменьшил себя до образа, до подобия, до видимого подобия человека. В смысле уменьшил? Уменьшал себя Всевышний. Нет, ты не понял. Евреи замочили Иисуса. Но если вы читали от бытия до откровения, у вас бы не было Он так много снизошел, он неразумных спустился на вопросов. человеческий уровень, тем самым, да, свою божественную природу принизив. Ну, скажем так, если Я вам не верю, так что понятно. Прометей. Подожди, Да. Прометей, что там написано, что евреи Ну, Ради утроба была тогда, человечества. была женская утроба, правильно? Как, Дайте мне были подписать, схватки и что все написано. такое, нет? Там написано... Блин, Подождите, с вами, евреями, там так тяжело общаться, не могу. Пойду С я вами дальше Ну, тоже даже работаю. Моисей говорил, что они глупый и неразумный народ. Секунду. Что написано у вас? У вас написано, что евреи замочили Иисуса? Я тебя спрашиваю, да, если да, если нет, Так, нет. Если смотри, да, ты читаешь мне. Кровь Не-не-не. Ну, его если я на тебе нашей задам совести вопрос, ты сделан. гей, Ты либо понимаешь, в чем пидорас, дело? это Его будет кровь на нашей культурно? совести. Подожди, что ж пидорас, что ты ему уже материшься? Ты же сказал, что я твой брат, блядь, что ты материшься? А? Вот А ты материнский где-то пошел? такой вопрос мне задаешь. Это не мат. Это определение А ты состояния сейчас, я совести тебе задал человека. вопрос, где написано у вас, что евреи замочили Иисуса? И прочитай мне просто интересно, честно, я не знаю. Ты действительно хочешь прочесть? Или ты Не хочешь меня написано, уловить? что Чё? евреи замочили Иисуса, А чё это? успокойтесь. Ну, а если, друг мой, Действительно? если ты, называя себя иудеем, живешь Что как значит язычник, как ты можешь меня из язычников обличать, что я не живу по иудею? А я что, назвал тебя язычником? Послушайте, Ленчик, Ленчик, в Евангелии написано, что спасение от иудеев. Все, успокойся. Нормально. Амен. Спасение от иудеев. Все. Ну так мы его Ну, а спасили, почему наверное, не скорее всего. Они Мы его как спасли. привлитая к нам лоза. Все нормально. Да, вы хорошо читаете, девушка. Да, Слава Богу да. за это. А как Да, имя да. ваше? Меня зовут Вика. Вика, Василий меня зовут. Очень Ну, приятно. я надеюсь, что Бог даст мне новое имя. И написано, что всем вписанным в книгу жизни будет дано новое имя, которого никто не Очень может знать, приятно. кроме Всевышнего и кроме того, кто получает. Кто Вы из получает. Украины, я поняла, да? Да, западный. Западная У Украина. меня нету исламофобии, либо там евреофобии, понимаете? Юдофобия, Но иногда да. есть люди, которые ищут на соблазн, на искушение. Не единства, не полноты, не познания, а вот чисто вот Ты удовлетворить эго. Ты блажен. Подожди, а в чем заключается? Ладно, Лазик, то не единство, наезжайте на которое ты парня, хочешь? я ушла. Я не наезжаю на него, Вика, все нормально. А в чем заключается единство? Я должен думать, как ты? Ну, вы же верите в единого Бога, Отца, Всевышнего, Я тебе Вседержителя. получается, я тебе про него рассказал. Как бы. Ну, так и Тебе про поступай, него как он велит, а как Нет, не так, велит, так не как поступай. он велит, вот я и поступаю, как он велит, я иудей. А ты здесь при чем? Ну, так выслушай, не выслушав, не отвечай. В смысле слушай? не слушай? Поступай как Танах и Моисей и пророчество. Чего? Как Танах Ну, и вот Тора как Моисей поступит в пророчество, я жизни. поступаю. Да ты сейчас что-то мне Да, рассказываешь. точно, ты именно вот читаешь, Ничего такого изучаешь. Моисей не говорил, как бы. А ты Еремию 3.5 читал когда-то? Нет, я не читал Еремию 3.5. Не читал ты? Я Иоанна Крестителя тоже не читал. Как бы, Не, знаю, что Еремия можно это верить. ваш пророк. Ну, Это не мой пророк. хорошо, я не Личный. читал. Не еще мой раз. личный, это Моя он из религия Иудеи. от твоей религии отличается от слова, там есть много чего схожего. Но вот все, что ты сейчас мне рассказываешь, как бы от слова совсем как бы отличается. Нет, это получается. одна из книг Танаха. Мгм. И Иисус, Еремия, допустим, здравствуйте. кажется, или как-то вот переводится. Почему ты не чтишь Господа от всех начал плодов творений? Вот все свои действия старайся вот делать во славу Всевышнего. А как ты, будучи иудеем, меня нападаешь, человека из язычников, что я как-то не так чту Во-первых, я на Господа. тебя не нападал. Я задал тебе вопрос, ты на него ответил. Я понял, кем ты являешься. Здравствуйте, здравствуйте. Для тебя я невежда в слове, но не в познании. Ты Нет, наоборот, ты в познаниях невежда оказался. Нет, в словах я невежественный, неаккуратен, не в некультурен, словах, и ты прости, я... в познании оказался невежда. Ты сказал, Да, что- и я вот на человека что Леона я Иисуса не кровь хотел так лежит сказать, на него. Извините, чтобы мы не перебивали, я не оскорбил его и как-то его не процессуальный Кого кодекс его? не нарушил, и его не предписал каким-то вот всё, ЛГБТ, Все, ты чтобы уже он не принял к попался. сердцу неразумно. Уже, Прости меня. я обиделся, я сейчас сижу, плачу, и на тебе будет кара, и тебе будет грех на тебя, все. Ну, Понял?
И мой тебе совет, если ты придерживаешься... Пусть благословит тебя Аллах и приветствует. Если ты придерживаешься, ну, как бы, тому, что ты проповедовал Иисус, и то, что вот как он... Ну, то, в принципе, то же самое, как получается. Если я придерживаюсь тому, что проповедовал Моисей, мусульмане тоже проповедовал пророк Мухаммад, ты должен сегодня повеситься. И прикинь, Нет, это ты сказал. И мир наступит на... Не из глупости, а как-то вот из невежества, знаешь. Есть место в Писании, где написано... Я с тобой разговариваю по логике. Гибнет народ мой от недостатка ведения. Не будь невежеством. Так иди знай, может, если ты повесишься, как бы все исправится, как бы ты возьмешь на себя все. Не искушай Господа Бога твоего. Об этом написано в Моисее и Танасе. Что если некий Вася повесится, то какому-то Леону станет лучше. Иисус пожертвовал собой, правильно? Так написано в Даниила, есть пророчество, что очистится святилище посредством жертвы Всевышнего. Давай проведем эксперимент. Написано, что Масих будет убит. Дайте, я же с тобой нормально, видишь, спокойно. Я вот честно не знаю, без сарказма, вот честно я не знаю про христианство ничего, вот просто. Не знаю, что у них там написано. И мне вот просто сейчас интересно, я тебя спрашиваю, у вас там что, серьезно написано, что мы замучили это Иисуса? Леон, ты меня мне. слышишь? Я с рождения слышу, а ты меня слышишь? Слышу. Скажи мне, фарисеи кто такие? Подожди, давайте по очереди, не уходи от темы. Даня, прочитай мне, пожалуйста, где написано и что написано, что евреи замочили там, если такое есть, конечно. Смотри, я тебе прочту пару мест из Писания Иеремии, чтобы ты понял свое положение, потому что тебе кажется, что ты богат и мудрствуешь сверхнаписанного, но ты не понимаешь своего же учения. Как ты можешь понять, посредством Писания ты должен познавать Масиха, а не посредством преданий старцев? Ну так пришел учитель, мы сейчас узнаем. Нет, я не учу, я не имею дара учителя. Я могу просто поделиться, подсказать тебе. Я верю просто в то же Писание, что и ты, я его не отвергаю. Я его не перекручиваю на удобство. Может, что-то неправильно еще понимаю по невежеству. И смотри, тут есть такой интересный стих, Еремия 3:4, Эремияху, кажется, по-вашему. «Не будешь ли ты отныне взывать ко мне?» Это Всевышний говорит. К народу Израиля. «Отец мой, ты был путеводителем юности моей». Не перебивай, пожалуйста. Неужели всегда... Стой. Вот это проповедение... Зачем выключать постоянно микрофон? Ну, я же не... Стой, не как Моисей. Подожди, ты ко мне неуважение проявляешь, понимаешь? И мне это не нравится. Нет, тебе не нравится, что твое же Писание тебя обличает в невежестве. Прости меня. Да послушай ты меня. Подожди, стой. Макс, именно, как ты сказал. Подожди, тихо. Успокойтесь все там. Я тебе задал простой вопрос. У вас написано, что евреи замочили Иисуса? Вот мне смотри, Иисус говорит фарисеям. Я же вопрос задаю. Фарисеи кто такие? Ответь мне, фарисеи кто такие? Они не евреи были? Не иудеи? Прочитайте мне это, прочитайте, Хармат, а ты бы не мог мне чуть-чуть помочь? Потому что человек сильно такой резкий. Я человек слабый, маленький, худенький. Он такой деловой, крепкий. Можешь чуть-чуть меня поддержать? К тебе коллега поднялся. Вот Хармат. Придурок поднялся. Вот тебе придурок поднялся. Вот твой брат, собрат, этот мусульманин, ты христианин. Сейчас обнимитесь, поцелуйтесь. И давайте воюйте вместе. Лазик, оттормози. Мне просто интересно, без всякого с этого, да? Или написано у вас, там написано где-то, что евреи замочили Иисуса. И откуда вообще это все взялось? Давай. Извини, если ты свое Писание не изучаешь... Саддукеи провоцировали его на распятие. Саддукеи и фарисеи, это все из-за них началось. Кто привел его к Пилату? Скажи, кто привел Иисуса к Пилату? Христианин, что ли? Я не понял, блядь. Ты что, отрекся от Мухомора, что ли? Я не понял. Ты что здесь только Иисус Христос. Ты что? Тебе когда про ислам будешь спрашивать, тогда будешь отвечать, понял? Твое сейчас место ему одно. Орион, кто тебя привел к тому, что ты свою верблюжью мочу пьешь? Нет, он
Он сейчас сказал, что Слышишь меня, что я тебе только... говорю? Почему ты пьешь Он свою сказал, что только мочу, Мессии орёл? По слава. какой причине? Всевышнему Богу и Мессии, Сыну. Слава только Иисусу Пророк. Христу и только Ему одному. Ты меня Чего? слышишь? Внимаешь моим словам? Что ты говоришь? Слава только Иисусу. Только и только Ему. Подожди, Иисусу по-христиански или Иисусу по-мусульмански? По небесному Один слава. Не, что значит один Иисус Иисус? Христос. Подожди секундочку, подожди. Ты мусульманин или христианин? Христианин, я христианин. Христианин. Да слава только Иисусу? Сын Божий. Тогда тем более прочитай мне... Смотри, у меня вот такая тема. Я вам объясню. Вы два этих брата, собрата. У меня такая тема. Я знаю, что был такой еврей, звали его Иешуа, и он был коэном. Ну, в то время коэн это получается как жрец, да, там, мог заходить в храм и так далее, как бы, да. У нас коаним до сих пор живут, проживают. Вы из него сделали для себя Бога. Чего вы когда приходите, нам что-то здесь нахрен рассказываете? Богу вам, ну, блядь, молитесь. Ему, не можете ему, молитесь мне. Потому что я, получается, тоже еврей. И все. Ну, Лазик, ну ты же не живешь. Чего вы нахрен мозги сидите? Лазик, ты ж по Тора не живешь. Да, вы, в принципе, делаете то же самое, что делают мусульмане. Иисус стал Исой. Там, салам, как-то восхваляют. Вы его Богом назвали. Что вы от нас хотите? Взяли у нас? Берите, хорошо. Кто вам сказал, не берите? Берите, нахрен, целуйтесь, там, обнимайтесь, там, восхваляете, как бы, да, обнимаетесь, там, верьте и так далее. Чего вы до нас докопались? Лазик, есть такая... Вы даже у нас не забрали. Вот я тебе отдаю. Я говорю, бери, и ходи молись себе нахрен. Кто наклоняется, кто там, не знаю, стоит там, что-то, кто-то свечки зажигает. Да хрен с вами, как бы, делайте, что хотите. Лазик, а ты слышал такой стих так из еще Евангелия? раз, но вы согласны, что он был евреем? Ты, два дебила. Вот вы мне согласны, задавали вопрос, евреем? А есть такой стих так из я Евангелия. тоже еврей, так и мне тоже молитесь. Не отвечай глупцу по-глупому, чтобы он не возгордился в своем невежестве. Ну вот все, я с тобой нормально пытаюсь разговаривать. Ты слышал такой стих? Ну. Или нет? Какой стих? Не отвечай глупому Да я по-глупому. слышал нахрен такой стих, блядь. Чтобы он не возгордился в своем Я вижу, неверии. кто ты есть и кто ты есть. Так ну, смотри, все, это не из Евангелия, это из притч Соломона. Да без разницы, какое Евангелие, не Евангелие. Я слышу, которые ты не чтишь, какие и вы Господу маразматики, Богу своему блядь. славу не воздаешь. Какому Богу славу не воздаешь? Я иудей. Это вы два христианина. Приходите и мне рассказывают, что вы убили своего. Смотри, глупость хуже невежества. Согласен, Потому что невежественный человек может... Согласен. Лазик, ну подожди, Лазик, я жду вопроса. Где написано, мне просто интересно, где написано, что мы замочили Иисуса? Вот и все, простой вопрос. Я задал очень простой Я малообразованный, вопрос. прости меня, пожалуйста. Не, ну почитай мне серьезно интересно это. Ну, я хочу прочитать, но ты не хочешь, разумеется. Читай, давай, читай. Я не могу тебе читать от начала с конца, понимаешь? Надо начать с основания. Где ты понял, что вы его там замочили? И смотри, есть место, где... Господи, зачем, с какой целью вы этот разговор подняли, скажите, пожалуйста. Этот чувак вообще не христианин. Он еретик христианский. Вы ему сами, как только он зашел, задали вопрос, кто такой Иисус, кто его убил. И когда он вообще, он не отвечает даже, он вообще вокруг да около ходит. И вы ему потом претензии предъявляете, почему вы типа приходите со своим Иисусом. Так вы сами его подняли, сами задали ему вопрос, а он вам и не отвечает, у него вообще свое христианство какое-то. Он вообще еретик. Зачем вы этот разговор здесь подняли, я не могу понять. Прям это я еретик для тебя, возможно. Замочили. Он сказал, что мы замочили Иисуса. Он сказал, я говорю, как это замочили? Я говорю, что там на вас написано, Он не сказал, что вы замочили Иисуса. Он сказал, что люди, духи нечистые, каких-то людях побудили их. Что-то там, короче. Он сказал, что евреи... Аллегорические. Харман не так было. Он сказал, что якобы кровь его на наших руках. Вот так он сказал. Я сказал слова Пилата. Да, ну не важно. Про этих людей, которые там типа были, их цитату приводит. Вы его спросили, как христианина по Писанию. Он по Писанию говорит, кровь его на наших руках, там что-то было типа написано. Харман, у меня была проверка на вшивость. Я проверил его на вшивость. Вот я увидел, что он вшивый. Все.
Ну, Что а ты если на ты себя не атаке очистил, его, как можешь пожалуйста, блин? меня поправить? Я еле его и так терплю, блин. А теперь вы все вместе, короче. Да, слава богу, Бхарман. Ты знаешь, Бхарман, ты мне снился однажды. И Это там уже... такой интересный сон был. У тебя был швейцарский нож. И такой большой, и там куча набор. Вилки, ложки, всего много. Нифига себе фантазии. И я услышал на сердце подарить тебе свой нож. Я взял с шкатулки нож, раскладной, простой, маленький, и тебе подарил. Что это значит, я не знаю. Написано, что нож — это Слово Божье. Блаженные. Бхарма. Нож — это Слово Божье. И он проникает до глубины познания разделения души и духа, составов и мозгов в теле. И вот проси, чтобы Всевышний очистил тебя от всей этой харматианства и этой всей лабуды, что тебя втягивает. Все, спасибо, спасибо. Чтобы ты был Всё. легкий на подъем, радостный, свободный. Истина, написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Чтобы ты был истинно свободный во своем Боге. Такая тема. Давай, может, со мной согласишься. Короче, Бхарман, ну, я такое слово употреблю, как бы, чтобы хуй стоял и бабки были Бхарман. И это твой сон, кстати, лучше не продолжай, честно. Ну, если он не женат, то я ему, не завидую с такими пожеланиями. Кто ты, воин? Кто ты? И не обижайте, вы мне сами не дали ответить. Я просто не хотел отвечать по-глупому, глупцу по-глупому. Вы же не глупцы. Но иногда неаккуратные. Про вас не знаю, про нас знаю. Он блаженный оставил. Хороший парень. Хороший парень, да. Да, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот вы плачете о бедствиях ваших, которые идут на всю землю. Твой агрессивный христианин вдруг что-то он заткнулся там. Ну, молчит точнее. И Бхарма, я вам желаю только мира, добра и праведности во Христе Иисусе истиной. Не вот этой харматианской и не этой философской, либо православной. А то, что Дух Святой... Я понял, блин, спасибо, тут конкуренция большая, Макс, я понял, блин. Скажи, Макс. Люблю тебя, брат, как друга, как товарища во Христе, потому что ты уже победил лукавого, ты уже не веришь в это харматианство. Просто тяжело оставить еще донаты, деньги, подарки. Подожди, а в какой вилке он держал вилку и нож в руках? Как это было вообще? Можешь рассказать? Твой сон это. Ну, как бы у него целый набор знаний, знаешь, с разных сфер. И на всякий случай, вот как швейцарский нож, вот не знаю, вот такое вот видение. Ну, вот такой большой лопатник. Давай это. А я слышу на сердце, подари ему хороший Не нож. отвечай, не отвечай, они прикалываются над тобой. Не отвечай, блин. Ну, такой, говорит, большой лопатник. Это сейчас уже идет провокация. Это провокация. Я тебе... Тут не было ничего смешного. Другу, брату, ты же мне же... Прием. Слышно? О, слышно. Можно? Лопата, если была бы лопата, что было бы означало? Вика, спасай положение, пожалуйста, спасай. Вика, я люблю тебя как брата, как сестру, как друга во Христе тоже. Я пытаюсь как могу. С ними, с Там этими... евреи, здесь евреи, Бог еврей, да. блин, везде евреи. Я знаю, да. Куда ни глянь, везде евреи. Лазик, я хочу к тебе обратиться. Во-первых, я тебе уже это говорила. Никогда так больше не говори. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Дорогой мой Лазик, с какого колена был Иисус? Не знаю. Он был с колена Иуды. Ну, так говорят я христиане. знаю, что он был, ну, опять же, Если еще раз. он был из колена Иуды, каким боком Коэн. он Коэн? Так, смотри. Что ты несешь? Можешь больше так не говорить? Вика, я буду максимально стараться больше такое не говорить. Пожалуйста, он не был Коэн, он не был из колена Левита. Я Пожалуйста, тебе не говори я так больше. тебе объясню, откуда я беру эту информацию, как бы, Я не откуда знаю, я взял откуда ты берешь эту информацию. информацию, больше так не Не, говори. откуда я взял эту Не информацию, не беру позорь мою ее, я ей не седую интересуюсь. голову. Так, Вика, Не секундочку. позорь, пожалуйста. Вика, я тебя никогда Меня в жизни, лично. никогда в жизни, кого тебя не буду делать, как бы, я сейчас понял, что это на тебя как-то влияет.
Я это взял, почему-то у меня в голове где-то вот На мою зацепилось как. психику это очень сильно Но это было, влияет. я тебе скажу, я был где-то в синагоге, может, неправильно Равин как-то выразился, что-то такое, где-то мне в голове застряло. Равин Я бы никогда такое не сказал в Вика, моя жизни. дорогая, я не религиозный человек, я более политический. Я тебе Это, это это говорила. есть в Тогда каких-то там баснях, послушай, сказках. послушай, Нет, Лазик, послушай. Коэном, я сейчас, да, что сделаю? Лазик, Я возьму 5 Лазик. минут переменки и пойду перепроверю то, что Да, я вот иди, говорил. Лазик, смотри, Сейчас я я вернусь. тебе... Окей, Лазик, пока ты там идешь переваривать, я тебе скажу, если ты не религиозный человек, да, и ты в этом не разбираешься вообще ни разу, просто не говори на эту тему. Зачем ты до человека докопался? Кто распял, кого распял, зачем распял? Вика, Какая тебе разница, кто Иисуса распял? все, что я говорю на тему религии, я говорю с сарказмом. Почему я говорю с сарказмом? Я в любом Ты случае... сейчас Леону напарник. тоже не забудь. Подожди. Леону тоже, пожалуйста, Леону тоже скажи. Сейчас, Да, секунду, Ленчик, второй. кстати, это тоже в твой огород тоже, кстати. Вика, я в конце концов переворачиваю это, когда пытаюсь перевернуть это в логику, как бы, да. Довольствуюсь логикой, логики во мне, я думаю, достаточно, как бы, да, чтобы оспорить то, что говорят эти люди. А эти люди говорят такое ахинею. Лазик, тебе, вот, как тебе погоду делает, кто распял Иисуса? Вот тебе от этого холодно, жарко. Мне вообще все равно. Ну, начнем с того, что мне больно, потому что он был евреем. Ну, вот это единственная боль, то, что он был евреем, да. Ну, то, всё, что вот, всё. ну, с точки зрения заходит христианства, с украинец. точки зрения христианства это должно было произойти, поэтому он все равно как бы как как третья вторая ипостась Бога, как бы, ну, ему нормально от этого. Не, я просто не понял, почему с точки зрения христианства. Оно же не до Иисуса Ну, а было так, ну, это христианство. да, ну, наш еврейский мальчик был. Но это же потом пошло, окей. правильно? Христианство. Я это имею в виду. Я понимаю, все. Ну все, Вы можете короче, просто все. не обижать парнишку? Назвали вы себя после смерти Иисуса христианами, как бы. Ну, дай Бог вам здоровья, как бы. Вика, вы молодец, потому что немилостивые не будут помилованы, а милость слушай, выше он говорит. суда. Выше суда. Вот что он говорит. И при этом говоришь, что мы, как бы якобы, да, Да наша потому вина, что, вот видишь, вся вина на том, что распяли Иисуса, Лазик, лежит на нас. Лазик, если ты хочешь, чтобы тебе тоже такое сказали, как мой адрес, разговаривай с ним на таком же вот уважении, на таком Скажи же мне уровне, что-нибудь как я с ним хорошее, по-братски, разговариваю. Макс, скажи мне что-нибудь красивое. Скажи, ну, Макс, так блаженный Харбату, ты как бы, мой. да. Скажи Ну, мне, сделай блаженный мне ты мой. комплимент. Закрой Макс, сначала Леону микрофон, тогда я постараюсь что-то красивое сказать. Макс, по-братски, можешь мне сделать какой-нибудь комплимент хороший? Пусть Всевышний тебя облагодетельствует в полноту истины, в полноту возраста Всевышнего. Сал, братуха, сал тебе. Ты ему приснился с лопатой. Это взаимно, братан, взаимно тебе, братуха. Я тебя не люблю Божьей любовью, как бы, потому что я не имею на это права, потому что я не Бог. Но я тебя просто дарю тебе уважуху со своей стороны, как бы, с своей стороны. Вот так. Вот и подружились. И нормально, Вика? Сейчас, секундочку, отлично. Пармат, ты здесь? Да. Скажи мне, пожалуйста, ты что, моего Аштона решил знаменитым сделать? Да. Он так долго шел к успеху. Заметил на это. О май гад, я когда это увидела, знаешь, я думаю, подожди, что за черкес? А потом, бля, бедный мой Аштон. Кстати, чтобы ты понимал, Кармен, это мой самый любимый мусульманин, вот самый. Вот у меня есть несколько любимых мусульман, вот он на первом месте. Макс, а если человек приснится с лопатой, что это значит? Смотри, вот я не знаю, почему мне вот посчастливилось сейчас читать вам Даниила 5:8. «И вошли все мудрецы царя». Это Валтасар был такой царь, который руководил Вавилоном. И вошли, это когда народ иудейский был, ну, как в ссылке, ну, раболепствовал, по причине своего непослушания Всевышнему. «И вошли все Вот это мудрецы нужно было царя». обязательно подчеркнуть. Ну, это был момент такой, это не ложь. Но потом они вернулись во славе Всевышнего, и народ утешился этим бедствием.
И Даниила не было бы, если бы не было таких сложностей в его жизни. Без сложностей нет роста. «И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, и вам тоже Господь пусть даст новое имя, новую жизнь. Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем». Я попрошу не перебивать, еще чуть-чуть. Я объясню эту мысль, о чем веду речь. «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, небесный дух, высший, чистый, святой, ведение и разум, а я вам говорил вот перед этим, что вот не ведают, что творят, либо там от недостатка ведения гибнет народ мой, есть такой стих, есть. И дальше написано: способный изъяснять сны, смотрите, Дух Всевышнего, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. И дальше написано: тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. И вот если нету Духа Всевышнего, то ты можешь гадательствовать сколько хочешь, что там о снах. Ничего не поможет. Надо сначала попросить Царя Небесного. Сам так я от себя ничего не могу понимать. Для чего был сон, что это означает. Я просто Бхармату сказал не просто задавай как сон. ему вопросы. Жалел, все, уже. Салам алейкум. Прометей, кому вопрос? Алейкум ассалам. Да подожди ты, мусульман, да, поговорить. Нормальными людьми, короче. Подожди ты. Алейкум ассалам, браток. Давай я пропущу, вот, Норман, пусть спросит. Я после него спрошу, хорошо? Как вы? الحمد لله брат, في كل حول بخير. وإياك أخي, كيف حالك? Тут есть мусульмане? Хадис про Рукану знают наизусть здесь, братан. Как ты понял, что это я? Я как слышу твой голос, сразу понимаю. Я скачу, Прометей. Хорошо. А как, Хармат, как голос менять? Голос? На телефоне нужна программа голос менять. Я что-то профиль новый создал, а этот голос что-то не получается. Тебе нужна программа, встроенная в телефон. В Ютубе напиши там программа для смены голоса в телефоне в реальном времени. Там что-то такое. Android у тебя? Не, iPhone. Ну ты модный. Если такие возможности есть, тебе незачем голос менять. Там нету такой программы, братан. Все, понял, да. А то, честно сказать, хотел, да, вот. Ну, iPhone это вот еврейские, короче, штучки специально себе это, чтобы распознавание там лиц, людей легче сделать, они там не допустили. А как формат, знаешь что, Виндеца, честно сказать, насчет этого хадиса очень интересную вещь выдвинул, да? Возможно, это Рукану? Да, возможно, это подставная схватка была. Подкупил, да? До схватки.
Это Вендетта такой Это человек. красавчик, прикинь. Может, люди не знают, я пошутил там, что все знают. Может, люди не знают, о чем речь идет. Напомни. Ну, у меня рядом нету, да, сейчас компьютера, а так, типа, то, что, Ну, просто короче... процитируй. Ну, короче, был такой, короче, нереальный борец Рукана. И Мухаммед, короче, он сказал, если ты меня выиграешь, короче, я приму ислам. И он, короче, его несколько раз подряд выиграл. И он, короче, признал, что он пророк, короче, что Аллах един. И принял, да, ислам. Я лет 20 назад слышал, да? Да, он только открыл рот, и я услышал на сердце, что он принес немножко даавата сюда. А вот этот при Ухуде, когда Мухаммед проиграл, а что там? Все должны были выйти из ислама, по логике. Не, ему знаешь, что надо было сказать? Ему надо было сказать, кто со мной будет бороться 1 на 1. Ну да. А ты попробуй как Яков, который боролся с ангелом. Не получится, братан. Ахмед, брат, расскажи, пожалуйста, кто такой Али Таред? Кто? Что? Али, кто такой Таред? Расскажи, пожалуйста. Плохо слышно, очень плохо слышно. Не, а смотри формат. Вот это же единственная история, да, про борьбу в хадисе? По-моему, да, да. Бля, мне просто интересно, если он такой нереальный борец был, я думаю, должны быть еще истории. Извини, брат, он еще Айшу борол. Ну да. Просто немного не в Ну, правилах наверное, борьбы. испугались все остальные, раз он победил самого сильного. Получается. Самого сильного, который больше не упоминался нигде никогда. А сейчас нет, слышно? Ахмед. Бля, очень плохо слышно, очень тихо и плохо. А сейчас? Погромче скажи, наушники, у тебя телефон очень Да, плохо, китайские наушники, 20-летней давности. 100 рублей купи, нормальный. Ну, сейчас же Это наушники виноваты. Ну да, слышно, кое-как. Скажи, пожалуйста, брат, кто такой Али в Коране, который... То я спрашиваю, каждый раз по-разному говорят. То он воин, то он племянник там Мухаммеда. Но он и, ну, воин, пушечное мясо Мухаммеда и двоюродный брат его. Ну, И воином, муж да, дочки его. Ну, воином они все были, мечами Аллаха. А правда, что... Но он такой вообще крутой, который, ну, 1 на 1 как. Типа, перед сражением 1 на 1 кого-то победил еще. Ну, Давид и Голиаф 2-0, короче. Это как... И правда, что его хотели сделать пророком? Или это все чушь? Не. Наследником. Ну, не пророком, да? Не пророком. Ну, слышал, спасибо. А я прошу прощения, Пхармат, я вот Сашеску задам некий вопрос. А вот ты Сашеску никогда не видел, там Пхармат выступает на всяких дебатах, на всякого рода там таких мероприятиях, и вот одна сторона говорит, наш победил, разорвал Пхармата, там, а другие говорят, да, Вендетта вот с одного удара разбил, Пхармату даже не надо было начинать дебаты, понял? И вот кому верить? И вот ты веришь вот этим слухам, сказкам, басням, а Бога Всевышнего Я тебе ты не скажу, знал. кому верить. Я тебе скажу, по кому верить. Моя задача, чтобы мусульман, которые меня случайно слушают и не любят, и слушают от меня такие чудовищные рассказы об ихнем пророке, которые они на первых порах оправдывают в своей голове тем, что я читаю недостоверные хадисы, которые евреи там придумали,
чтобы в дебатах с этими мусульманами в головах этих мусульман открылась дверь, что я привожу достоверные хадисы, что я не привожу еврейские сказки или хадисы, которых евреи придумали, что все, что я говорю, хадисы и так далее, это есть в исламе. Для меня важно в дебатах победа является победой, чтобы мусульмане знали, что я привожу достоверные и то, что у них есть в религии. А выходя со мной на дебаты, они это подтверждают. А там отстояли они какой-то аргумент, знающими они как бы показались, чем я в исламе. Это не важно. Для меня вот победа уже это, что мусульмане поймут, в этих дебатах я буду приводить эти хадисы, эти аяты, и мусульмане будут знать, потому что их мусульманин, который против меня выступал, не опровергал их, не говорил, что они недостоверны, а подтверждал, а потом пытался как-то оправдать. А когда ты начинаешь оправдываться, это уже проигрыш. Хармат, ты на лекцию готов или переносим ее? А получается, что получается, Бхармат? Получается... Извините, я кушал, отошел, я кушал. Приятного аппетита. Извините, сейчас Ты напиши, братан, типа, когда это... Быстренько закончу и все, потом. Я вопрос задал, я думаю, ты меня слышишь. А в чем, как бы, получается, достоверно, недостоверно? Короче, недостоверно придумали евреи, а достоверный, как бы, пророк Мухаммад, да, там? Ну, Да, в умах идиотов. В умах идиотов, мусульман, которые ни хрена не знают о своей религии, а их 99,999%. И в умах, когда слышат слово недостоверный, кажется, что это какой-то враг ислама придумал специально, чтобы опорочить. Эти дебилы не знают, что эти недостоверные книги в книгах их же шейхов. То есть они сами их придумали, они этого не знают. То есть для них недостоверно это значит, что некие враги придумали. Понял? Пармат, а у меня какие вопросы? Я понял, просто хотел уточнить, как бы, да. Скажи мне, Аль-Бухари, ты наш получается, да? Походу. Ну что там такое написал, блин? Comedy Club отдыхает. Пармат, смотри, такой вопрос к тебе есть. Вот как ты считаешь, ну как можно вот отучить своих близких там верить во всякие там гадалкам ходить и так далее, там всякую чушь вот эту? О, блин, брат, это тяжело, это, я думаю, там уже ничего не поможет. Просто у меня есть близкий человек, очень взрослый, и он в такую чушь ходит, там туда-сюда, сколько объясняю, не объясняю, ну как будто об стену, короче. Я думаю, там вариантов нету. Ну, понятно. Норман, а тебе удобно? Есть на чем Там нужно развиваться, там нужно начать хотя бы Assassin's Creed поиграть, часть Одиссею пройти хотя бы, чуть-чуть знаний, чтобы мирских набраться, мифологии и так далее, как все это действует. Надо с детства начать такому человеку. Не, это уже старый совсем человек, это, к сожалению, Assassin's Creed не будет играть. Норман, ты за него дуа делаешь? Не, я в такие вещи не верю. Ты не молишься? Не. А ты не мусульманин? Я подумал, может, ты мусульманин? Христианин ты? Или ты так, ни вам, ни нам? Если ты подумал, что мусульманин, как ты можешь сейчас подумать, что он христианин? Как он молится? Норман, а ты прочитай Матвея 5, 6, 7 и 8 главу. 8. Можешь записать себе? Просто прочитай, просто поисследуй. Хорошо, проблем Это нет. слова Иисуса. Угу. Там нету такого, знаешь, ничего такого материального, что чему-то тебя, знаешь, обязывает. Не, я прочитаю, это проблем нет. Вот Ты можешь записать, чтобы не надеяться на свой разум? Написано, Давай. не надейся на свой разум, разум лукавый. Давай, прочитай. Скользкий. Ты не замечал иногда? Сообщение отправь мне лучше. Ну, я тебя прошу, запиши все-таки своей рукой, знаешь, чтобы твоя рука тебя спрашивала за этот вопрос. А то сообщение потеряется там. Девочки тебе напишут, еще что-то. Короче, ты решил всю ответственность, короче, свою вот это вот
Нет, я просто призываю его Миссионерство, короче, перевести на него. Да? Если что, здравомыслие. Если что, ты сам виноват, да, получается? Продиктуй мне, я запишу. Продиктуй, запишу. Евангелие. Есть? По Матвею. Это не от Матвея, просто по Матвею. По Матвею. 5:8. Это 5 глава, 8 стих. И от 5 до 8 разделы. Главы. Это называют у нас Нагорная проповедь. Это Иисус поднялся на гору и рассказывал людям, ну вот как жить, как не жить, как поступать, как с любовью относиться там, к брату, к сестре, к другу. Тебе оно не помешает. Где Иисус родился, Макс? Где он родился? В Вифлееме там даже пророчество есть из Танаха. Ну, я просто был, я вот когда в Киеве был, короче. Серьезно, блин, Лазик. Я тебе клянусь, я тебе отвечаю за свои слова. Я в Киеве, теперь сейчас с Борисполя, короче, поймал себе машину и вот еду в Киев. И мне рассказывают, короче, ну, у меня магнитовид на шее висит, короче, и сидит этот водитель, и такой на меня смотрит, что-то смотрит, у меня магнитовид вывалился, да, получается. И он такой на меня смотрит, я говорю, ну, я в конце догнал, что-то на меня смотрит, короче, я говорю, а что, говорю, вам там помешает, говорю. И она вот так, знаешь, что такое, ох, я такой, ох. Я говорю, что стало, я говорю, что такое? Он, ну вот, говорит, наша, говорит, украинка, говорит, Мария, говорит, родила Иисуса, короче, говорит, он пришел, говорит, к вам, говорит, в Израиль, короче, спаситель, говорит, ваш, говорит, а вы, говорит, взяли, говорит, его, говорит, там, казнили, короче, там. Ну, я, ну, взрослый мужик, там, ну, ему лет, там, 60 плюс было, да, это водитель. Я говорю, так, я говорю, я думал тебе оставить, как бы, там, чаевые, там, такое, как бы, да, доплатить, короче, сейчас, говорю, молча, говорю, вези меня, короче, до места назначения. И поэтому у меня нет просто так вопросов, Леон. Есть просто, есть такие странные люди, что просто пипец. Бава, как бы, да. гляните, я на это скинул. Во-первых, профайл и про это. Посмотри. Я посмотрю чуть позже. И тебе отпишусь. Завтра еще что-то готовится. Там она сейчас остановилась, связь. Но еще там есть одна прикольная тема. Глянь. Я объясню такую вещь. У меня нет проблем ни с христианами, ни с буддуистами, ни там это. Почему? У нас есть одна угроза, это ислам, которые бегают, блядь, как эти полупокеры, вот эти покеры бегают, блядь, сумасшедшие, да? И во всю дыры кричат своим этим Мухаммадом и просто уничтожает людей, история народа. Хотя никто из них не может объяснить, что он пророк. Ну, у меня много вопросов, кстати, есть. Это самый первый вопрос. Маленький такой, простой. А если они не могут объяснить своего пророка, как они его признали, значит, нет такой религии. Это уже все, приехали. Значит, мы уже понимаем, что если нет базы. Угроза, братан, у нас угроза от тех людей, кто знает, как такими, допустим, как массы уметь регулировать. От них угроза. Макс, он такой еще как бы блаженный, да, скажем так. А в исламе это происходит агрессивно. И угроза исходит, угроза как бы, это просто такая, знаешь, бомбочка, которая бегает, как бы взрывается где-то. А вот эти, блядь, уроды, которые сидят сверху, они там ни хрена не мусульмане. Они-то сидят, как бы, ими регулируют, как бы, ну, одеваются, конечно, как мусульмане, вот себя трачут и так далее. Вот угроза. Но это ежу понятно. Заметьте, я скажу, и Бхармат это подтверждал не единожды, что вот иудеи же не поменяли Писание, да, Тору, Танах, потому что там появилось христианство, и им невыгодно. И христиане тоже не меняли Танах, либо Тору. И даже не в обиду, даже вот этот, как это называют, канон тоже не менялся. Можешь не продолжать, я уже обиделся. А мусульмане, они сказали, ну, мы верим, конечно, в Тору, ну, вот ту, которая была. Маршал ТНТ. Маршал Душит. Садык Хашуй, нормально? Слышно? Приветствую всех. Приветствую. Малохольные есть? Я не понял. Ну что, в части? Опять ты так все время. Малохольным. Я вон что хотел сказать. Вот когда был вопрос такой про это, да, магия, там, не магия, вот.
человек сам, ты будешь замечать, что он делает, что он тебе не сделает, понимаешь? А тому, что куколды, вот это все, что иглоукалываем, вот это все бесполезно, понимаешь? Вот колдовство, да, какое-то. Ну, то же самое. И этим ты его замечаешь. Он все время будет стараться выглядеть как: о, я мусульманин, я ислам, ну все, Аллаху Акбар и так далее. Понимаешь? Чистым он будет выглядывать и прям одеваться, все в общем, вот это все. За его поведение вот надо знать. Понимаешь? И все, там нет проблем. Никаких. В общем, такие вопросы. Вернее, на такие вопросы такой ответ. Вот у меня, ну, короче, был друг, да, и он это самое, женился, и, оказывается, его жена, там, мать, там, ихняя, там, все, они все заворожили его, и прямо затух. Друзей ненавидит, никого ненавидит, там все такое. А его жена, блин, знаешь, такая спокойная, свободная, ничего, как будто ничего не происходит. Понимаешь? И в конце он это самое, хороший разгон им дал за такое. Видимо, действовало что-то, я не знаю, что на него действовало, но он мощный разгон там дал. В общем, такие вещи. А можно задать такой вопрос? вещества держат. Как кавказские народы поменяли папаху на платье, на арабские платья? Да, видишь, вот куда Нет, ну, идет. даже дело не в исламе. Ну, будь ты себе мусульманин, как бы, были же мусульманами, правильно? Да? Суфизм, как я понял, это называется. Я так в религии как бы вот только вот как слышу, так и как бы, да, и понимаю. А ты вот вообще вот традиции, как они поменяли свои традиции, как они вот, взяли вот костюмы, папахи, там все такое, взяли, поменяли, начали переодеваться, ездить в Саудию, одевать платье на себя. Голыми ходят там, я не знаю, в простынях и так далее. Ну вот о чем я и говорю. Весь Кавказ, который уезжает в Россию, в Москву, Ленинград, там, не знаю, Нижневартовск, там, хоть куда, в Россию, если выедет, особенно женщина, девушка, она платок снимает, чеченский мужик, там броется, чтобы сходить в ночной клуб и так далее. Вот так они и портятся. Не, ну а потом- почему он тогда у себя дома в платье не ходит, в этом арабском? Он-то А когда, дома? когда в Арабские Эмираты ездит, там туда-сюда, там, ну, вот эти понты, вот эти, бойцов есть тоже такое, да, они там возьмут там, на себя эти халаты, оденут, и там гуляют по улице. А почему он у себя дома так не ходит? Это уже подмазка, как говорится, подлизывание. Как будто, ну, двуличие, лицемерие, вот это, да? Как будто всем показать, что он самый чистый пророк или там святой человек. Понимаешь? Что он молится, что он это самое, бедным деньги дает, там, помогает там, и так далее. Это двуличие. Это показуха. Иисус это обличал еще до того, как это появилось на Аравийском полуострове. Это у всех. Вот такая система, это у всех. Не А может быть, только когда-то в то время, как бы, да, это ну, как бы ходили мужики там, ну, в каких-то других одеяниях и так далее. Но сегодня у тебя в этом одеянии ходят ну, конкретно вот там саудиты могут ходить, там Арабские Эмираты и так далее. Как, ну, вот, арабы, скажем так, у них это принято. А у меня вопрос другой, я говорю, почему, говорю, там, джигиты, там, кавказские народы начинают на себя это одевать? Ну, через мечети, через имамов, через мулов, через ислам. Вот это все характер меняют, мозговую, кровяную. Понимаешь? А потом уже, о, да, ух ты, ничего себе. Оказывается, единственный пророк тот был на земле. Понимаешь? И они вот так им сажают годами, с детства вон в голову сажают эту херню.
И все, они теряют свою национальность и все такое. А ты про папаху. Они даже характер меняют. Понимаешь? Борс, а вот я не против вас, я за вас, но вот если вы не уверуете в чистоту, в полноту истины, в совершенстве проповеди, то это все вот ваше познание, ну, мирское, оно отсыпется, оно не даст плод хороший. Знаешь, как бывает, яблоня цветет, неплохо так, много, рясно, много, кажется, плодиков, а осенью нечего собирать. И Иисус говорит, что дерево познается по плоду. Я вас желаю видеть в Царстве Небесном, чтобы вы познали истину, и истина сделала вас свободным. Да, это по погоде. В году есть 4 сезона, как мы знаем, да? Лето, зима, осень. Ради Аллаха, прочитай на чеченском «Отче наш». Во имя Отца, Сына и Святаго Уха, и Святаго Подоефайла Музмаги. Аминь. Аллах воскресе. Вы хотя бы потише разговаривайте, чтобы Вендетта не проснулся. Он просыпается из-за вас. Ага, я понял. Человек спать пошел, как бы, он сидим, включил такие. А вот, Борс, вот вам, смотри, Соломон в притчах, 26 глава, 2 стих, сказал вот об этих всех проклятиях, очень интересные слова, как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Все, очень поделался. Не сбудется. Если проклятие незаслуженное, бояться не нужно. Нам нужен джихад. Конечно. Но иногда, Борс, иногда ты, сам того не понимая, можешь человека проклинать, сам того не понимая, думая, что хочешь ему помочь, понял? Так что я с джихада пришел, с украинской площадки. С украинцами беседовал про джихад. Они почему-то не любят чеченцев. Но защищают русских. Макс, вот тебе собеседник, Макс. Сейчас вот он хочет христианский джихад. Только джихад. Джинны, шайтаны, домовые, там, лесные. Так, зачем эти сказки рассказывать нам? Зачем? Мы что, глупые люди, что ли? Джинны, шайтаны, иблисы. Так что за тема вообще? Иблисы тоже так говорят, когда выходить не хотят. Только джихад. Вы кто будете, господин хороший? Вы джихадист? Нет, ты, я сколько тебя слышу, все время что-то ты последние 2 недели зациклился на Только джихад. Надо выяснить этот вопрос. Где мы сейчас находимся? Мы на джихаде или нет? Я на джихаде. Я понимаю, что он мне тоже на джихад уже как-то вызвал. Так, Ахборс, кто вас в джихад загнал? Жизнь. Нет, лжете. Вы прекрасно понимаете, кто вас закинул в джихад. Там политика, жизнь это общее. Не надо рассказывать жизнь. Скажите, кто вас загнал в джихад? Давайте будем откровенными. Джихад это же война. Я не знаю, как вы понимаете джихад вообще. В вашем понимании, в вашем восприятии, что такое джихад? Рубиться полный рост. Раньше С кем? у нас с врагом. Это кто у вас враг? В данный момент выясняется, кто... Какой вы скользкий, Акморза. Вроде бы такой глуповатый человек, а на самом деле очень скользкий. Джихад на каком языке это джихад? На каком языке это? Джихад. Ахборс, почему вы такой скользкий? Расскажите нам, объясните, почему такой скользкий. Может быть, он... Вы и нашим, и вашим, и за наших, и за не на наших, да? А где наши, где ваши? Не, интересно, вот вы говорите, у нас типа война, джихад. А кто нас убивает, вы не говорите. Что такое джихад для вас, вы не говорите. Против кого мы ведем джихад, вы не говорите. Для меня это все ведет, он, знаешь, как этот Путин. Нет, подождите, что, значит, до него не было джихада, да? До него, конечно, было. Так. Конечно. А джихад с какого года идет? Как бы, скажем, мои отцы оберегали... А ваши отцы джихадили, что ли? А? Джихадистами были? Я не знаю, но они... В 17-18 веке чеченцы джихадистами были? Я же тебе говорю, они защищали свою родину. Нет, давайте определимся. 17-18 век, ваши предки, они были джихадистами? Так, 17-й, да, аж? 18 век, да.
хорошо, хотя бы в 18 году. Особенно началась интенсивная экспансия на Кавказе, в Чечне именно, после Наполеоновских войн, 1812 год заканчивается война. Все русские генералы направлены на Чечню, уничтожать чеченскую нацию. Да. С самым современным на то время оружием. Артиллерия, мушкеты, все, конница, кавалерия. Все было. Там был джихад? Ну нет, это уже не джихад был. Это А что там было было? завоевание нефти, черного Нет, золота. подожди. Какой вы молодец. Россия, русские войска, имперские войска пришли в Чечню. Они чем занимались? Они, значит, только нефть хотели захватить, да? А чеченцев не трогали, выходит, так? Ну, Путин же высказался. Мне Нет, нужна давайте, вы сказали сейчас Путин, потом там, мы давайте начнем, ну, как бы, методично. Вы хотите про кого поговорить именно? Про Путина? Давайте про Путина тогда, да. Да, в историю полезем, ладно. Вот, Не, вам какая тема, ну, какой отрезок истории интересен, Ахборс? Путинская Россия или царская Россия, или коммунистическая? Какая вам Россия интересна? Мне вся жизнь моих отцов. Очень интересно. Ну что, а можно на одну Хорошо. секунду? Вы так немножко бурно вошли, как вот поток горный. Потому что... Вы хотите, чтобы я вышел бурно, да, тоже? Нет, я не о Как том. я вижу, допустим, да, вот как Нохча пытается перевести, как потому я что- это вижу, как точно. Секундочку, извиняюсь, Борс, с вашего позволения, Борс. Джихад – это фашизм. Джихад – Да. это завоевание. Это фашизм, да, это фашизм. Это Я тут с вами фашизм, согласен, да. Это итальянский фашизм, это Муссолини и так далее. Да. Это завоевание. Не надо говорить что джихад это якобы, да, что-то там для освободителей и так далее. Джихад это Хорошо, типа фашизм. извини, я уже понял. Вот смотри, есть две моря, да, Каспийское и Черное, да? Ага. Началось. Сейчас он начнет все рассказывать, но ни на одну тему он не ответит, да, развить не И, даст. Ладно. и хребет там идет, да, вот Да. горы, да, вот Да, Кавказский хребет. Короче говоря, Кавказский хребет, с этой на Черное море, там грузины и так далее, да? Джихадисты. Грузины тоже джихадисты, правильно? Да? Я еще Грузины не же знаю. джихадисты. Я еще про них не знаю. Не, ну давайте определимся, они джихадисты или нет, вот грузины. Мне интересно знать, они джихадисты или нет. Ну, скорее всего, они поддерживают ростовских казаков. Они в массе свои джихадисты, правильно, Ахборз? Вот именно, да. В большинстве своем они убежденные, упертые джихадисты. Грузины, если вы нас слышите, это так, да, джихадисты. конечно. Все, мы определили их, да. Прям как А донские казаки джихадисты? тоже джихадисты. Все, там тоже донские казаки. Вы нас слышите? Если вы нас слышите, вы тоже джихадисты. Так, продолжаем дальше. Вот. А Степан Бандера не был джихадистом. Джихадист? Нет, это уже Почему? не джихадист. Почему? Потому Подожди, почему? Потому что он у богатых отбирал, у офицеров... А это разве не джихад? Нет, это уже тоже оборона. Не-не-не-не-не. Пророк Музмагомед нападал на караваны, собирал себе добычу, 20% давал Аллаху, 20% брал себе, оставшиеся 20% раздавал своему джамаату-банде. Степан Бандера, если у бедных забирал, раздал, уже джихадист? Нет. Он же по сути пророка Музмагомеда работал. Он налетчик. Да, вот Не налетчик. джихадист, как Музмагомед. Правильно? Хорошо, пока Ахборс подумает, думает. Только он не на внимательно, верблюдах пока отвечаешь, нападал, чтобы тебя а не- в лесах чтобы тебя не ходил, да, притянули за карпатских. ответ. Конечно. За нос, либо за язык. Макс, Ну лучше что, не мира надо, вам, Макс, добра, сейчас лучше не надо. потому что мы тут общались, я уже буду уходить скоро. Макс, вы кто такой вообще? Вы тоже джихадист? Нет, я с Украины, я... В украинский джихад. Подождите, нам Нет, интересно я ваше не мнение. Да? поддерживаю, и- Украина когда будет Россия объявлять Подожди, джихад? и я не поддерживаю какие-либо радикальные вот ритуалы. Хорошо, Нет, тогда есть- что на вашей территории делает батальон имени Джихара Музаевича Дудаева? У меня Джихадистский. нет никаких территорий. Я... Ну, с Украины же, я правильно? человек не страны, а ума. Нет, на вашу Если страну же напали Если России, нет русские ума, то джихадисты. территория не помогает. Русский джихад же сейчас у вас идет, правильно? Украина Брат, же всего попала тебе под мирного, агрессию. доброго, наилучшего. Не, вы трус, значит, да? Вы не хотите свою страну слово сказать? Вы трусливый лжец. Я вам говорю, как есть. Вы предатель. Ты сказал, предатель. не выслушав даже. Вы просто мерзкий тип, я вам говорю, как есть. Я в лицо как бы не могу сейчас сказать, но вы очень трусливый Если ты человек. не ответив, уже перекручиваешь ответ. Вы очень трусливый, мерзкий, подлый человек. И как ты судишь чужого раба, стоит ли он или падает? Потому что вы не можете сказать Он четко, его что поднял. происходит на вашей родине. Со мной поговорить. Ничего доброго не происходит. Украина является жертвой русской агрессии?
Украина является жертвой невежества. Жалко, и закапывать. невежество является, да? Значит, русские там людей не убивают. еще Нету она Бучи, является нету ракетных жертвой обстрелов. некоего криминального авторитета, который вот называет себя Путин. Ага. Значит, в Украину не обстреливают ракетами, снарядами, бомбами, да? Дронами, шахедами. Ты сказал так, я такого не говорю. Вот А сегодня- Украину не обстреливают, да, вот значит, нормально. Так, украинцы, ныне- слышите, вот ваши украинцы приходят на чеченские площадки и говорят, что в Украине все хорошо. Это, Нет русского это джихада. ложь, это неправда. Ну, вас Ничего обстреливают тут или нет? хорошего. Просто четко можете сказать? Ну вот сегодня была такая не массированная, но не слабая атака. Ага. Ну, значит, все-таки вы являетесь жертвой агрессии? Смотри, каждый, и я в том числе, мы являемся жертвами неверия и нелюбви к Всевышнему. Если Нет, при чем Всевышний тут предлагает тебе Всевышний, жизнь неверие, вечную, верие, а ты затверие, материшься и приверие? суетишься, Какая разница? Вас а не важно. обстреливают кто? Подожди, ну что, не перебивай. А ты о неважном суетишься. Это даст какую-то тебе прибыль? Конечно, Да? мне даст. Я хочу знать, что происходит в Украине. Подожди, а Иисус говорит, что толку, если Да при вы чем тут верите? Иисус вообще? Если Нахрен вы мне этот обретете Иисус весь нужен? мир, Попроси а душу Украину. свою погубите. Ну, сейчас Чем дадите позволяет, залог за секундочку, душу Макс, свою? Макс, подожди секундочку. Почему ты меня вводишь в заблуждение? Вот все, что ты мне говоришь, ты говоришь, иди на самоубийство. Ты мне говоришь, уверуй в Всевышнего, уверуй в то, уверуй во Христа, как бы, все будет с тобой хорошо. И тут херак меня кто-то взял в голову в пулю, как бы, какой-то джихадист взял меня, Давай я тебе застрелил отвечу. нахуй. Подожди, с какой нет, с какого хера, как бы, я должен тебе доверять? Не надо, не доверяйте, мне доверяйте, я так ваш ты брат не веришь Вася. Моисею тебе пророкам, другой не мне. разговор. А? Если бы ты слушался Моисея, ты бы и меня. А почему это русским не говорите, уверите во Христа? Моисея. Когда я себя вот веду себя, как сегодня я веду себя в Израиле, слушаюсь Моисея. Смотри, а в Какого хрена я книге... должен тебя слушать? Подожди, а в книге «Плач и ревни» Я не знаю твои А почему вы русским не говорите? Есть Не слово, говорите, что уверите во Я Христа? знаю для себя, Подожди, я когда знаю бьют для вправо, себя поставить правила другую. выживания от Да. Моисея. И все, и точка. Нахрен мне все остальное А знать. почему вы русским не говорите, уверуйте во Христа? Не убейте. Говорю, почему нет? Где вы? Где я? Я что-то не вижу вас Вот на смотри, русских площадках. 68 людей, а было 85, 80. Не, это вот чеченцам пришли и к евреям Тут говорите. есть разные люди. Где тут? Тут одни Это евреи и много- чеченцы. Я русских здесь не многонациональный вижу. эфир. Тут даже Я только когда на евреев вашем- здесь вижу, и чеченцев. Тут даже И когда всяких на, дагестанских муджаидов. на вашем персональном языке разговаривают русские тоже сидят. Даже русские не Серьезно, зная языка, джихадисты всё здесь, равно да, ждут. собрались? А вот Христос был джихадистом, как вы думаете? Да, но не в том понимании, как мы верим. Как мы человеческим понимаем. Ну, политическим опишите языком. его джихад, каким он был? Иисус говорит, не мир я принес, а меч. И Все, двух- вот, видите, начинается джихад. Подожди, нет. Рай по Пятеро тени разделятся сабель, в как у доме. арабов. Ну не перебивай, потому что ты вот как бы, ну А хуже, вот, как нет, дай мне договорить. не умный. Это интересно, кстати. Да, Да, и 5 разделятся в доме. Мгм. Трое против двух, двое против 3. Невестка против матери, сын против отца, отец против сына. Что имеется в виду? Например, я разуверился в Аллахе, решил пойти за истиной, решил узнать истину, хотя бы проверить, вот от Христа истина или нет. А меня вот мама, папа говорят, мы тебя не убьем, но вот кормить не будем, одевать не будем. Ты еще несовершенный, малолетний, потому что ты вероотступник. Стоп, ты елки-палки. Потому что ты вероотступник, например. Все, Лазик, вас продали. И истина, она Обратно вас призывает как бы продали евреев, покаяться и христиане. отречься старого. Лазик, мой молочный брат, не поддавайся его, вот это Лука, этот неверующий, страшный человек, он тебя продаст. Подожди, Ерунда. еще раз. Я хочу понять одну вещь. Если мне ударить по одной щеке, мне вторую подставлять, да или нет? Ну, это то, не что я щеку говорю, надо я зад не подставлять. Я Как по имею в исламу, виду, задницу она- поднимать и стоять на четвереньках всю жизнь, бояться. Ну подожди, не к тебе, да, вопрос, да, тоже. Владик, но если ты надеешься на воздаяние праведников, зачем вот этот тебе мирской этот? В смысле мирской? Газ. Лазик, все раздай, все свое имущество раздай. Отдай палестинцам, иди, ради Христа. Поставь вторую, я не понял, что мне делать дальше? Смотри, у меня не раз вот бывают такие случаи, я проповедовал, и меня не Вы- раз тоже если ругали и мазохистка, даже об этом били по другой лицу. разговор. Подожди, обманывали, обзывали, били по лицу. Но Ага. когда я не спорю, меня не продолжают бить. Им становится стыдно, а потом я иногда вижу, они ходят Так, подожди, по а улице. сколько раз тебя Подожди. били, извини? Подожди, а иногда вот смотрю, они ходят по улице сами не свои, как будто их кто-то разорвал на части, как будто Избиен, лев их послушай разорвал на меня, части. избиен. Но я им не желал зла. Нет, подожди, стой секундочку, стоп.
Ты сейчас что пытаешься? Лазик он тебя продаст, не верь ему. Смотри, не я учу, а Еще раз, Танах и пророки говорят, что За 10 отдай серебряников суд Богу, продаст. ты слышишь? Он христианин, не верь ему. Танах и пророки, Моисей и пророки говорят, отдай Он суд христианин, не верь ему. Ты сейчас что мне рассказываешь? Что тебя один раз тебя ударили Не по забывай, лицу, ты еврей, Лазик. и ты... в Нет, конце не один концов, раз, не один раз. Я понял, что не Немного, один раз, но как бы. не- Это будет продолжаться, как не бы, в раз. будущем тоже. Не, я понял, что это будет продолжаться. Ну, а как бы, за в любом истину случае. разве не бьют? Разве нельзя пострадать за Так истину? пойди повейся, может, и поможет миру. Ну, не искушай Господа Бога твоего. Отойди от меня, сатана. Ибо ты мне соблазн. Ладно, Во я имя пошутил. Иисуса я Не-не, тебя я пошутил. Лазик он тебя вопрошаю и продаст. прошу, не говори Он ничего. подготавливается, чтобы воспринимает тебя это продать. серьезно, За как 10 я пошутил. серебряников. Поверь мне. Он Ну, я христианин, не желаю христиане ни- всегда ни продают, как добра, ни зла, мусульмане. я они хитрые. прошу Но вообще не благоденствия слушал, он тебя искушает. на вас от Всевышнего. Пусть Всевышний Вы вам мусульмане, поможет. христиане одинаковые все. Вы сектанты. Ты говоришь, потому что ты не знал ни Во имя Отца и ни Сына меня, и ни Святого Отца. Духа. Аминь. Вот, Отче нас, подтвердилось. и же сними. Благословенный хлебушка нам дай, черного хлебушка и белого стаканчика воды. Просто черный хлеб и стакан воды, и все нормально. Во имя Иисуса, Во имя милостиво, Отца и Сына драгоценного, и я прошу Святого вас всех Духа. Аминь. покайтесь С и именем образумьтесь. Христа сколько людей И поубивали. не называйте невежеством то, что я не называл. Зачем вам говорит Киевская Всевышний. Печорская лавра? Иногда мы своим умом думаем, Зачем что вам эта лавра сектантская? о Зачем? человеке нехорошее, недоброе, а на самом деле... Зачем не вам зло. сектантская лавра? Лавра – это Киевская Печорская. Я не поклоняюсь иконам, каким-то мощам, и к этому домостроительству Макс, не беги. имеет Макс, отношения. Макс, беги отсюда, беги, там, иди отдыхай, хватит. Да, всего хорошо. Я даже, Давай, если не в обиду, кто-то скажет, что я еретик, это мне не важно. Ты молодец, В ты как Троицу я не верю. Я верю А в кого вы верите? В Христа верите? Я верю, в Отца, Сына и Святого Духа. В но не в Отца, три. Сына и Святаго Но не Духа. в три. Аминь. Ради Аллаха. Аминь. Ради Мухаммада. Аминь. Ради всего святого. Аминь. Дорогой друг, ради того, что вы... Просто за то, что вы были с нами, смотрите, слушайте, вам. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам. لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Все молитвы у нас есть, все. Какая вам нужна? Я русский, я иду до конца. Нохчо, а что значит легион демонов? Это вы демон. Вы демон во плоти. Вы дьявол и есть. Вы есть и все черное, приносящее зло людям. Потому что вы пропагандируете слепость и неверие, и страх. Отойди от меня, сатана. Изыди, Говорит Иисус в изыди, Гефсиманском саду к Петру. Вы сатана. На самом деле вы и Я есть во имя сатана. Иисуса Христа призываю тебя не говорить ничего, кроме правды. Изыди, Кроме сатана. правды, неправду не говори. Изыди, сатана. Вы и есть сатана. Вы проповедуете страх Крест лицо его и слепость, именно чтобы люди были слепыми. Не почему могли ты, зная Евангелие, достать истину. не жил за ним? Евангелие, да, есть еще? Да, почему ты, Что вы знаете про зная Евангелие? слова из них, не строчил их наизусть в своем уме, в своем сердце, а пытался как-то оправдывать беззаконие? Вы и есть беззаконник, потому что вы оправдываете беззаконие.
Почему Иисус был распят? Вы же христиане уже предали. Ты сказал неправду. А что я сказал? Я Кто его тебя на не Голгофу обольщал поднимал, ничем. заставлял? Это ты пытаешься нападать на Вы лжец. имя Иешуа. Вы сатана. А почему ты не любишь брата? Кого? Я люблю вас за то, что Написано, вы человек. кто говорит, что знает Бога, а брата не любит, не уважает, тут лжец и нет. Я Бога не знаю, с ним лично не знаком, и богов нету. Это все выдумки людей, сказки людей. Так просто. видишь, ну ты же говоришь, что что-то знаешь, существует, что Макс? знаешь истину. Максим, Макс. Еще назвал нас невеждами, но ведения Максим, не имеешь. Макс, Да. сатана существует, дьявол. Ну, читай Танаха, Моисея, там все описано. Нет, ну что читай, я тебе задаю вопрос. Я не Смотри, читал у вас много такого, не в обиду, у вас вот этом... Оставь в обиду, я задаю тебе вопрос. иудейском, Подожди. иудаизме, не иудейском. Давай не играть со мной в эти игры. Я Как бы, еще тебе раз. разъясню. Я человек, знаешь что, я вот атеист, да, допустим, да, скажем так образно. Вот ты заходишь, проповедуешь свою там, религию, да. Я задаю тебе вопрос. Сатана, дьявол существует, да? Смотри, или нет? я не раз видел, как люди мучились. от демона. Я не знаю, мучай, скажи да или нет, скажи, оттуда будешь мне Ну рассказывать, ты же не почему веришь. это Ты же существует не и так веришь, далее. потому что ты поверил Причем веришь, не веришь, да или нет. Ну, я видел не раз, как демоны Тебе, сатана. покидали человека. И человек Освящает выздоравливал, ему Слушай, сатана. становилось лучше, легче. И этого. Видишь, тебя Бог накажет все равно за твою вот эту пропаганду. Написано не так, Секундочку, написано. ответь мне на вопрос, мне интересно, честно. Я не просто в ТикТоке сижу, я вот интересуюсь, как бы, да, вот задаюсь вопросами и так далее. Я вижу, ты здесь зашел, как бы, такой миссионер, там, христианство и так далее. Вот я хочу тебя услышать, я вот задаю тебе вопрос. Твоя цель мне рассказать, ты обязан мне рассказать. Да, правда? это неправда? Лазик, ну я не Да, против ну подожди вас. секундочку. Да, ну так ты Правильно? спросил. Так есть дьявол, да, есть дьявол, правильно? Но сказано? написано, не мудрствуйте сверх написанного. Я не Еще знаю, сказано, ты разговариваешь со мной подожди, непонятным пусть языком, мудрость да или ваша нет? будет, секунду, пусть слово ваше, мудрость будет приправлена солью, чтобы вы умели, знали, Маш, что ты кому меня в когда жопу послал, отвечать. как бы, и ты берешь меня Я просто- не против ты созвониться с ты меня вами. отдаляешь от своего... Подожди, я не против с вами Где? созвониться сейчас, либо Ты попозже. отдаляешь меня от своей веры. Вот сейчас дай здесь дослушать. проповедую. Это твоя цель в жизни. Нет, Ты проповедник. цель Давай, моя Не верим, Лазик, познать это правда. Всевышнего, Вопрос. а не умничать здесь. Он на христианин, не теле- верим. на Ты телемарафонах, умничаешь. на эфирах, на каналах. Это я умничаю? Нет, Лазик, я не тут поддавайся пришел этой и пропаганде. поумничал. И еще и... А в твоих глазах я вообще как будто одержим. Макс, не надо Паранойя. Лазика трогать, он наш. Я не могу Я тебе его не вот быть в отдадим. искушении. Я просто как бы, я должен понимать, с кем я общаюсь. Как бы, Да, вот, смотри, допустим. я не против вас. Есть- Лазика мы может, тебе не может, отдадим, на Макс, отдельной бесполезно. площадке, В но ты не ком-то из хочешь. тех людей, с кем я общаюсь, живет дьявол, как бы. Может, мне с ним лучше не общаться. Понимаешь, в чем Лазик, дело? я Давай, не против с тобой обереги меня от познакомиться. него, ну, обереги меня от этих людей, как бы, да. Да Извини, слушай, сатана. брат, я не против с тобой пообщаться более набожно, более культурно. Но ты Ну не все, хочешь. ну так скажи мне. Если да, ты действительно тебе это надо, я могу как бы ответить за свое неверие, за свое упование. Потому что я еще не верю так, как нужно. Потому что написано, что верующего в Иешуа Смотри, подожди, Макс, будут Макс, не- подожди, вот что ты Леон, хочешь? дай. Подожди, что ты от нас хочешь? Вот скажи мне, что ты вот... Какой твой Да посыл? ничего, он уже от нас не хочет, он просто не может от Я нас уже избавиться, устал как бы, не этого, может уже- спокойно уйти. Я уже устал Пускай ответь мне на вопрос. Люди слушать. Хватит. Лазик, я тебя тоже умоляю, хватит, мне уже голова от него болит. Почему хватит? Хватит. Хватит, серьезно, серьезно. Хорошо, задал вопрос, мне интересно, серьезно. Во-первых, Лучше это стрим, как бы, тут спикеры сидят, там, общаемся, задаем другой вопрос. Давай лучше Абдулашика, а то у меня сейчас здесь уже эти проповеди уже, хватит. А чем у тебя не Абдулашка? Лазик, Он открой, божественный. хочешь отдельно стрим, я смогу, может, даст Бог с тобой поговорить. Ну, вот в этом бардаке это... Мы просто кого-то раздражаем, кому-то не нравится, кого-то вообще от этого тошнит. Для чего эти споры? Я с тобой в одном стриме двоем не останусь. Если хочешь, вот только так.
Ну, возьми эту, Вику, Таню. не знаю. Таня, есть у тебя? Кинь ему данные твои, да, Но, Лазик. Лазик, если тебе... Он тебе приснится. ну, Ты ему Бог не Господу поможет, то помолимся. тебе не поможет ни Таня, ни Маня, никто. Господу Понял? Тебе надо помолимся. надеяться на Всевышнего. Судящий всех духов нечистых и силою слова изгнавший легион, явися теперь через единородного Твоего Сына на творение, которое Ты сделал своим образом, и избавь его от обладания врага, чтобы оно помилованное и очищенное вошло в святое Твое стадо, и сохранился одушевленный храм Святого Духа и божественных пречистых тайн, благодатью, милосердием и человеколюбием единородного Твоего Сына, с которым благословен вместе с Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, и теперь и всегда и во веки веков истину. Аминь. Вот, кто? Мне ему верить? Макс, верите? И смотри, вот смотри, Лазик, и Бог дал верующим вот силу ему изгонять верит, демонов. сейчас он это А у делал меня не искренне верю, я сейчас? не знаю, как изгнать из этого Ну, человека, я должен который не понимать, Нохчо, но так из подписан него как изгонять Нохчо. что-то надо, правильно? Я так понимаю. Да, какой-то надо он из странный него был, изгнать этого демона, а у меня не хватает веры, не хватает знаний. Понял? То я, не слабый, я, наихудший, наислабейший. А ты его лопатой, Макс, лопатой. Господу помолимся, призываем Тебя, Владыко Божий, Вседержителю высочайший и неследимый мирный Царю, призываем Тебя, сотворившего небо и землю. От Тебя произошло первое и последнее начало и конец. Ты дал людям власть над четвероногими и бессловесными животными, по елику Ты, Господи, повелел это. Простри сильную руку Твою и мышцу Твою высокую и святую, и, презирая, презри на это создание Твое, пошли ему ангела мирного, ангела сильного, хранителя души и тела, который запретит и отгонит всякого злого и нечистого духа. По елику Ты единый, высочайший Господь, Вседержитель благословенный, во веки веков истину. Макс, ты кайфанул, Макс? Аминь. Ты уже кончил, Макс, все? Нет, ну хватит. перебивай, Вот не это перебивай. уже чересчур, не кончил. И Чем вот это? смотри, Нет, ну, Лазик. вопрос серьезный, вопрос А ты серьезный. заметил, Сейчас Лазик, что я не знал этого человека Нохчо, но я ему задал Хорошо, такие да, но вопрос непрямые серьезный. вопросы, почему он оставил веру, Вот по-твоему, Евангелие, в нем кто почему говорит? он не жил по нему. Это он говорит, как личность, или в нем сатана сейчас говорит? Или как человек? Как Ну, вот в нем он? есть некая не то что Мгм. одержимость, как бы... Мгм. Подожди, есть как бы обязательство. Он пообещал Творцу, но не жил по вере. И как бы Бог его предал превратному сознанию, превратному уму. заметь, ты для меня точно так же разговариваешь, как он сейчас только что говорил. Вот точно так же ты разговариваешь. Только ты не так быстро это делал. Ну, а ты разве не чувствуешь намерения тоже человека? Какие намерения? Ну, добрую совесть, либо злую. Господу помолимся, Господу помолимся, Господу помолимся, Божественное, святое, великое, страшное, вседейственное имя. Призываем для изгнания Твоего отступника, запрещения Тебе, дьявол, вредить. Бог святый, безначальный, страшный, невидимый, по существу несравненный, по могуществу непостижимый, по божеству, Царь славы и Владыка Вседержитель, благоуспешно призвавший все из небытия и бытия словом, ходящий на крыльях ветров, запретит Тебе, дьявол, запрещает Тебе, дьявол, призывающий воду моря и изливающий все на лице всей земли, Господь. Силы имя Его запрещает Тебе, дьявол, Господь, которому со страхом служат и прославляют бесчисленные небесные огненные чины, которому с трепетом поклоняется и прославляет множество ангельских и архангельских сонмов. Запрещает Тебе, дьявол, Господь, почитаемый от предстоящих кругом сил и страшных и жестокрылых, многоочитых херувимов и серафимов, двумя крыльями покрывающих свои лица по причине невидимого и неследимого божества, двумя крыльями закрывающих свои ноги, чтобы не быть попаленными от несказанной славы и недомыслимого величия Его, и двумя крыльями летающих и наполняющих небо своим воззванием: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнен небо и земля славы Его». Запрещает Тебе, дьявол, Господь, из отческого лона сошедший на землю Бог Слово, и через поклоняемое неизреченное и пречистое воплощение от святые Девы, неизреченно явившийся в мире для того, чтобы спасти его и
Не зринув тебя с неба собственную силою, показать тебя всем погибшим, запрещает тебе дьявол. Господь, сказавший морю, молчи, пристани. 4/39. Как тебе, Аминь. как тебе такое, Макс? И ты такого святого человека обзываешь, оскорбляешь, что он дьявол, вот серьезно. Даже самый святой человек, душечка. А ты не знаешь, что даже демоны верят, что Бог един, и трепещут перед именем Его и Сына Его. Причем если одно к другому, он тебя молитву читает, он тебя призывает. А ты не слышал, перед этим я сказал А ты «Амен». берешь его оскорбляешь. Вот, Амен, да. вот не последнюю молитву, а Так предыдущую. кто он для тебя? Кто он для тебя? Я же не против слов. Подожди, кто он для тебя? Ну, человек неверующий, невежественный. Как это не вижу? Ну, потому что он говорит, нету никакого Бога. Это все выдумки. Скажи Но мне, при он этом тебе сейчас он молитву когда-то читал? он стоял не в вере, а в неверии, в неком православном течении. Право верить, не верить. Ну что, а с какого ты православного, вот из какой ветки? Джихадистский, православный, русский Не, православный, говори исламский прямо. джихад. Во Шариат. имя Иисуса Христа, говори прямо. Я на пути ничего. джихада русского православного, я джихадист. Ислам, шариат. Да. Я серьезно говорю, не смейтесь. Я Видишь, что джихадист. с ним делается, человек? Я русский православный исламский джихадист, муджахед, жаждущий истишхад, чтобы быть шахидом. Мне нужен истишхад. Я хочу себе взрывчатые вещества. Я тоже на Послушайте, да. Бамбале. О, пришел. Все, вам всем конец. И мне тоже. Иншаллах. Мы заставим Опять Вендетту разгрузили. Проснулся демон. Вендетты здесь нет уже где-то часа 2, наверное. Да, все общаются, Где-то где-то проснулся, все, нам конец, разбегаемся. Помилуй тебя, Никто не справится. Вендетта Господь. Да, Валя, И Вендетта. помилует, и Леон. образумит, и очистит, и А, осветит. Макс, вы знаете, я хочу на истишхад, а чтобы попасть на истишхад, это высшая награда для мусульманина, я стану шахидом. Но для того, чтобы я смог сделать истишхад, это самоподрыв по-русски, я должен в свой задний проход засунуть много-много взрывчатых веществ. А для этого мне нужен один муджахед, чтобы он меня отдолбил в задницу. Вы хотите быть таким муджахедом? Тебе Леон, нужно... твою маму ебал, твою маму на шампур посажу, Леон, блядь. Можете таким быть муджахедом Тебе не православным? муджахедом надо стать, тебе нужно пока. Но это по исламу, по русскому православному, на самом деле. Это так делается. Есть фетвы. Тебе нужно От попов отбросить русских. ложь, неверие. Русские в рясах, попы с крестами и деревянными не выдают православ. фетвы. И знаешь, я тебе не могу запрещать, я просто тебе так Почему? скажу. А вы не хотите помочь мусульманину стать шахидом? Смотри, когда Моисея тело хотел Русские сатана попы украсть, в рясах, я же вам говорю, с крестами деревянными на шее, они такие фетвы то выдают. архангел Михаил сказал, Вы не да слышите, что я вам запретит говорю, тебе да? Господь, сатана. Вы меня не Я хотите тебе слышать, не да? Я так запрещаю, понял. а запрещаю Вы сами именем с собой Иисуса. говорите или вы с людьми Его говорите? имя да закроет твои уста. Аминь. Ага. Не, ну понятно, я понял, я-то закрою свои уста. Вы слышите вообще, я говорю, русские православные мусульманские джихадистские попы с деревянными большими крестами выдают такие фетвы, говорят. Задницу побольше взрывчатых веществ и на истишхад. Благословляю тебя на образумление, На истишхад? на образумление, чтобы ты возрос в образ Всевышнего. Благословляю тебя на истишхад. Аминь. Нет, вот, чтобы ты оставил безумие и неверие и познал. Ой, какой вы все-таки. Страшно, Познал просто это неверие, страшно. чтобы ты Неужели через такие люди есть на истину этой познал планете Земля? неверие и уже не 21 сказал век. ничего нехорошего. 21 Ни плохого, век, ни хорошего Макс. не говори. Ну, Говори хватит только уже так, эти сказки. как в Иешуа. Аминь. Ну нельзя же так. Потому что, Нельзя же смотри, быть таким никто не примитивным. добрый. Ты в начале разговора, как только зашел, говорил на людей добрый. Никто не добрый, как только Бог. Какой Бог? Ну скажите мне, вы хоть одного человека и в прошлой жизни, и в настоящей видели, который видел Бога? Макс, а он имеет право верить, не верить? Вот скажи мне честно, вот он имеет право иметь на свою вот свою... Ну, я же его не заставляю, но ты должен плакать за Стой, него. стой. Ты услышишь меня, шеф? Чего? Он имеет право сказать свою веру, он верит. Это он имеет право. Только да или нет? Надо Ну, без философии вот это. Да или нет? Смотри, Да, нет, стой. смотри, стой. во Он не время скажет. пророка Мухаммеда таких побивали камнями. Да при чем здесь... Ты, блядь, А, вот, они, видите, состыковка православных с исламистами. Вот джихадисты с православными вместе побивают камнями друг друга, да. А в задний проход во нужно время долбить, чтобы Иисуса, взорвался? Когда Осуждаю, привели да. женщину и сказали, Истишхад. надо ли ее побить камнями, то он Да. сказал, А зачем кто с женщин вас бить? без Постоянно греха, бьете слабых. Зачем слабых бить? кто с вас без греха, то пусть первый бросит камень. То я не могу бросать
Послушай, ты мне уже дырку в голове сделал, послушай. Если ты не будешь говорить по существу, пойдешь вниз, подышишь воздухом. Я тебе задал вопрос. Он имеет право выбора сказать, я хочу вот буддистом, монахом и таким-то, таким-то, неважно. Да или нет? Если скажешь, сейчас начнешь уходить, спускаешься вниз. Ты какой-то малохольный, все, извини меня. Отключаешь микрофон, говоришь по существу, да или нет. Включай микрофон. Если он в обманутом состоянии, что делать? Все, и ты Помочь или оставить? Иди отдохни, давай, все. Давай. Ну зачем так жестко делал? Он же добрый парень. Зачем так жестко делал? Он же добрый парень. Смотри. Зачем так жестко делал? Приходит человек, навязывает... У кого там так? Бля, а чё, меня приняли, что ли? Я что-то пропустил? Навязывает свою религию, понимаешь? И вот ты не веришь, не верь. Это твое личное. Ногчи. Это все ваше Не, ну личное. я понимаю, но он такой же, как и мусульмане. А прийти и сказать, что ты не веришь в того-то, и ты там одержим, и ты дьявол, и это... Понимаешь, это уже табу, все, и тут уже все, я уже не хочу, не готов это слушать. Но он в какой-то степени тоже джихадист. Призывом занимается, Всё, как мусульмане. Понимаешь, я сижу уже час, давно слушаю, но уже все, уже, ну и все. Но он такой нормальный парень, его нельзя обижать. Он хороший парень. Макс Файн Христос, приходите к нам еще, не переживайте. Мы вас ругать не будем. Макс, поднимайся, только Просто Леон устал уже, у него голова болит. Он работает целый день, занимается искусственным интеллектом, а вы ему долбите в голову всякими псалмами. Он же тоже не железный. Он, понимаете, кусок хлеба себе зарабатывает, работает упорно. Тут еще модератором работает бесплатно. Ему Вендетта деньги не платит, премии не выплачивает, как мне, Госдеп с Конгресса и Сенат США. Бля, а когда мне будут платить деньги? Вам уже заплатили, хватит вам. Сколько вам заплатили, вам достаточно. Да. Спасибо, Ногчи. Ректор, Я когда вам не будете желаю деньги ничего, выплачивать, премии ничего, премиальные? кроме доброго, хорошо? Всего Да. наилучшего. Макс, Мир, мы вас любим. долгоденствие и любовь. Макс, я серьезно говорю, я вас очень сильно уважаю. Вы хороший парень, на самом деле. Добрый человек. Ну, извини, никто не добрый, как только... Не, царь. я говорю, что вы Господь добрый. Бог. Вы, несмотря на то, что мы как бы над вами патрунили, вы все-таки самообладанием, вы как бы имеете самообладание. Выдержка тоже есть у вас. Вот даже за это я вас начал уважать. Ну, никто ничего А вот сам от любовь себя потом делать не придет может. как-нибудь, хорошо? Любовь сразу так не приходит. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Да, спасибо на добром слове. Спасибо Дело вам тоже. доброе. Люблю вас ради Христа и во Христе. Но все-таки покайтесь, потому что... пока Я не уже поздно. каюсь, да. Можно как-нибудь к вам прийти на исповедь? Ну, ничего не могу, знаете, делать сам от себя, если не дано мне будет свыше. Если Господь Все. А благословит, куда да, приходить на оно- исповедь? Просто скажите, я приду. Ну, как идти? Это написано в духе и в истине будут поклоняться Нет, к вам я истинные хочу на исповедь. поклонники. Я хочу, чтобы все мои грехи вы приняли. Как бы меня освободили, Нет, отпустили. физически это не в силах. Я должен могу закончить просить, чтобы- физико-математический факультет? Я могу вопрошать у Всевышнего, чтобы Всё. он давал помилование и вразумление. Скажите вот в прямой эфир сейчас, пожалуйста, Боженька, прости этого грешного. Написано, Скажите. помолись Отцу твоему. Не, вы в просто тайне, можете и сказать он- за меня, для меня? Скажите, просто мне Да-да, будет он приятно. и он, видящий тайное, воздаст вам явно. Я не буду так прелюбодейно на показ это делать. А почему прелюбодейно? Ну, Тут все наши. Так мне... Тут богоизбранные с нами. Так меня наставляет не мой какой-то учитель. Хорошо, ладно. Папа, Ну а ладно, Отец согласимся с вами. Все равно приходите к нам, хорошо? Обязательно приходите. Не делайте так, чтобы не приходить. Делайте все, чтобы прийти, хорошо? Можно я с Максом Да, с Богом. Всё. говорю? Да-да, но обещать не умею. Не имею. Ночью, послушай. Этот Макс, Леон, я думаю, если почаще будет таких людей, как, ну, мы прикалываемся, Макс. Мы с тобой сидим, шутим, как прикалываемся, такое, да. Чтобы ты понимал, что здесь не тот эфир, не тот контекст, где тебя могут услышать, чтобы на будущее все понимал, да. Я слышу, что ты уверовал ты себя, как бы, да. Мы тоже уверовали там по-своему, так скажем так. Только, Макс, Ну, тебе маленький совет. Никогда, а если ты верующий, не занимайся массонерством,
верит он в чего-то. Он не другого, может не ты заниматься должен- миссионерством. Он не может не заниматься миссионерством. Ладно, дай Не, я, он- дай я Вы же никогда не занимаетесь. Кому-то христианину советуют, чтобы миссионерством не занимался. Что, ты издеваешься, что Извини, ли? ну ты когда говоришь, я тебя слушаю. На, Нет, ну послушай, хорошо дай мне- слушаешь. Что за советы такие? ну, Христианину дай даешь? мне Хорошо, говори. секунду. Садковод, я Макс, вот у человека есть выбор. У человека есть выбор. Он верить должен чего угодно, что хочет, пускай верит. И не надо его там вот это... Вот он не верит это его. Все. Ты сейчас приходишь, я целые 2 часа, я вот слушаю, вот как ты пытаешься нам вдолбить эту проповедь, понимаешь, вот это. Не надо этим заниматься. Леон, Тут- а Моисею тут кто-то наоборот- давал право выбирать, идти в Египет или нет? Маркиш кого, Леон? И проповедовать Маркиш, кого? египетскому Говори, царю, ты фараону, или не перебиваешь проповедовать? меня. Когда Ну, говоришь, я ты перебиваешь. я Дайте, разговариваю с пожалуйста, тобой. Леон, Лазик, дайте, пожалуйста, мне слово. Я, Макс, тебя слушаю уже 3 часа. Ты вот честно, откровенно надоел мне со своей проповедью, потому что здесь все, кто сидит, здесь ни во что не верят. Ни в ислам, ни в иудаизм, ни в православие. Ни Ну, в... откуда ты взял такое? Я верю в иудаизм, допустим. Зачем ты за меня говоришь? Да ты вообще как бы переобуваешься каждую неделю. У тебя Когда каждую ты видел, неделю... когда ты видел мои кроссовки? Лазик, что я Лазик, у тебя на 7 дней в неделю каждый день ты Ну, переобуваешься. аргументируй теперь. Давай аргументируй. Давай. Я что сюда пришел аргументировать? Пример преподай, ты балабол. Из одного Давай эфира пример. вы скажете. Давай пример. Пример преподай. Одну минуту. Заходишь Ассаламу алейкум, балаболишь, мой хотя бы- брат хотя бы Муджад пример из подай, самой шариатистой Америки. Слышь, ты Вот, говноед. ассаламу алейкум. Вот этот, послушай, я верю в все Отца Всетворца. Подожди на минуту. Я верю в все Отца Всетворца. На нашем языке его называют Дело. За других тут не отвечай. Если сам не веришь, говори, я не верю вообще ни во что. За себя отвечай. Тут за людей не нужно отвечать. Златик, а ты Бога нашего зовут Дела, да. Надо тебе молиться. Еще раз. А, Владик? Что? Чего ты взял, что тебе надо молиться? Ты до этого сказал, что типа, вот я еврей, молитесь мне, христиане. Я сказал, что я еврей, молитесь мне, христиане? Да. Когда я такое говорил? Или нет? Давай я тебе скоро, наверное, там. LA, подожди. Да, было подобное. LA, я тебе скажу по-другому. В каком контексте я это сказал? Какая разница? Большая разница. Будет приятно, если тебе... Потому что ты зашел... Не, подожди, LA, подожди, стоп секундочку. Ты зашел до меня сейчас, просто докопаться, как бы. Чтобы поругаться. Нет, брат, я просто тебе спрашиваю, Потому что человек говорит, человек говорит, что вы убили нашего Иисуса Христа. Я говорю, он наш еврей, говорит. Вы не убили римляне, но по этим, там же против... А ты в это веришь? Папы. Я вообще хуй забил на все... Ну все, если ты хуй забил, что ты приходишь? На все, от мала до велика, мне похеру любая религия. Я есть Бог, я есть альфа и омега, так что как-то так у меня. Я просто, ты просто оскорбляешь своих друзей, христиан. Кого я друзья христиан? Да, ты говоришь, что... Ты если что слушай от начала до конца, когда я говорю. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Так, стоп. Аккуратней будь. Не. Я есть Бог. Подождите секунду. Я же не говорю, молитесь на меня. Как бы ради Бога. Молитесь вашим сказкам. Я сказал, что по твоей логике получается, если еврея, вы уверовали в еврея, и сегодня вы говорите, что евреи убили еврея, кто говорит? То, почему? Христиане, получается, говорят такие вещи. Нет, они вот говорят, Заход говорит такое. Что вы не приняли, а убили его римляне. А в принципе никто его не убивал, потому что он Бог, по описаниям.
Ну почему? Доказано, что убили, получается, как бы, да. Вы сами, как христиане, так говорят. Лазик, а не Тора ли учит нас, что если придет даже твой брат и будет тебе проповедовать другого Бога, другое учение, то убить его камнями, и чтобы Да, твоя рука была первой на нем? Да, есть Понимаешь? такое. И вот эти фарисеи, думая, что делают доброе дело, что ради Аллаха, ради мудрости, ради Всевышнего это сделали, убили неправедно. Неправедно. Неправедного в Послушайте их меня, глазах. друзья, Смотри, товарищи. он был неправеден в Друзья, их товарищи, глазах, в их послушайте непонимании. меня. Если вы уверовали в одну веру, то уважайте веру другого. Если вы уже так логически мыслите, как бы, да, как верующие люди, да. Скажи, а ложь правду может защищать? Если вы начинаете топить за свою веру и говоришь, что мы верим, а вы на уровне веры, как бы, да? Лазик, он тебе другой вопрос задал. И они также есть находятся такие на слова? уровне веры. Не надо мне тут рассказывать как бы, да, по поводу того, он что тебе другой кто-то верит задает. лучше или больше. Это Лазик, ты меня всего лишь слышишь? все, что происходит. Вопрос в другом, Секундочку, Лазик, Элэй, подожди вопрос. Вопрос Я в другом, отвечу, задашь брат. мне второй вопрос. И Не, когда не, вы не. говорите, Ты вы неправильно ему просто уверовали, то это на уровне веры. Вопрос в другом. Да, ни одного доказательства этому нету, на чем с этого, да? Значит, ты не можешь опровергать веру другого человека, на чем с этого. Так смотри, так что, ты... когда вы что-то предъявляете кому-то, то это только на уровне веры, на чем с этого, да? А ты Моисея как задавай второй объясняешь вопрос. людям? На уровне веры Вы или на уровне науки? верьте во что вы хотите. Но если эта вера вредит мне и меня где-то очерняет и говорит мне, что я Лазик, так ты мне твоей не вере, докажешь. Ты то не я тебе договорил. говорю то, что я тебе говорю. Моисей был или нет? Скажи, был такой человек Моисей? Был Моисей, я в это верю. Почему ж ты его не Я послушал? верю. Его кости, Почему ж ты не... его кости ничего как бы ни Исторически дерьма, ни можешь, гроба да, не видел. доказать? Но это Лазик? на уровне моей веры. Почему Для ты не меня это послушал? доказательство. Вы Почему ж здесь ты не будете- послушал вы Христа? не будете мне Что был? Так, подожди, не орите. Задаете вопрос, слушайте ответ. Да, исторически доказать. Можешь, что был Моисей, Авраам там? Да и ты, не ты Иисуса не можешь доказать, ни я, ни Моисей не могу доказать. Вот я просто верю. Всё, Верю, что Я не христианин, чтобы как ты тебе веришь. кто-то На доказал. И я уровне верю. веры, говорю, веры. Ну, когда вы на говорите, уровне веры, тогда вы, бля, когда уверуйте в меня, я Бог. что такое, я не понимаю. В чем Уверуйте в меня тогда, я Бог, я грек, дело? блядь. Я Вот и все, вот тебе, пожалуйста, ответ на Ну, твой по твоей вопрос. логике я иду, видишь? Вот по моей логике иди. А что ты мне Смотри, предъявляешь что-то? до Моисея эти 10 заповедей были? Я верю, что да. Значит, Моисею не давал Бог. Нет, 10 заповедей. я неправильно тебя услышал. Тут я ошибся. Нет, Моисей принес нам 10 заповедей. Были Ноевские 7 заповедей. Подожди, до Ноевские Моисея 7 заповедей. этих заповедей не было в Египте? Моисей принес 613. Не, вот эти 10, не убей, не кради, не прелюбодействуй. Ноевские заповеди. До Моисея они были или он получил Ноевские, это? как я знаю, могу ошибаться. Моисей получал заповеди 10 на этом Синай, не убей, не это, нет. Ну, по твоей... Они там тоже были, эти заповеди. Он, как народ бы, Моисея, не было знал 613. Всевышнего. Бога не знал, но он искал, размышлял, просил. 613 было. Написано, что Понятно. Бог услышал, как вопиет народ от этого притеснения фараона. 613 заповедей Бог это дал, да? Именно Моисей сидел и 613 заповедей, все записывал, правильно? Ну, я не совсем компетентен в этом вопросе, как бы, но как я знаю, что да. Как ты знаешь. Да. Хорошо, я бы с Элеем не хотел спорить, что-то доказывать, потому что он не переобувается, он даже не сбрасывает одежду старую. Макс, Он одевает сверху, на новую старую одевает. Опять же, Элэй сюда поднялся к тебе на подмогу. Не, он мне не помогает. Чтобы ты понимал. Он мне не помогает. Такая помощь, это врагу не пожелаю. Послушай секундочку еще. Ты христианин? Все, что мы говорим сейчас друг другу, это получается на уровне веры. Элэй, я же тебе сказал, ты- что я с тобой спорить не могу, потому что ты не переобуваешься, ты сразу на новую одежду надеваешь старую. Переобувался бы, ну, как бы не... Не, ты переобувался, услышал, плохие ты не люди. переобувался, ты надеваешь на старое, новое на старое. Например, Понял? что я делаю?
Например. Ну, тут ты говоришь, там, вы верите, а потом говоришь, это Бога нет. Либо Я еще сказал, что-то. что я верю. Либо мусульман призывает к джихаду. Что имеется в виду? Вот эту межрасовую... Ты сам кто такой? Ты сам кто? Голубь мира, блядь. Ты Межрасовую кто, борьбу ты как бы Ты кто сопротивление такой? Да мне- некое окей, в них окей, окей, создаешь. Ты кто? Ты сам кто? Ты кто? Смотри, друг, я не против, чтобы ты обличал это невежество ислама, но надо чуть аккуратнее. Чуть христианство что, прямо все правильно? более немощными методами. Пусть они будут выглядеть в глазах неверующих немощными. Ну ты так но- делай. Подожди, Ты так написано, делай, когда я это немощен, твоё. я богат. Вот когда ты Мне чистый класс, сердцем, что ты Бога написано. увидишь. Смотри, по-настоящему. мне класс, еще раз говорю, что где написано, в каких книгах. Я люблю больше там Достоевского, Толстого, Шекспира. А вот это всю хрень, мне это не интересно. Да, Я но просто- все они умерли, и Достоевский, и Шекспир. я хочу понять, я хочу Все понять, умерли, как брат. вы в эту чушь верите, что там, блядь, из посоха змея, море открылось, луна раскололась, блядь, все там. Иисус вообще пошел дальше, там, мертвого встал. Почему-то плакал пока до этого, когда А ты узнал, что о таком Лазарь состоянии, умер. как клиническая смерть, не слышал никогда? Друг. Лазарь, когда умер, ты знаешь, что Иисус да плакал, заплакал. Всё, твою мать, бля. Чё вы не- Слушай, Так что а если бы у вас тебе у сожгли всех- дом... У вас у всех это Подожди. хватает, короче. Подожди. Но христианство такое, оно просто чересчур Элей, доброе. а как Это вас зовут? то- Как вас только Иисус. величает? Мухаммед, мир мне дал. Папа, мама, как вас величает? Мухаммед меня зовут. Мухаммед. Ну, это не ваше имя. Окей. В смысле не мое? Мне это Аллах дал это имя. Смотри, а если у тебя, там, не знаю, сотряпали с кошелька деньги, украли, Ну, да? Не будет тебе обидно, досадно? Даже Вообще не если ты будет знаешь, обидно. что тебе... Я лоханулся, значит. Даже если ты Молодцы. знаешь, что тебе не вернут, а уже вернули, уже дома стоит твой кошелек, но все равно обидно на душе. Вообще тяжело. не будет обидно. А если Не тебе будет обидно. сожгли Я- дом, оболгали жену, детей, а потом приносят, говорят, вот возьми назад твое. Ты Не будешь... понял. Вот тебе оболгали семью, сожгли дом, Ну, не побили гостей, успел, поверь. Не побили успел. гостей, а потом говорят, вот Не вам успел. новые одежды, вот вам Я не новая христианин, я надежда, клал на эти вещи, вот вам смотри. новый дом, вот Я вам... не христианин. Не Слышь торопись, меня? не Алло, перебивая, я не отвечай. христианин. Я не христианин. Не успел. Я первый оболгаю их дом и так далее. Все, что ты сказал. Я не умею прощать. Я не Иисус и не собираюсь становиться. Потому что Ладно, если ты Вендетта, просыпайся, давай. всем Потихонечку, давай. будешь прощать, Давайте. не останется христиан, понимаешь? Смотри, а вот ты разбил Я ты поэтому машину, и вышел например. с этого. Я поэтому и вышел из христианства. Все. Подожди, пожалуйста, вот разбиваю я, например, машину, да? Послушай. Мне Я всё знаю, что у равно, меня есть послушай. страховка стопроцентная, но я любил Ага. машину. Вот Стопроцентная всё. страховка, я Да, пойду можно куплю любить новее, машину. Ну, как новее, можно любить машину? на Я лучшем этого не тюнинге, на понимаю. лучшем моторе. Но я Любить любил надо эту своих машину. детей, свою жену и своих близких. Какая машина это просто вещь. Ну так если за машину я плачу, то нельзя, Ну ты лох, нельзя значит. было о Лазаре поплакать? Нет, конечно, он же Бог. Что значит да плакать? Нет, не написано, что он Бог, написано, что он принял образ раба. Подожди. Стал как человек. Иисус Бог или не Бог, блядь? Ну я тебе как могу сказать, если ты не веришь Ну, я- Моисею? А написано, если в законе вашем написано, вы боги, но умрете как человек, если не покаетесь. У меня закон один, ауечный. Да у тебя И нету жить закона. по совести. Есть закон. К сожалению, тебе это Ну не в закон обиду, брат, ты как вот неведан. как балабол, ты меняешь одежду. Понял? Ты то, Например, в чем? ты такой бываешь культурный, любезный, а иногда вот так, как наматершишься, то что у себя. Например, когда я первый кого? Вот сейчас я тебя заматерил. Нет, я не но сказал, если- что именно сейчас, а вообще по жизни. Но если ты меня заматеришь, я всю твою родословную вспомню. Вот А так ты у думаешь, меня это работает. как-то меня испугает? Я Или не говорю- поменяет? Слушай, нет, я не говорю, тебя это испугает или нет. Но если ты меня заматерил, я не Иисус, я не терпела, чтобы... А Иисус говорит, делайте Мне добро что даже он говорит. обвиняющим. Мне все Подожди, равно, даже мне все равно, обижающим. что он говорит. Мне все равно. Он говорит, побеждайте зло
не Я добром тебе или говорю, добром мне побеждайте все зло? равно, что он говорит. Мне его слова не основание, ты меня не слышишь? Ну вот Я потому ты так не... низко упал, брат, что ты вот скатился Например, в чем я не смог? к этому невежеству, там, обличать этого Какому? Мухаммеда, которого даже не существовало. А, Это, и это Мухаммеда наборный не персонаж. существовало, а Иисус существовал, правильно? Он есть. А он Прежде есть. чем Авраам был, я есть. А Аминь. когда, подожди, а когда ты, допустим, дрочишь, он видит, что ты дрочишь? Я не использую такие методы. Не, ну вы же говорите, он везде, он Ну, в тебе. когда-то я был грешником. А когда Не ты, грешил ли ты смотришь тоже? с кого-то, Ну, что? Повтори, пожалуйста. я говорю, когда ты спишь с женщиной, Иисус тоже с тобой спит? Я Значит, ну, не, он не видит. сплю, не женат я еще. С мальчиками спишь? Ты сказал, ты говоришь неправду. Нет, я задаю вопрос, я же не утверждаю. А что, спать это самый высокий уровень наслаждения? Разве нет выше? Ну да, это, нету, конечно, потому Ты что... никогда не испытывал там... Потому что Бог это создал. Бог Ты никогда создал не женщину, испытывал покаяние, примирение? По-вашему. Бог создал и потом взял Адама в святой огурец, засунул Еве, все, а потом их, блядь, выгнал оттуда почему-то. Всемилостивый Бог такой добрый, хороший. Я не по выгоняет, огурцам. короче. Ты себе можешь, хочешь по помидорам, хочешь по огурцам, я не по огурцам. Все Я хорошо. понял. Я не огуречник. Давай. Все, обнял, приподнял. Мир вам всем. Да, не надо, Любви. мир, мне похуй мир. Война, Израиль все заберет у всех, альхамдулилlah. Наконец-то будем свободны. Не разжигай эту межрасовую ненависть. Старайся быть чуть-чуть добрее к Какой врагам. добрый, что, попутали, что ли? Какой Ты не понял, добрый? ты будешь эффективнее проповедовать. Кто добрый, кто добрый, тот лох. Вот, евреи были 2000 лет добрыми. Видишь, что с ними сделали? А сейчас они херячат, уже не добрые. Наконец-то проснулись. Вот так надо всем делать. Грекам, чеченцам, армянам, грузинам, понимаешь? Не надо быть добрыми, надо херячить направо-налево, чтобы ссались, когда твое имя говорили. Не желаю вам ни зла, ни добра, пусть Всевышний вам даст. Пусть всякое Да, недоброе я обернется Альфа, вам не в зло, а в добро. хорошо. Пусть даже ваши враги, Иисус, да. вот написано, Наши что враги. даже все враги преклонятся перед именем Иешуа. И ты будешь либо в нем, либо без него. обязательно, Нет другого конечно, варианта. Да, конечно, нет. Нету, конечно, нету. Да. Все, обнимаю всех, радости вам, любви. Я Не хочу никого обидеть. Я на тебя Давай. подписался. Все, довод тебе тоже хороших. Железных Так, доводов тебе, возвращаемся к железных, нашим надежных. баранам. Ассаламу алейкум, брат мой. Ассаламу алейкум, ахи. И вендетта, ты не вендетта, ты Давид. Эти Вендетта. джахали уже надоели вот со своим христианством. Вот эти Натуре. евреи никому не лезут, но все равно к евреям лезут, как к чеченцам лезут. И оставьте это, евреи, покой, они у себя дома занимаются со 100%. Надо Да, было вот, давно им этим заняться. Вот к иудеям христиане лезут, к чеченцам мусульмане лезут. Вот задолбали эти два народа Не надо, маленькие. вот. Поэтому я и призываю и чеченцев, и евреев, и греков. Все простутся. Какой Бог, какой херек. Надо делать оружие. Вот, брат, пример от Израиля. Факт, пожалуйста. 2000 лет бедные, что с ними делали? Кто что хотел, делал, молчали, на скрипках они играли. Потом в итоге поняли, что нихуя, скрипкой сыт не будет. Но если Бог сил не дал бы им Какой крепости, Бог, Господь, то какой они бы и Бог? сейчас ничего бы не Железный могли купол не ответить. Бог им дала, и Подожди, мозги. им Бог, железный купол им Бог давал, танки им Бог дает, деньги им Бог дает, что им Бог дает? Ну, скажи, а Бог не мог допустить, что они бы снова скитались раньше, как по Европе? Нет, Алло, 29-й, пускай сейчас попытается. Пускай Бог сейчас попытается, чтобы они скитались. Вендетта, ну ты не Давид, но мог стать больше Давида. Написано, что меньше в Царстве Небесном, больше, чем Видео, Давид. не верь ему, что... Да, вы свои неудачи на Бога не накидывайте, неудачники. Где-то поревнуй о оставь. небесном больше, хорошо? А будь аккуратен с кем Не, общаешься. постоянно неудачники все свои неудачи на Бога накидывают.
И еще Ты про- где-то написано, что соединяющийся с блудницей окей, становится Макс, одним телом с ней. Не Макс, соединяйся Макс, с этой суетой. если я и изнасилую твою жену перед тобой, ты меня простишь за это как Смотри, христианин? я не знаю, как я поступлю, но я не женюсь, Подожди, слава подожди, Богу. подожди. И Иисус не тебе планирую что сказал? жениться. Я не планирую жениться. Ну ладно, я, допустим, изнасиловал Ты тебя. можешь Ты меня допускать простишь все, за что это? хочешь, но если тебе не допустит отец, Почему? ты даже пописать Какой не сможешь отец? сегодня, брат. Да у меня уже нету, я Вот сам выйдет себе хозяин. камушек, малюсенький камушек, да, и не сможешь пописать. Аккуратнее будь словами. Не В ругайся мне смысле, никого. не смогу? Да ладно, Клав. Так я не, Я тебе не ругаюсь, желаю я этого, просто но не могу понять, не дай Бог тебе не покаяться, умрешь ну ты мне за уже грехи это свои. пожелал, раз ты это сказал. Нет, Потому что вы- смотри, если у меня автомат на плече, я говорю, что слушай, не ругайся, чтобы я не достал. С магазина перезаряд. Чтобы я не выпустил Всех у тебя моих пару пуль. А ты близких говоришь, проклинаешь. слушай, ты что это, вот. И снова ругаешь. Я тебе задал обычный вопрос. Если я тебя изнасилую, ты меня простишь, как велел Иисус? Прощай врага своего. Написано, не бойтесь убивающих тело, а души не могущих погубить. А бойтесь того, кто по убиении может и тело, и душу погубить в гиене огненной. Того бойтесь. Ты можешь Я нормально? не боюсь. Сейчас Я не ответы боюсь. тренинг. Твои слова не к Богу в уши, понял? Я верю, что Он меня предупреждает, остановит, образумит, Смотри, вот где ты живешь? сохранит, предохранит от всякого такого зла. Где ты недобра. живешь? Предохраняем, да, все сделаем. Я тебе задал обычный христианский вопрос. Ты же вроде говоришь, ты, блядь, христианин, там, просто какой из них ты? Там их тоже до хера и больше. Не, я не верю христиан. в эту деменцию, вот это невежество. Типа там какие-то еще есть другие имена, какие-то другие А ты боги, сам кто? либо Ты кто, другие бля, учителя. православный, Смотри, левославный, серединославный? смотри, Какой написано, ты? в ком нет духа Христова, Ты тот не какой из Христов. них? Какой? Я ни Какой? конфессии, ни национальности не Какой принадлежал. ты? Не Ну ты там принадлежал никогда. кресты в эту всю хрень делаешь? Смотри, Бог меня Ладно. искупил. Нет, ни иконам, ничему не поклоняюсь. Не делал. Ни Елен Не Вайт не понял. изучаю, ни субботу не А, ты соблюдаю это, в том да, плане, как она этого 69-й? учила. Но шаббат стараюсь не 69-й, нарушать. 60... Подожди. А ты знаешь, что если хоть один раз нарушишь шаббат, то тебя надо убить? Это не так. Это не так? Хорошо. Да, это не для народов было языческих. Это было на тот момент, на период выхода из рабства ума, из рабства закона. А то, что вот человек пишет, Михась, деменция, я именно так и сказал. Именно так хотел, так и сказал. Потому что это помешательство, когда люди придумывают себе другие имена, кроме Иисуса, и говорят, там, помнишь, написано, я Павел, я Во-первых, Аполлосов, Иисуса не я было Христос. такого. Вы уже пиздите, что Иисус. Он был Йошуа. Какой нахрен Иисус? Вы уже исковеркали. Не ты сказал. Имя своего Бога. Можно так, это нет разницы. В смысле, есть разница. Если я скажу Мухаммед, меня поймут, а если я скажу Махмуд, Если ты не Макс, поймут я меня? могу тебя называть Светой? Нет же. Макс есть Макс, правильно? Я не могу... Смотри, даже назвать сам тебя Иешуа не Светой называл ли Йона. Петра камнем, не называл? Петра, Да, как ты он? Симон, да. Так, Петр это с греческого языка. С греческого. Это же не просто так было. Греческий смысле, был да? не чуждый им язык. Ты думаешь, до Иисуса этого имени не было, Петра? Нет, я не думаю, что не было. Был. Ну все тогда, блядь, а при чем тут Иисус? Ну смотри. Или ты думаешь, у нас у греков мало было таких, как у вас Иисуса? У нас каждый второй бог был Иисус. Ну ты лжешь неправду. В смысле лгу? Зевс мог... Ты неправду обвиняя, себя не В обвинил. смысле? И что я имею в виду? Геракл, Подожди, смотри, вот ты слушай, неправду Мухаммеда ты не Геракл терпишь. родился человеком и стал богом, ты знаешь? Подожди, ты Мухаммеда, Геракл мухаммедианство ты не родился любишь. человеком и стал богом, ты это знаешь? И я за это, я тоже не Ты это люблю знаешь, неправду. что Но ты должен сначала и в своем родился глазу увидеть человеком? невежество. Геракл родился человеком и стал богом. Смотри, Его никакого помнят, Геракла они не приняли. существовало в помине. В смысле, Это никакого всё- Иисуса тоже не существовало. Ты сказал, по Я своему могу тебе неразумию. доказать. Я тебе Ну, могу доказать. по Я же книгам, тебе что уже Геракл сегодня сказал, что ты существовал. до писсуара не дойдя можешь Я тебе могу доказать, что не Геракл обкакаться и существовал. отписаться. Зевс То как ты существовал. что-либо можешь доказать?
И Ну я как вот человек по ненадежный книгам, может, как это может вы себя делаете, называть чем-то важным? как это вы Как делаете по невежественный вашим может книгам, называть себя творцом? как это вы делаете по вашим книгам, доказываете же, там кто-то что-то открыл, кто-то кого-то спас там. Вот так же я тебе по моим священным книгам докажу, что все они были. Друг, я не хочу спорить. Вот только слышу Конечно, этот не стих, хочешь. что сказал Не, невежда в Да, сердце да, своем да, нет да, Бога. вот, Ради да, прикола, сиди, пускай читай. докажет. Мне нужно Не, уже уходить, я прошу прощения. в Лос-Анджелесе. Братья и Докажи, сестры, короче, и не братья и докажи. А ты сестры. кто такой? Бля, ты что, меня забыл, что ли? А нахуй? А что я должен тебя помнить? А, ты меня не помнишь уже? А нахер ты мне усрался? Ты меня уже не знаешь, да? Нарик, да, который тебе, блядь, пизды дал? Мне Нарик пизды дал? Конечно, пизды дал, да, в прямом Да, эфире. какой Забыл? Нарик? Какой? Забыл? Как его звать? Да, знаешь ты, все прекрасно. Как он Не, тебя это ты нихуя не шамарил? знаешь, дура, Как блядь. он тебя шамарил? Бля, забыл? Видео снять это? Да я... Ну, давай, Выставить, покажи да? Ну, видео. давай, покажи. Покажи видео. 120, Хорошо, 120 человек покажи. смотрело, где ты хныкал. Спина болит. Блядь, Спина? еще Нет, хочешь, да, нет, там пизды, вообще да, другая получить? тема была. Ты дура, блядь, Еще тупорылая, хочешь блядь. пизды получить? Еще хочешь получить? Давай, 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 еще пизды, короче, давай. Мало было, так ты не отвечаешь больше на Слушай, звонки. блядь, ты как Элеонора, сучка, блядь. Ты в натуре как Элеонора, Куша с блядь, ним, шмара, иди блядь. нахуй. Хуйню Шмара несешь, твоя блядь. мама, Капелевич, не полетела, ругайся, ебучая. пожалуйста, матом. Не, в Шмара твоя натуре, блядь, мама, сука, твою они там маму истории ебал я. придумывают, блядь. Я Какую тебе историю в ничего прямом не эфире? желаю, ни добра, ни Шмара зла. твоя Пусть мама Какое Всевышний ебал тебе тебя. прямого дарует только эфира не доброе. было даже, блядь. Ты Прямой что эфир придумываешь, был, нахуй? прямой эфир был. Эй, ты Пусть мужчина Всевышний или нет, Как ты нахуй, прибавит блядь? хныкал, вам мудрости. как ты Всего хорошего. хныкал, Все, я как удалюсь. ты Стоять, С Богом. хныкал, стоять. как ты Ребята, дайте хныкал, объяснить. почему ты болот, Всем блядь. любви. Ребята, Давай нахуй ребята, отсюда ушел, пидор. ты, блядь, нахуй себя как шмара ведешь, Нахуй как тебя, Элеонора, шмара блядь. твоя мама, я тебе еще раз говорю. Мама у меня Шалава ебучая. порядочная В рот я ее женщина. ебал. В рот я ебал твою маму. Будь моя В мама рот здорова, я короче. ебал твою маму. О, и Ебачку это алкаш. еще шмара подтянулась, блядь. Шмара мама твоя, оказывается. Да, мы твою маму на базаре видели. А где Элэй? Мусульмане, где вы, братья наши? Поднимайтесь. Дырка, Уже ты, Да, братья, блядь. Спустите Гандон, этого блядь. алкаша. дырка, Смысла ай, нету с ним общаться. дырка. Он дырка. Да, ай, дырка. Ты же дырка. Оставь его. Оставь его, Леонора, оставь его. Смысла нету с ним общаться. Забыл, как в прямом эфире хныкал. Как его дубасили. Ладно, whatever. Напомним потом. Да, окей, нет, я это, как это, он специально вот так поднимается и начинает оскорблять, поэтому что неинтересно. Мусульман все сдохла, мать. Мусульмане это лучшее, что придумал Аллах. А что ты против имеешь? Аллах, мама мертва. Тихо. А что ты против Аллаха имеешь? Всем он уже ушел. Его А знаешь, да, Я Ленора, поднялся, ноги ушли, не да, поднимался, пролистывал сегодня и случайно кому на канал попал, просто пролистывал. Наркоману. И он так, ты, там, вот вы и диаманты, или кто это, придурок.
Я так и А, Дырка, перенесу ты дальше. опять сюда зашла? А, Дырка, вот Конечно, сейчас тебе Конечно, Леон его огурец беспонтовый. воткнет в твою дырку. Да, чтоб тебе Евреев в рот ругает засунуть, и, нахуй. блядь, оскорбляет. В рот твоя мама любит брать, я тебе еще раз сказал. Слушай, будь твоя мама здорова, бля. Долбоёб, блядь. Что вы материтесь? Вы Чё успокойтесь. мразота? Потому что Тихо, тихо, мразота конченая, Леон, ты которая давай не живет будешь указывать, в кому Израиле. тихо, кому В громко. Израиле живет, Окей? и этот Нет, давайте не материться. ругает. Здесь уже Нет, баны давай прилетают ты постоянно. Да, будешь. никто не... Послушай, Леон, никто давай не ты не матерится. будешь давать всем указания, окей? Не, Я ребят, уже вы когда у наслушалась себя о на тебе. эфире сидите, Не, там, не, вот Леон, сидите Леон, и делаете, что Леон, хотите, я да. к Тут тебе на на эфире эфир мы не уже баны пришла. схватываем, Я да. к тебе на И эфир вот не пришла, это рот без свой агрессии вот закрой. здесь. Рот Да закрой никто, свой. Я к никто, тебе О, не еще пришла. одна, блядь, здесь. вы Что начинаете агрессивно. Я вас попросил без матов, начинают оскорблять. Что в Одессе? а Я не кто понял. Что у оскорбляет вас сегодня? Рот закрой, это сделай, блин, это то. Меня Просил без матов. А кто тебя Тут баны материт? прилетают, Лей, тут баны прилетают постоянно. Я Мы сам- уже замучились. Да, Ну, ты она Попросил тебе- без матов, мне начинают она- рот закрой, это закрою. Но она ж тебя не оскорбляла. Рот закрой, не указывай, что можно по-нормальному разговаривать. Что это за агрессия такая пошла? Что происходит, я не понял. Вы вывели ее из Что себя, просто произошло? ее Все такие, оскорбляют. блядь, все такие на понтах стали, бля, я не понял. Красиво Леон. просил без матов. А кто? Все кто, Леон? Все кто? Что ты за цель говоришь? Слышь, Леон, ты много на себя пуха не накидывай. Вот, Я с тобой пожалуйста. поговорить все хотела. Я с тобой пока Ну не а что она буду тебя говорить. же не Лишнего слова оскорбляет? не сказала. Ты давай... Ты Она себя на тебя не вопроса говорила не ничего. строй. Бля, что, вы что, с тобой пришли ругаться? Ты че мне рот закрыл? Не, Что? Леон, Никто с тобой Леон, ругаться я не не к пришел. тебе пришел. Не пришла, не к тебе. Я попросил без матов. А кто ты такой? Какой мат? Ты где? А Ты кто мат глухой говорил? или Видишь, глупый? понимаешь, кто такой? Где ты мат Все, иди услышал? подыши внизу, иди подыши внизу, все, иди отдохни. О, он Кто здесь ты много. такой, рот закрой. На красиво разговаривай, начни. Вот я Еврейку, что ли, я да, красиво выкидывают? разговариваю. Вау, молодец. Я красиво разговариваю. То же самое со мной красиво Ругаться со разговариваю. своими это не есть хорошо. Еврейку Да, вот это не надо. надо. Не надо, слушай, вот ты давай тоже, Лей. Я красиво разговариваю, то же самое ко мне красиво надо разговаривать. Все. А я что тебя такой, рот оскорбил закрой. куда? Не, я к тебе не веду претензий. Просто А. надо вот это еврейку, это. Ну ты, ну она что, она это еврейка, торская. Не Если сейчас армянка. где-то он замечание попросит вас не оскорблять, не материться, вы это примете? А так я- Примете. Так, Конечно. так, А если так я я прошу не его, матерюсь. если я прошу от него не материться, что От не него будет как? бан, Он это что? Так кто я, ты так такой, я и рот не закрой. матерюсь. Но она же тебя этим не оскорбила. А что, Ты по-нормальному это нельзя захотел бы поговорить? сказал. Подожди, а по-нормальному нельзя Даже, поговорить? ну, Ну да можно, все. можно, почему не? Можно. Я давно хотела, это хотели, все хотели. Не надо, она женщина хорошая и добрая. не Леон, надо Леон, это. Леон, а правда это, что... Я сказал, что кто-то Леон, такой. Леон, ладно, оставь. У меня к тебе один вопрос здесь. А правда, что если кто-то, допустим, ну, как бы не принимает Тору, то его надо обнулить? Нет, мне насрать. Что насрать? Про Ну не Тору, принимает, да. так и не принимает. Нет, только в Торе нету. О, нету такого? В устной Торе тоже, да, наверное, нет. Ну, ведь, там, нигде такого нет. Силы никто не заставляет. Я хотел, извините меня просто, с В Торе, вендеттой. в Торе вообще у нас запрещено это миссионерством заниматься вообще. Да. Не, я не про это, брат. Я говорю, допустим, вот я, да, вот, ну, вот разговаривал, допустим, с тобой, с евреем, да, и говорю, ну, я вот, для меня Тора это типа там сказка, там, и так далее. Ну, но без оскорбления. Просто Это как- твое, это твое, это твое. А что я имел право жить? Меня не надо оттуда, да? Я тебе скажу, Элла, я тебе объясню. Есть, я встречал евреи, атеисты и все такое. Нету такого, чтобы вот... Я не говорю, что вы это делаете. Я говорю, просто... написано это. Не и веришь? всё. Вот я не написано, но в Израиле такого нет. Я вот видел, люди живут. Хочешь верь, хочешь не верь, твое Я личное. знаю, Чисто брат, силой. я знаю, 100%. Нет, Вот это прекрасно, просто, когда силой никого не заставляют.
Я Да. знаю, что силой никто никого не заставляет. Она двоюродных можно, да, по Торе жениться? Алло. Нельзя? В смысле нельзя? Тора, Подожди. Тора Как это запрещает. нельзя? Авраам. А как тогда Авраам, ну, женился, если верить, на своей двоюродной сестре, потом дал? Она была, они, подожди, если ты почел бы правильно бы, они соврали, чтобы это, соврали, там она была троюродная, четверюродная какая-то там, Бог знает Нет, какая-то. нет, Да, дядина жена, там так было Нет, написано. нет, А, нет? нет, мы эту тему поднимали, уже читали, показывали, да. Я лично вот сколько вот живу, среди Нельзя евреев так. никогда А не можно- встречал а можно- двоюродных. а- Троюродное а- видел. Вот я Окей. видел троюродный брак, я такой Леон, видел. И Леон. то, Подожди, ну, Герцог, да, скажу, у меня просто, я знаю, он Тору знает. как бы. А можно Я не знаю, это евреям, евреям молиться в мечети? тоже нельзя. Тоже нельзя? Рамбам сказал Тоже такую вещь. Я тебе Ну, объясняю. нельзя. Рамбам сказал такую вещь. Рамбам А сказал что такую Рамбам? вещь. Я в раввины, Я тебе объясняю. и в Тору. Ну ты мне задал вопрос, я тебе отвечаю. Окей, давай. Позвольте Это- вмешаться в этот разговор. Подожди. Это Паси. привет, благовестник. первый совет. Приветствую. Понеслось объяснение от Рамбама, и некоторые не так правильно это. Вот. И еще когда тоже Роме показывали, все. Рамбам сказал, что они не идолопоклонству, как бы, да, якобы. Но он не видит ничего такого, что как типа идолопоклонники, да. И еще Рамбам в то время, когда это писал, он был у них в этом, в плену, как бы, не в плену, а у них там был закрытым. После того, когда Рамбам, он не сказал, что... Нельзя, короче, нужно- понял. Всё, Не, понял. мало того, ты должен прийти, если ты молиться, он дал тебе много признаков, каких. И ты должен проверить, что там маком кашер чистый, не будет кладбища, нету того, нету там куча вещей. Ну, в общем, То есть да. он тебя... Нельзя, Нет, короче, на вам. иврите, подожди, на иврите он тебе говорит, ты басафек. Что такое басафек? Это под подозрением. То есть он тебе дает столько вещей, что как бы объясняет, что ты уже в этом, как сказать, сафек, Герцог объяснить? Сафек под... Ну, я понял. В общем, Ты в итоге не в нельзя, мышлениях, короче. а под подозрением, В итоге да, нельзя. и ты не можешь это доказать, да, Подозрение, да. вот так, да. А то, что То есть, то, что Авраам дал свою жену и за это взял дары, это как? Нормально это? Этому фараону. Хуй, значит, я читаю, откуда здесь все это? Нет, я просто... не было такого, что он дал, свою жену. Спасти их жизнь, да, он сказал, что это его сестра. А фараон захотел, да, а она ему отказала, все. Кому она могла отказать? Фараону? Фараону, да. Серьезно ты сейчас это говоришь, Леон? Фараон там был богом. Кто мог ему отказать? С какими целями ты меня это сейчас спрашиваешь? Нет, я просто смотри, сейчас вот на днях мне придет Тора, Танах, все эти книги, Коран, Библия я заказал, ну, я просто решил и изучать, ну, и вот из-за этого как бы спрашиваю, чтобы, ну, потом это все проверить. Конечно, обязательно. Можно небольшую Подожди, а к нам, поправочку, а к нам пришел один, он был армянином, который принял гиюр, и он сказал, что на двоюродных можно у нас, а ты говоришь нельзя. Нельзя, это басафек тоже, это басафек. Подожди, так он гиюр прошел и принял все. И он говорит, Тоже можно басафек, говорить, это вообще написано, не проблема. это все басафек пишется. Не проблема говорить, можно. Это Не, в пишется Израиле всё такого басафек. нет. Нет. Ты что, проверки. И тут проверяют, нету. Я ведь сколько живу, я видел только троюродные случаи был. А можно приехали менять с- вот Если ты приходишь, послушай, Торе что-то имеет право человек менять? Дайте объясню. В Израиле, когда ты женишься, я тебе рассказываю, в Израиле, когда ты женишься, ты приходишь рабанут.
Те, которые уже пошли рабанут, да, Я они приходят как... про Писание спрашивал, брат, оставь это, что в этой Я тебе объясняю. демократической стране. Так я же тебе объясняю, послушай. У тебя есть, можешь, ты когда женишься, ты можешь или жениться, не уехать за границу, в другую страну, жениться. И если ты в Израиле, ты должен только пройти рабанут, все, тебя так не принимают. А когда ты приходишь рабанут, да, вот скажем, вот я прошел рабанут, мои дети пройдут такой на легком, сейчас, на легком такую проверку такую, да. Первый вопрос спрашивают, кто она тебе, сестра, двоюродная, троюродная, они все спрашивают, вот такие вещи, понимаешь? Вот такие вещи они начинают уже копаться. В документы, приносишь паспорта, там целая Да, но родовую это приносишь. не по Торе это уже. Да. Да, это Торе? уже не по Торе. У По тебя Торе басафек папа это все есть. против. Ладно, У тебя а рабанут этот, не только это. имеет право Рав, допустим, поменять слова в Торе там или какой-то смысл? Не имеет права, да, наверное? Нет, конечно. Как это может быть? Нет, а почему тогда колено Почему? считало сразу мужчины, а потом раз, сразу сейчас уже считается от женщины? А как это объяснять? Нет, ты путаешь. Колено всегда было от папы. А, от мужчин, правильно? Ну, Колено всегда от папы, да. окей, Всегда. да. Но сейчас-то евреи считаются от мамы. Это национальность. Не, и писали, почему это сделали, потому что... Я объясняю, ты спрашиваешь, объясняю. Да. Потому что мужчина, мы же смотрим всегда налево и направо, да? И чтобы мы не смешались, сделали специально так, что вот... А кто это сделал? Бог сделал это? Поменял? Ты не хочешь меня слышать, ты начинаешь перебивать и другой вопрос. Не, Ладно, брат, разговаривай нет, со кто это сделал? Бог это поменял сам или какой-то раввин? И все, вот на это. Слушай, тут не урок Торы, на самом деле, тут даже внизу пишут. Тут совсем другая тема. Если хочешь, мы с тобой потом отдельно сядем, или с Альбертом, он тебе красиво все объяснит. Леон, если позволите, я скажу, понял, выйду, ребята, я долго не буду сидеть здесь. Леон, мне позвонишь, как закончишь общение? Позвони мне в Телеграм, пожалуйста. Окей. Набери мне, хорошо, если тебе не, если время Благовестник, у найдется. тебя все нормально? Напиши мне, напиши. Да, слава богу, брат. Напиши Я мне тебе Телеграм. сейчас Все, напишу, слава богу. да. Ты Да, видишь, да. какой диспут идет. Признали геноцид армян, как начинается. Все кусать начинают. Давно должны были признать. Особенно евреи должны были первые вообще-то признать. Потому что они сами это все прошли. Ну, лучше Ты поздно, прав. чем никогда. Смотри, Элэй, За такая это огромное ситуация спасибо сложилась. еврейским властям и все те, кто кто признает геноцид Уже Армении, признали, разговора уже и нет. любых. Нас большой респект, уважуха. Вам за это огромное спасибо. Ам Израиль, это не обсуждается. Да. Признали, слава богу. Вот я думаю, что мы находимся на канале у Вендетты. Я смотрел, как он разделал красиво мусульман. Надо, чтобы признали Это геноцид. кафир, 180% кафир. Вендетта, надо, чтобы признали геноцид чечено-ингушского народа. Люди пострадали, это тоже надо, чтобы было записано. Чтобы было записано, что это был геноцид. Конечно, был геноцид. 300 тысяч чеченцев это сделали. Ну а что, это не геноцид? 100%. Люди объявили независимость. 100%. Зачем она вам нужна, эта Чечня? На, Вы их не на любите. безоружных напали. Конечно, это 100% геноцид. Вы их не Геноцид. любите, они от вас, Я они от даже вас тебе больше отделились. скажу. Я даже 7 октября считаю геноцидом. На миллион Это гено- процентов. Кто бы что ни Это говорил. геноцид. Пришли. Понимаешь, Да. если бы они... Если бы вот они По воевали, этническому блоку, конечно. убили солдат, ладно, 100%. обнулили солдат, и что? Это было бы еще что-то сказано. А когда они начали издеваться над бедным населением, Да, что это Леон, геноцид. я тебе написал в личку, брат. Если что, позвони, пожалуйста. Это геноцид. Или напиши перед тем, как звонить, я выйду на связь. У меня не Вендетта всегда за- получается сразу ответить на звонок, поэтому просто напиши, а я ви- тебе сам наберу. А Вендетта занят, я не могу понять. Он просто хотел у него спросить.
Хорошего вечера, ребята. Я тогда пойду. Давай, благовестник. Давай, благовестник, всего тебе хорошего. Все, Да, ты хорошо. у тебя хороший канал. Дальше. Он ушел. Я к благовестнику поднимался, он интеллигентно объяснял, разговаривал, и на него жалобы за жалобами, жалобы и жалобы. Они на него посылали все время жалобы. Кто? Благовестника канал свой. И он рассказывал там своих про христиан, там общался. И я к нему поднялся, поздоровался, все красиво. И на него жалобы посылают снизу кто-то, вот на него все время жалобы. А он не матов, ничего не говорят на канале. Я в шоке был. Его вот за то, что он красиво разговаривал, он там и с мусульманами общался. Ни одного мата, вот благовестник голоса культурный. На него жалобы посылали снизу. Так было. Вот, я говорю, вроде матом мы не ругались даже, вообще слова не сказали. Кто-то люди специально посылают. Куда полиция? Это скоро помощь приехала. Вот я только интересный вопрос. Вот смотрите, вот признали геноцид армян. Хорошо, Леон? Ладно. У меня такой вопрос. А был же геноцид греков? Был же геноцид ассирийцев? Это что же надо, чтобы было признано? Нет, что смешно? Не только армян было. Извини просто. Простят меня армяне. Ну в чем проблема? Пускай признают. Ну вот я не знаю, пока армян было 1,5 миллиона, но был геноцид ассирийцев. В то же время был геноцид греков, тоже пострадали. Вендетта, где все малохольные вендетты? Он что-то занят, не может подняться. Мне интересен другой вопрос. Вот. Бегают вот эти бурдулаки, да, которые лежат под Россией, и очень конкретно лежат под Россией. Но их не интересует их земля, их родина, а интересуют вот другие страны. Это они от чего? От испуга вот так они пытаются менять тему? Ну, потому что они боятся решать. Потому что боятся решать свой вопрос. Смотри, я тебе скажу, как я это вижу. Мне кажется, им вдалбливают в голову, и они заняты всеми проблемами, но не то, что у себя на родине. Им говоришь, займись своими проблемами, своей страной. Они знают. Вот я заходил в чарт-рулетку. У меня хреново английский, но мне друг помогал. И мне попался с Бангладеш. И он там на английском начал мне говорить, я говорю, помогай, будем объясняться. Ему там, и он видел, что я с Израиля, и он начал мне что-то скулить. А я видео про Бангладеш видел, там проституция, там нищая страна, все плохо. Бангладеш очень плохо. Тебе, где мы, как блатные говорят, где мы, где завтра. Но ему это интересно. Вот я про тебя рассказал. Примерно похожая ситуация. Ты займись внутри своей проблемы, чтобы не решать свои проблемы внутри. Ему тряпку дали, как быка, вот на евреев надо. Ну, вот примерно так я это вижу. Леон, это просто логическое объяснение. Ну, у тебя своя квартира. Ты думаешь, что делать. Ты же не думаешь, что у другого соседа протекает. Ты своими занимаешься. Или ты придешь, а у тебя будешь претензии предъявлять к нему. Он говорит, слушай, займись своими проблемами. О, Мартин написал. Геноцид ассирийцев, греков, изидов, армян. Ну, почему только признаны армян? Армян уже признали. Надо, чтобы всех. Пускай турки за все отвечают. Раз натворили, пускай они отвечают. Интересно. Ну, это было. Бачу, мы должны отвечать за то, что... Я говорю о другом, я говорю, ты не слышишь меня. Я говорю о другом, что у тебя есть люди, которые не интересуют их страна, земля, а интересуют другие. Вот. Ну, я тебе рассказываю факты.
Подожди. Опять. Ты не до конца, не слышишь меня, что я говорю. Мгм. Вот я красивую тему поднял. Неужели им не интересует, что они лежат под русскими, да? Зато интересует, что они в другие страны, вот где там творится в Израиле или там в другой стране. А то, что они лежат под руками, это их не интересует. Или они боятся, да? Это уже вопрос решения. Ну, Леон, давай логика. Вот у тебя семья своя. У тебя какие-то проблемы. А приходит какой-то тебе сосед и говорит: Леон, ты то, вот это. А ты говоришь: ну у тебя свои ты проблемы свои решай. Да. Ты слышишь меня? Давай по-другому скажу. Я понял тебя, но я не знаю, как это работает. Я тебе объясню. Это исламский фактор. Он... Ваша какая-то привычка, когда перебивать и говорить, Да. и